Доброе утро, уважаемые участники конференции. Сегодня мы продолжаем с нашей конференцией «Возрождение фашизма в 21 веке в Европе и возможности его предупреждения». Сегодня работаем только на русском языке. Я хочу поблагодарить всех участников, которые до сих пор выступали, которые мы вчера очень активно работали, и сегодня мы продолжаем. Сначала я хочу сказать, что мы с уважаемым Александром Гапоненком подготовили два итоговые документа, которые хотим представить и хотим с вами вместе этих документов комментировать, а потом их направить. Значит, у нас два документа, одна резолюция и обращение к международным институтам, ООН, Совет Европы, Европейский парламент, общественным организациям, многим СМИ. Это будет документ как заключение нашей конференции, итоги нашей конференции. Поэтому я хочу обратить ваше внимание на то, что позже мы прочитаем эти документы и отправим тоже на русском и на английском языке в наш общий чат. Сейчас я думаю, что мы можем продолжить с нашим. У нас тоже много докладов сегодня будет. И сначала я хочу поприветствовать уважаемого Ивана Копила из Донецка, города Донецк, юриста, правозащитника, который в свое время в войне проживает в этом городе и который собирал и свидетельства в этом, что там происходит. Он подготовил доклад. Доброе утро, Иван, пожалуйста, вам слово. Да, спасибо большое за приглашение, за возможность принять участие в этой конференции. Сегодня я, конечно, несколько отклонюсь от своего основного рода деятельности, и все-таки, наверное, хочется подвести итоги того, что происходит в политической сфере и в формировании государства украинского. Сегодня мой доклад называется «Тенденции формирования фашистского государства на Украине». Если говорить о юридических основах фашизма, то необходимо сказать, что обычно приход к власти фашистов сопровождается некими не вполне законными действиями, которые можно характеризовать как государственный переворот. При этом в контексте юридических основ фашизма можно выделить один важный элемент. С приходом к власти они формально не меняют государственное устройство. То есть формально как была демократия, так она как бы и остается. Но по сути это ширма, а в реальности происходят совсем другие процессы. Так, 22 февраля 2014 года на Украине произошла смена власти, имеющая признаки государственного переворота. Так, в ночь на 22 февраля отряды самообороны Майдана заняли здание Верховной Рады и президентской администрации. И уже под присмотром вооруженных националистов Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила о самоустранении неконституционным способом президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначения внеочередных выборов президента Украины. 23 февраля постановлением Верховной Рады, исполняющим обязанности президента Украины, был назначен спикер Рады Александр Турчинов. И 27 февраля украинский парламент утвердил состав так называемого правительства народного доверия. Опять же, подчеркну еще раз, что все это было под присмотром так называемой самообороны Майдана. То есть это не был нормальный демократический процесс. Само же правительство состояло из националистов и прозападных политиков. К слову, в дальнейшем доля националистов в структурах власти неуклонно росла. Особенно верно это утверждение для представителей силового блока, потому что все-таки большинство националистов как раз сосредоточились в силовом блоке. Это полиция, это СБУ и это, конечно же, вооруженные силы Украины. К слову, в докладе ООН по вопросам судопроизводства на Украине в делах, связанных с конфликтом, было прямо указано на связь украинских националистов с СБУ и украинской прокуратурой.
В дальнейшем, следующим этапом для формирования, для целей фашизма, для целей националистов, следующим этапом должно было стать формирование образа общего врага. Тогда занимавший незаконную должность, исполняющего обязанности президента Александр Турчинов, объявил так называемую АТО, фактически развязал вооруженный конфликт против граждан, не согласных с госпереворотом в Киеве, сформировав тем самым образ врага в лице русских. Это позволило развязать кампанию террора против инакомыслящих. Так, на начальном этапе все политики, активно выступавшие против происходящего, были устранены путем так называемой народной иллюстрации, представлявшей собой комбинацию насильственных действий и психологического давления. Можно сказать, что современный украинский режим с помощью националистов проводит политику террора и запугивания на государственном уровне. Убийства идеологических противников, таких как Олесь Бузина, или изгнание приводит к снижению как гражданской активности, так и параличу правоохранительных органов. Так, например, система украинского МВД практически полностью игнорирует нарушение правопорядка и закона представителями украинских националистических организаций. Это происходит потому, что многие из них входят в систему МВД или СБУ. Уголовные производства, начатые на Украине, как начатые на Украине, так и международными организациями против украинских националистов и нацистов, тормозятся и задавливаются в самом начале пути. К слову, сталкивался лично в практике, когда некие случаи, как пыток, так и убийств, и даже когда так и расстрелов гражданских лиц или пыток военных, они все равно эти дела действительно задавливались, спускались на тормозах, и продвинуть такое дело практически в украинском правовом поле невозможно. Ну а до международных организаций усилиями органов власти Украины и националистических объединений эти дела также нормально, к сожалению, не доходят, потому что действовать международным организациям на территории Украины также достаточно затруднительно. Интересен тот факт, что образ радикала стал единственной возможной моделью социально успешного поведения в украинском обществе. Ведь если ты так называемый патриот, ты никогда не будешь иметь проблем с законом, что бы ты ни делал. Общеизвестные факты, например, так называемого отжима бизнеса у сельскохозяйственных предприятий и тому подобных вещей, которыми занимаются националисты для того, чтобы финансировать свою деятельность. Кроме того, представители Азова, попавшие в плен, свидетельствуют, что для получения хорошего обмундирования и оружия в вооруженных силах Украины нужно поддерживать националистические идеи. В противоположном случае тебя могут попросту отправить в такое место фронта, где ты неизбежно погибнешь. Стоит отметить, что на этом фоне националистические настроения растут в украинском обществе из года в год. Так, например, согласно результатам опроса социологической группы «Рейтинг», свежий опрос 2022 года, поддержка признания ОУН-УПА участникам борьбы за независимость Украины выросла от 27% в 2013 году до 80% в 2022 году. При рассмотрении современных украинских праворадикалов также отчетливо видно, что некоторые процессы системы взаимоотношений, а также многие идеи и символы представляют собой кальку с немецкого национал-социализма 20 века. Причем воинственность современных украинских националистов и их нетерпимость к инакомыслию, которая стала обязательным атрибутом со времен Майдана, транслируется в украинское общество на государственном уровне посредством пропаганды, распространяя идеи милитаризма. Примечательно, что в последнее время человеконенавистнические высказывания позволяют себе политики самого высокого ранга. Так, например, на днях глава Совбеза Украины заявил, русских нужно просто уничтожить, чтобы они, как страна, перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют. И когда вы говорите, что с этими варварами нужно садиться за один стол, и о чем-то говорить, я считаю это недостойным нашего народа. Это слова главы Совбеза Украины Данилова, на минуточку. К слову, Совбез стал тем инструментом, который позволил Зеленскому устранить всех политических оппонентов и полностью подчинить себе СМИ. И это несмотря на то, что правозащитники в один голос заявляют о незаконности таких решений. Важен и символизм, применяемый повсеместно. Придание гипертрофированного значения национальным символам, вышиванке, национальных цветах, герб. И это на фоне выпячивания украинскими националистическими организациями своей преемственности с гитлеризмом.
Используются лозунги и логотипы и символы нацистских организаций Третьего рейха. Так, например, лозунг «Слава Украине» и ответ «Героям слава» скопирован с нацистского приветствия «Хай Гитлер, Зиг Хайль». Украина понадусе, Украина прежде всего по-русски, с лозунгом «Германия превыше всего» и тому подобное. Эмблема украинского полка Азов очень похожа на эмблему дивизии СС Das Reich, а эмблема правого сектора на эмблему дивизии СС Volkswagen. Символ Volkswagen используется полком Азов также в зеркальном виде, являясь в своем виде время логотипом крайне правой социал-националистической партии Украины СНПУ. Сегодня он символ украинской военизированной праворадикальной лиги патриотов Украины и многих других радикальных организаций. Также ярким признаком национал-социализма является отказ от христианской религии в пользу неоязычества. Эта тенденция обусловлена концепцией сверхчеловека, представленной Фридрихом Ницше, широко проповедуемым в рядах праворадикалов. Именно такую ситуацию мы можем наблюдать среди членов полка Азов. Так, в 2016 году по инициативе командира 1-го батальона оперативного назначения Азов Игоря Мосичука на базе полка Азов в Мариуполе был установлен идол древнеславянского бога Перуна, вокруг которого проводились, в общем-то, определенные церемонии представителей Азова. Еще одной особенностью нацизма является то, что в чистом виде, без переплетения с милитаризмом, он вообще не существует. Ни зарождение нацизма, ни установление нацистской диктатуры невозможно, если в этом не принимают участие милитаристические силы. Все известные формы нацизма представляют собой сочетание нацистских и милитаристических элементов. В ходе борьбы правых радикалов за власть в ход пускаются политические интриги и иногда и неприкрытое насилие. При этом, однако, не нарушается главное – единство политических целей, предусматривающих создание агрессивного диктаторского государства с террористическим режимом, направленным против организованного рабочего класса, демократических и социалистических сил. Как мы знаем, фашистские государства всегда являются антикоммунистическими и антилиберальными. Ну, антикоммунист, собственно говоря, сегодня на Украине заметен невооруженным взглядом. В общем-то, декоммунизация, запрет коммунистической партии и тому подобное. Все это на Украине присутствует. Как раз такую ситуацию мы и наблюдаем, собственно, на Украине. Все три ветви власти сегодня уже подчинены единому центру, что позволяет говорить о сформировавшемся режиме диктатуры. Инакомыслие подавляется посредством террора со стороны радикальных националистов и при помощи принятия незаконных решений. И все это происходит на фоне вооруженного конфликта. При этом откровенно противозаконные действия, находящиеся у власти партии «Слуга народа» во главе с Зеленским, совершаются в полном соответствии с целями неонацистов. Это дает основание говорить что политическая обстановка на Украине сейчас крайне неустойчива. За власть, собственно говоря, борются только группировки, опирающиеся на неонацистов. Всех инакомыслящих уже выдавили из избирательного процесса на Украине. К слову, это напоминает ситуацию 1933 года в фашистской Германии, когда были запрещены или распущены все политические партии Германии, кроме НСДАП. В ноябре 1933 года в качестве единственных кандидатов фашисты избрались в Рейхстаг. Это вызывает опасения, кстати, о проведению планируемых в будущем выборов на Украине. В таких условиях шанс пройти во власть имеют только националистически направленные силы, к сожалению. Подводя итог, можно отметить, что на Украине есть все признаки формирования агрессивного фашистского режима. Всему миру стоит помнить уроки истории и предпринять все возможное для того, чтобы привлечь этот процесс. К сожалению, продолжающийся, длящийся вооруженный конфликт на фоне социальных потрясений также создает все предпосылки для активного формирования Украины как именно фашистского государства. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый Иван, на вашем очень важном докладе. Останьте еще с нами, если у вас есть возможности.
Мы продолжаем нашу работу. Я сейчас хочу пригласить Можно уважаемого... я, Драгана, можно я немножко добавлю? Да, пожалуйста. Я нахожусь сейчас в Донецке. К сожалению, немножко, как говорится, отвлечемся от темы конференции, но мне все-таки хотелось добавить, что Донецк, к сожалению, Донецкий регион уже неделю подвергается массированным обстрелам с использованием РСЗО, с использованием американских гаубиц Т-7 5-го калибра. И вот прямо сейчас за окном у меня я слышу разрывы снарядов, к сожалению. Стреляют они, к сожалению, по площадям. То есть накрывают центр города, накрывают окраины города, нарушая тем самым принципы соразмерности, различия и избирательности. И, безусловно, гибнут прежде всего мирные граждане. Вчера погибло 4 человека, и 20 человек было ранено. Это гражданские лица. Поэтому, безусловно, кроме того, стреляют по объектам инфраструктуры. Вчера была разрушена одна из подстанций, сгорела. Стреляют по школам, стреляют по узлам скопления людей. Как говорится, призываю всех, опять же, услышать это, потому что почему-то западные СМИ игнорируют происходящее здесь. Украинская власть даже не удосуживается прокомментировать, даже откровенно Божию, как она раньше это делала, о том, что это самообстрелы. Пожалуйста, услышьте, что здесь продолжается уничтожение гражданского населения. Спасибо. Спасибо большое, Иван, и на этом заявлению, и что вы нас проинформировали, что у вас происходит. Я сама лично и тоже прошу своих участников тоже постараться распространять такую информацию, что реально происходит. Я сама несколько раз обращалась и в ООН, Комитеты по правам человека, и Совета Европы, и в других общественных организациях, и писала о том, что происходит, что надо прекратить доставку оружия на Украину, и да все эти, которые доставляют оружие Украине, ответственны за то, что граждане и Украине, и теперь Россия, Донбасса гинут на фронте, потому что эта война, конечно, страшная. И я именно говорила о том, что у нас происходило во время войны в Югославии вмешательство со стороны Запада, которое поддерживало экстремисты, террористы и доставляло оружие. Я желаю вам удачи, Иван, и желаю вам мира, конечно, в Донбассе, и мы надеемся все, что эта война скоро остановится, и что Донбасс будет дальше развиваться. Продолжим нашу конференцию. Теперь я хочу пригласить уважаемого Матеуса Пискорского из Польши, очень знакомого общественного деятеля, чтобы нам обратился. Матеус, вы на связи? Да, на связи, здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый день, вам слово, пожалуйста. Благодарю Драгана за приглашение и вообще благодарю организаторов за то, что решились организовать такого рода мероприятие. Я думаю, что как раз то, о чем сказал Иван, говорит о том, что необходимо обсуждать то, что происходит сейчас и на Украине, и, кстати, и в других местах. И я постараюсь ответить на вопрос, который, по сути, задал Иван. Почему западные СМИ, почему СМИ в странах ЕС, в том числе и в моей родной Польше, не говорят и не замечают того, что происходит в Донецке, в других городах Донбасса. Я лично хочу еще вспомнить, что лично посещал несколько раз Донецк во времена, на самом деле, войны, которая продолжается, войны, которая в Киеве называли АТО, которая продолжается уже лет 8. Так что, на самом деле, да, естественно, никто практически об этом не говорил. Если кто-то об этом сказал,
Польшу в том числе, его сразу же обвиняли в работе на Кремль, в шпионаже, о чем говорит в том числе и мой личный пример. Ну, может, не все участники знают, но в том числе в связи с моими посещениями Донецкой Народной Республики я провел 3 года в польском СИЗО. Значит, без решения суда, без обвинительного заключения. Вот это как раз называется то, о чем мы сейчас говорим, это называется авторитаризмом, не даже фашизмом, да, а в обвинительном акте, который мне предъявили, есть в том числе факт, что я посмел сфотографироваться с покойным ныне Александром Захарченко, и вот польские власти считают, что таким образом я пытался создавать положительный медийный фон, информационный фон для так называемых сепаратистов. А по сути не сепаратистов, а людей, которые борются за свои права на жизнь, на свою собственную культуру, на принадлежность к русскому миру уже на протяжении вот этих 8 лет. Но что хотел сказать по поводу главной, основной темы обсуждения современных проявлений фашизма. Во-первых, я думаю, что тут есть разные контексты. Правда, я являюсь политологом, но не хочу вдаваться в подробности, связанные с обсуждением теоретических аспектов того, чем является на самом деле фашизм. Но я считаю, что практически все участники конференции прекрасно понимают, что фашизм – это не только, скажем, определенная политическая или на данный момент уже историческая доктрина, которая формально являлась государственной идеологией режима Италии, Бенито Муссолини и нескольких других режимов в определенном виде тоже проявлялся в нацистской Германии. Хотя тут есть, конечно, идеологические отличия, это как бы разные идеологии, но мы не будем вдаваться тут в анализ, глубокий анализ политологических определений данного явления. А скорее всего мы все согласны с тем, что фашизм в разных видах, в разные времена всегда был связан с полным масштабным процессом дегуманизации, от того, о чем мы говорим сейчас по отношению, например, Донбасса, но вообще всех представителей русского мира. Да? Значит, попытки отнять человеческие черты, воспринимание как человека определенной категории людей, национальности, по национальному признаку, по религиозному признаку, по политическому признаку, идеологическому признаку. И вот в таком широком, более широком контексте я хотел бы обсудить то, что происходит сейчас. Во-первых, то, что происходит на Украине, вот как раз очень интересно было выслушать доклад из донецкого коллеги, но я хочу добавить к этому всему то, что на самом деле вот этот проект, который сейчас осуществляется с исторической точки зрения на Украине, это проект, безусловно, связан с тем, что произошло после Второй мировой войны, а именно с тем, что украинских нацистов времен Второй мировой войны использовано в интересах англосаксского мира. Я имею в виду, конечно, то, что произошло с вербовкой, скажем, откровенно определенных деятелей, в том числе самого известного Степана Бандеры, западными англосаксскими спецслужбами. Я имею в виду то, что в одном из государств коллективного Запада, в Канаде, был создан определенный идеологический и кадровый организационный хаб украинского нацизма, и что все это имеет довольно глубокие корни. Значит, нацизм как идеология современной Украины – это проект, который был разработан еще сразу практически после Второй мировой войны. Это продолжение, генетическое, генеалогическое продолжение проекта, который осуществлялся Третьим Рейхом. Просто вот этот проект сейчас реализуют другие центры силы, англосаксские центры силы, центры англосаксского мира. Мы об этом прекрасно знаем. Вот есть такой пример
канадского, но известного тоже в Польше, не знаю, насколько он известен в странах русскоязычного мира, украинского историка Виктора Полищука. Виктор Полищук являлся преподавателем нескольких канадских университетов, и именно он изучал нацизм, неонацизм или бандеризм, необандеризм, который существовал на территории Канады, в частности Канады, но и других западных стран. Конечно же, Полищук получал многочисленные угрозы со стороны своих соотечественников, проживающих тоже на территории Канады, но в ряде его замечательных работ, исторических работ, действительно мы можем изучить то, что происходило с вот этим проектом украинского национализма, который имеет все идеологические очертания неонацизма в этом уже самом современном виде. Этот проект курировался конкретными лицами. Можем тут перечислить целый ряд фамилий, в том числе высокопоставленных офицеров ЦРУ и других спецслужб англосаксского мира, которые занимались организацией и финансовой поддержки, всех других видов поддержки, и в том числе и пиара украинских неонацистов, проживающих за пределами тогдашнего еще Советского Союза. Все это люди, напомню, мгновенно оказались на территории Украины, некоторые из них, кстати, еще до недавних времен довольно активно занимались своей политической деятельностью сразу после 1991 года. Значит, на самом деле мы получили такой неонацистский десант определенных деятелей из Канады, из США, которые были хорошо подготовлены. И более того, Запад, коллективный Запад, на самом деле с самого начала, проектируя вот этот весь проект, о котором, кстати, говорил в том числе и российский президент Владимир Путин, проект «Антироссия», потому что, по сути, мы можем назвать современную Украину именно таким проектом. Вот другой идеологии, другого идеологического содержания на Западе для этого проекта не нашли. Хотя, конечно, можно было бы искать украинской идентичности, там, допустим, в разного рода козыревания, как, например, у небезызвестного тоже в Польше Богдана Хмельницкого, других исторических персонажей из украинской истории, из новороссийской истории. Но, тем не менее, не случайно был выбран именно вот этот неонацизм или нацизм украинский для формирования новой государственной и национальной идентичности современной Украины. Почему он был избран? Потому что я вот считаю, это, конечно, мой гипотез определенный, да, что с самого начала кураторы этой идеологии, кураторы внедрения этой идеологии рассчитывали на то, что именно вот эта радикальная экстремистская идеология сможет способствовать тому, что происходит сейчас, тому, что происходит с 2014 года. Другие виды украинской идеологии, попытки формирования украинской идентичности не способствовали бы развертыванию того, что происходило и на Донбассе с 2014 года, и, кстати, в других регионах Украины. Значит, вот эта экстремистская идеология является просто инструментом. Чьим инструментом она является? Вот это как раз парадокс, самый такой, скажем, печальный парадокс, который заключается в том, что вот эту идеологию используют люди, которые у себя на родине, я имею в виду тут западных либералов, у себя на родине пользуются, скажем, антифашистской риторикой. Да? Кстати, это именно они обвиняют всех представителей патриотически настроенных кругов, политических кругов в своих странах, своих оппонентов, фашистов. Вот это определенный парадокс западного мира. Да? Значит, на самом деле западные либералы, так называемые либералы, в данном конкретном контексте, опять же, используют двойные стандарты, значит, у себя на родине, обвиняя всех, даже тех, которые вообще не имеют отношения к фашизму, в фашизме, в нацизме или неонацизме,
не замечая того, что происходит на территории современной Украины. Вот это использование двойных стандартов, сейчас я приведу польский контекст немножко. Я думаю, что практически все присутствующие здесь, среди которых есть и многие, с которыми я лично общался на эти темы, и которые, как я знаю, как мне известно, изучали, в том числе и историю, печальную, трагическую историю украинско-польских отношений. Значит, мы, как народ, безусловно, являлись с исторической точки зрения жертвой, одной из жертв. Я бы даже сказал, одной из первых жертв украинского фашизма в его историческом виде, я имею в виду, конечно, события геноцида поляков во времена Волынской резни 43-44 года. Я имею в виду еще экстремистскую террористическую деятельность украинских фашистов на территории Польши, которая осуществлялась еще до Второй мировой войны. Но тот же Степан Бандера, может, не всем это известно, но тот же Степан Бандера все-таки являлся гражданином Польши до начала Второй мировой войны. В 1934 году именно он организовал, кстати, успешно, покушение на тогдашнего министра внутренних дел Польши в центре Варшавы, за что был, кстати, осужден, получил пожизненный срок. Ну, потом его спасли, конечно, нацисты, и Третий Райх, и Вторая мировая война. Да? Тем не менее, мы прекрасно понимаем из нашего исторического опыта, из нашей исторической памяти, чем является украинский нацизм в этом бандеровском виде. То, что происходит сейчас, особенно с момента начала специальной военной операции, с 24 февраля, это на самом деле процесс мягкого оправдывания украинского экстремистского национализма, украинского неонацизма. Стоит заметить, что с самого начала вот этой операции в польских СМИ, подчеркиваю, в том числе и в либеральных СМИ, в том числе и в СМИ, которые принадлежат вот с одной стороны и государству, государственных СМИ, но с другой стороны в СМИ, которые контролируются американским капиталом. На самом деле у нас происходит вот такой процесс, связан с постепенным оправдыванием тех формирований, которые сейчас на Украине, на протяжении последних 8 лет на Украине, используют нацистскую символику. Конечно, лучшим примером этого является самый известный, я думаю, за пределами Украины, в том числе батальон Азов, и вообще вот это азовское движение. Да? Значит, внезапно в польских СМИ, особенно после событий в Мариуполе, после событий на заводе Азовсталь в Мариуполе, появились интервью с представителями Азов и азовского движения. При этом это интервью размещались даже вот в этих либеральных СМИ, политкорректных СМИ. Практически ничего в этом интервью не говорилось вот об этой символике, о неонацистской идеологии Азова, российской идеологии Азова. Вот это моменты отсутствовали, да? Значит, я считаю, что просто существовал определенный пиар-проект, направлен на то, чтобы сначала мягко оправдывать определенные идеологические явления, идеологические тенденции на территории Украины, а потом уже перейти к определенному виду героизации. Да? Значит, несколько месяцев спустя вот этого мягкого пиара Азова и других формирований, неонацистских формирований на Украине, мы уже перешли к героизации. Значит, в западных СМИ мы сейчас имеем дело на самом деле с многочисленными интервью, статьями, репортажами, в которых говорится о том, что именно представители этих экстремистских группировок являются самыми эффективными, героическими захистниками, как говорят по-украински, Украины, защитниками современной Украины и так далее. Значит, мы перешли уже к этому этапу. Сейчас на данный момент об этом практически говорят все. Существует еще и польский контекст этого всего. Конечно, все слышали про польских наемников, которые находятся на территории Украины. В наших СМИ, кстати, практически об этом не говорится, так что мы об этом узнаем либо с российских СМИ, ну, конечно, российским же
Тут у нас не все доверяют в данном конкретном контексте российским СМИ, да? А многие из них заблокированы, но нередко мы узнаем о существовании польских наемников, как ни странно, из американских или англосаксских СМИ, поскольку засекречивается тот факт, что они вообще присутствуют сейчас на территории Украины. Но я не об этом. Я об этом, что в данном интересующем нас контексте на территории Украины действительно мы получали информацию, что присутствуют активисты польского неонацистского движения. Они, правда, немногочисленные, так как неонацизм не является какой-то большой проблемой современной Польши, это, скорее всего, маргинальные группировки, но, тем не менее, эти группировки пользуются, может, не открытой поддержкой польского политического класса, правящего класса, но, тем не менее, несмотря на то, что они совершают преступления, используя определенную символику, на это все закрывают глаза. Могу привести тут примеры, я думаю, неизвестных никому за пределами Польши небольших группировок, например, группировка «Штурм» польских неонацистов, это, например, группировка ассоциация «Никлот», некоторые деятели ассоциации «Никлот», это группировки, которые на самом деле откровенно в польских социальных СМИ, в польских социальных сетях призывают к физическим расправам уже не только с русскими или с представителями русского мира, а призывают к физическим расправам даже вот с теми активистами, экспертами, политологами, которые не согласны с их точкой зрения. Ну, в том числе и я получал лично многочисленные угрозы как раз от этих неонацистских группировок на территории Польши. Но, тем не менее, значит, есть польский контекст, есть определенный неонацистский интернационал, для которого Украина сейчас является очень привлекательным местом, потому что, по сути, Украина является единственным местом современной Европы, в котором допускается вообще и разрешается публично использовать определенную символику. Вот обращаю внимание на этот нюанс немаловажный, потому что публичное использование определенного вида символики, там, то ли букв СС, то ли свастики в виде свастики Третьего Рейха в большинстве других стран, естественно, является предметом уголовного преследования, и как бы здесь этого пока еще нет, хотя отдельные представители украинских беженцев, так назовем в кавычках, уже используют эту символику, и, как ни странно, у них как бы нет никаких правовых последствий того, что они используют эту символику в других странах, по закону которых данная символика запрещена. И последний момент, если разрешите, значит, на самом деле вот это мягкое оправдание определенной символики, то, что сейчас происходит, оно медленно, постепенно переходит уже на другой, немножко другой уровень, уровень риторики определенных политиков. Значит, этот фашизм, конечно, в другом виде, конечно, не под видом вот этих символик, неонацистских символик, о которых я говорил, а в немножко более таком мягком виде, но тем не менее, по сути, фашистском или нацистском, переходит уже на уровень официальной риторики, в том числе и официальных государственных представителей целого ряда стран. Это, конечно, касается в первую очередь стран Балтии, но тут про страны Балтии я не буду, тут есть и присутствует и Александр Гапоненко, и Валерий Иванов, прекрасно об этом рассказывали и, наверное, будут рассказывать о том, что происходит на территории их страны. Я скажу про Польшу. Вот обратите внимание на ряд публикаций польского премьер-министра Матеуша Моровицкого, в частности, публикаций, которые выходили в британской прессе. Значит, в этих публикациях содержится на самом деле призыв к уничтожению русского мира. Я подчеркиваю, к уничтожению. Польский премьер-министр в авторских статьях, колонках в англосакских СМИ призывает уже не к, ну, скажем, уничтожению нынешнего вида российской государственности. Да, естественно, он, конечно, он, как и
вся политическая элита современной Польши являются ярыми сторонниками Киева и все прочее, мы это все понимаем. Но, тем не менее, тут уже есть определенное, я бы даже сказал, фашистское содержание такого рода призывов, потому что тут, по сути, говорится о необходимости уничтожения определенной цивилизации. Ведь русский мир не является политическим проектом, не является политической идеологией, а является именно цивилизацией. Если вот звучат призывы к уничтожению цивилизации, это означает, что по сути мы имеем дело с фашистующей риторикой. На это я хочу обратить внимание. Моровицкий не единственный политик, который об этом говорит и пишет. Но я хочу на самом деле сказать, что то, с чем мы имеем дело сейчас по отношению к всем проявлениям этого русского мира, сейчас подчеркиваю, не говорю про Российскую Федерацию и ее государственность, не говорю про Россию как государство, а говорю именно про представителей определенной культуры, именно про представителей определенной, вот и даже этнической группы, или в более широком смысле цивилизационного формирования. Ну, что ж, это откровенно фашистская риторика. Сравнительный анализ, очень любопытный сравнительный анализ некоторых политологов, в том числе российских, но не только, публикаций, например, журнала Der Stürmer, известного Юлиуса Штрайхера, одного из самых радикальных идеологов нацизма времен Третьего Рейха, и того языка, которым сейчас пользуются в ряде западных СМИ по отношению к русскому миру и к русским в целом, позволяет сказать, что на самом деле это одна и та же риторика. Одна и та же риторика. Поэтому я бы на самом деле призвал к тому, чтобы мы по возможности больше показывали вот это исторические, исторические аналогии, которые все-таки присутствуют. Потому что не все ведь понимают, у нас же система образования разрушена, я думаю, что в большинстве стран Запада, коллективного Запада, она полностью разрушена. Ведь не все понимают, что есть определенные исторические аналогии, на которые нам необходимо указывать, о которых нам необходимо говорить. Насколько это все будет возможно, я не знаю, но вот как раз хочу призвать к тому, чтобы мы занялись образованием, формированием определенного понимания основных понятий, основных терминов. И уже наконец, чтобы вот сказать о том, что происходит с именно этим уровнем образования, вот я совсем недавно читал итоги одного социологического исследования, связанного с так называемым голодомором. Вот мы прекрасно понимаем, что это часть вот этой фальсификации истории, которая происходит, кстати, тоже не без участия определенных западных центров силы, связана с якобы геноцидом, попыткой геноцида украинского народа. Но по соцопросам, последним соцопросам, которые проводились на Украине среди украинцев, получается, что 90% украинцев утверждают, и они уверены в этом, абсолютно уверены, что самые большие жертвы, многочисленные жертвы этого голодомора, это жертвы в западных областях Украины, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской. Напомню, что эти области во времена так называемого голодомора принадлежали Польше. Напомню, что это вообще не был Советский Союз. Мы тут говорим про образование, да, и про эту проблему. Почему потом это молодые люди, да, вот это я привел как пример, молодые люди то ли на Украине, то ли в других странах, в моей родной Польше, во всех странах, которые здесь представлены участниками, не понимают определенной опасности использования определенных исторических аналогий, использования тех лозунгов, которые являются по сути нацистскими. Они просто не знают, что такое нацизм, они просто не знают, к чему может привести вот такого рода риторика.
огромное спасибо, благодарю за возможность высказаться и желаю всем удачного обсуждения, успешного обсуждения, естественно, обращения участников конференции, которые мы сможем донести, в котором мы сможем донести определенные тезисы более широкой общественности. Спасибо. Спасибо вам большое, Матеус, на ваше выступление, очень искреннем и четком. Мы вчера тоже обсуждали о той проблеме, что когда-то непонятно, в какой форме зло проявляется, и что иногда вот именно фашисты представляют себя антифашистами. Это такая хитрость, да, позволяет им обвинять людей, которые борются против зла, что якобы они являются фашистами. И таких ситуаций мы видим много. Ну, какие-то политики тоже обвиняют Россию за агрессию, за якобы такое, как она обходится. Но именно в свое время, пока с 2014 года происходит фактически геноцид над русскоязычным народом на Украине, они молчали. Поэтому тоже говорили о проблеме в Европе, репрессии. Европа представляет себя как демократическую организацию, Евросоюз, наднациональная, демократическая, которая выступает за свободу, за прав человека. Но на самом деле этого вообще нет. В Европе есть огромная репрессия, как вы сказали, в Польше. Мне это тоже известно. В Германии я хочу вспомянуть случай нашего общего приятеля, который, к сожалению, в прошлом году умер, Мануэла Оксенрайтера из Германии, которого в Германии обвиняли в якобы терроризме. На самом деле он очень искренне боролся против зла, против терроризма, против преступления, но его жизнь превратилась, конечно, можно сказать, в ад, потому что он был как принужден и как уезжать из своей страны, потом не мог выдать свою семью, и вот вообще таких случаев много. Вот так сегодня и с Алином Лип тоже надо указать, что она тоже как независимый журналист, блогер, писала о том, что видит своими глазами на Донбассе, и тоже как начал судебный процесс в Германии, запретили, закрыли банковные счеты, угрожают ее семью, поэтому в Европе репрессия является большой проблемой. И вы, как сказали, вот это такая жесткая пропаганда происходит за каждого человека, который свободно выражает свое мнение. Его сразу обвиняют либо за фашизм, либо за якобы нацизм, либо что он агент Кремля, агент Путина, агент России, что-то такое похожее. Поэтому у нас постоянно являются такие проблемы. Я общаюсь с многими коллегами из Европы, и то же самое даже и у меня в Сербии, но не в Сербии лично, но, например, в Косово и Метохии тоже постоянно пропаганда такая идет. Даже они документальные фильмы снимали, что якобы является шефом российских шпионских сетей на Балканах и так дальше. Поэтому об этом надо говорить, потому что они постоянно такую пропаганду реализуют, и это надо другие люди ознакомить с этим, что происходит в Европе и какая это наша нынешняя демократия. Большое спасибо вам еще раз. Я хочу своим участникам сказать, что в чате здесь, в Zoom, они могут найти документы, которые мы подготовили, прочитать их, и потом мы вместе будем в дискуссии обсудить. И тоже эти документы публикованы на нашем канале на Телеграме, канале нашей конференции, общем чате, поэтому я прошу своих участников прочитать эти документы, чтобы мы потом могли вместе их обсудить. Теперь я приглашаю... Уважаемая Драгана, можно слово одно буквально? Да.
Пожалуйста. Я должен буду уйти. Я посмотрел документ резолюции, проект. Я поддерживаю его, поэтому учтите мою поддержку этого документа. Спасибо большое. Большое спасибо вам. Большое спасибо. Теперь мы продолжаем с выступлениями, и у нас сейчас специальный гость, уважаемый Мехти Логунов, ученый, инженер, который почти 3 лет был в тюрьме в Харькове. Его арестовали там и пытали в харьковской тюрьме. И я хочу, чтобы он обратился, рассказал нам о своем опыте и рассказал свое мнение на нынешнюю тему этой нашей конференции. Уважаемый Мехти, пожалуйста, вам слово. Добрый день всем участникам. Очень рад видеть всех вас в добром здравии и соратниками. Я старый человек. Мне 88 лет, идет 89-й год. Фашизм я знаю не понаслышке. Немецкий фашизм. Я познакомился с ним еще осенью 1941 года. Я попал под обстрел немецких самолетов Люфтваффе и был ранен. Легко ранен, но был ранен. Потом около 3 месяцев я пребывал в городе, который подвергался под бомбежками Люфтваффе. Каждую ночь прилетало 300 самолетов, немецких самолетов, бомбили этот город. И я это все, как говорится, узнал на собственном опыте. Но я, как бы вам сказать, наверное, все-таки советский человек. Я прожил долгую жизнь, очень непростую жизнь. 70 лет из этих моих 88 я прожил на Украине, даже больше немножко. И знаю Украину, как мало кто знает, может, даже эксперты. Почему? Потому что я жил и работал всегда в самых низах. В сельском хозяйстве, на заводах, на стройках. И знаю, что такое Украина, что такое население Украины и чем оно дышит. Весь этот переворот случился на моих глазах. Скажу вам честно, когда случилось развал Советского Союза, расчленение Советского Союза, я не принял это. Советский я. Но никто меня не спрашивал, что случилось, то случилось. Продолжал жить на Украине, работать. И вот начал работать в Европе. Сначала в Германии, Словакии, потом в Австрии. То есть некоторые страны Европы, середины Европы, я, в общем-то, довольно хорошо знаю. 22 года с лишним до своего ареста в 2017 году я не то что прожил, но проработал, очень серьезно проработал в Европе. Моя специальность последние десятилетия – это переработка отходов. Я человек практически конкретных действий. Меня называют ученым и прочее, но я больше строил заводы и всякие такие вот предприятия, которые перерабатывали мусор и отходы. И у меня установились довольно тесные, я бы сказал, хорошие, доверительные связи с некоторым количеством людей европейских. Европа очень неоднородна. Нельзя сказать, что все в Европе одинаково исповедуют фашизм, поддерживают Украину и прочее. Как бы сказать, правители Европы и люди, простые люди, это совершенно разные, как говорится, вещи. И когда началось то, что началось, а началось оно государственным переворотом, незаконным вооруженным переворотом в 2014 году, и затем массовым убийством, сожжением заживо людей в Одессе, я, конечно,
это не мог пережить совершенно, так сказать, ну, я был возмущен. Возмущение – это не то слово. При этом организовала все это дело украинская незаконная власть. По данным СМИ, там убито около 48 человек, до 50 человек. Но я занимался этим делом и знаю, что там убито около 400 человек. Просто это тщательно скрывается. Но есть сведения, которые есть в том числе и у меня. И вот, находясь, бывая в Европе, я всегда встречался с людьми, со своими коллегами, партнерами по бизнесу, по деловым таким связям. И меня всегда просили рассказать, что происходит на Украине. И я всегда рассказывал, как оно есть. Всю жизнь я говорю правду. Я считаю, что правда – это тот инструмент, который очень действенный. Я даже придумал поговорку. Правда – это как гвозди в мешке. Положишь мешок гвоздей, а они все равно тебя царапают. Так и правда, она все равно вылезет наружу. Я видел, что происходило на Майдане, я видел, что происходило в Харькове, я видел, что происходило на Донбассе. Я все это видел своими глазами. И могу сказать, что Харьков и вообще Восточная Украина, она еще скажет свое слово. Одно могу только вам добавить. Когда в 2014 году произошел переворот вооруженный, вот этот вот незаконный, в Харькове в течение апреля и мая месяца в ополчение записалось 170 тысяч людей. Как правило, молодых среднего возраста людей. 170 тысяч. При населении Харькова на тот момент где-то 1 800 000. Но это 1 800 000 всех, и стариков, и детей. И 170 тысяч, обратите внимание. Очень многие из них ушли, кто на Донбасс, кто к Стрелкову, кто в Россию. Значит, но Харьков был ключ к Новороссии. И Украина это поняла, а российское руководство не поняло. И Украина начала жестокие репрессии против харьковчан. В том числе они коснулись и меня. Не сразу, но за мной была слежка. И в конце концов меня арестовали 17 августа 2017 года. Брали меня 12 специалистов. 8 спецназа, 2 следователя и 2 понятых. Когда мне одели на руки, на запястья наручники и совернули руки, заломили, я спросил их, не слишком ли у вас много на одного старика? Но они ничего мне не ответили. Потом было почти 2,5 года следствия, где я подвергался в течение 5,5 месяцев ежедневным допросам. 120 допросов у меня было зафиксировано, но нет ни одного протокола допросов. Я не стал с ними разговаривать. Более того, меня обвинили в том, что я резидент Главного разведуправления российской армии, что у меня большая агентурная сеть, взяли 17 человек, людей, которые совершенно были просто мои знакомые, взяли из интернета, из телефона. Там были в основном женщины, где-то 15 женщин было. Это все мои какие-то знакомые моей семьи. Их взяли. Это жестокое действие, когда арестовывают человека. Кто не подвергался, тот не поймет. Понимаете? Но моя жизнь сложилась так, что я, вообще говоря, был готов к аресту. Ну, так сложилась жизнь.
И очень спокойно воспринял его. Действительно, меня пытали. Пытки были очень изощренные. Меня не били, не буду врать. На меня за все время моего, так сказать, пребывания в СИЗО, на меня никто, ни один из этих самых, даже голоса не повысили, но пытки были. Мне вынесли 17 зубов. У меня осталось 6 зубов. Понимаете? Выломали, выпали как-то, сломались. И они болели, корни болели. А тюрьма не воля. Ты не можешь пойти к стоматологу, когда тебе заболел зубы. Ты должен написать заявление, возможно, через неделю, а то и через 10 дней тебя выведут к врачу, который, может быть, вырвет тебе зуб. Ну, скорее всего, вырвет зуб. Все это я пережил. Еще раз повторю, что ни одного слова, нет ни одного протокола моего допроса. Я отказался вообще с ними разговаривать. Нет, я с ними говорил, я им рассказывал, что они утворили, как это все закончится. Одно из пыток было такое. Тебе предлагают обмен. Заносят вроде бы в списки. И вот соберите вещи, значит, завтра вас будут обменивать. Приходит завтра, тебе говорят, вы исключены из обмена. Многие люди, ну, сокамерники, многие, так сказать, сидельцы, очень тяжело переживали это дело. Я спокойно переносил это дело. 7 раз мне предлагали написать заявление президенту Зеленскому на обмен. Я отказался. Я сказал, я ни в чем не виноват. Меня просто депортировали, выслали из Украины. Выслали в Луганск, теперь я в Москве. Что я хочу еще сказать? Значит, сопротивление на Украине и существует. Оно глубоко подавлено, находится в глубине и в конспирации, но оно существует. Люди, которые жили на Украине при советской власти, они, очень многие остались, понимают, что произошло. Да, это страшно, встать в открытую, сказать, потому что это не люди. Знаете, я очень интересовался работой гестапо, службой гестаповской. И могу сказать, что в гестапо все-таки работали или служили специалисты. А здесь это какие-то нелюди. Это, знаете, но опять же я вам скажу, я как научный работник, находясь в тюрьме, в заключении, я разговаривал с людьми, которые подвергались пыткам. И некоторые из них рассказывали мне, и я это фиксировал. Фиксировал, записывал. Некоторые давали собственноручные показания, которые они сами написали и дали мне с подписями. Но когда я обнародовал это дело, то одного из таких людей, который дал показания, он исчез. Возможно, его убили. Убийства там происходят систематически в тюрьмах. Ну, а на воле-то само собой. Значит, по ихним правилам, по ихним тюремным или правилам, 6 человек в году они могут актировать без всяких объяснений. Что они и делали со многими людьми, во всяком случае. Но я скажу вам, ну, я специфический человек. Я не совсем русский, я абхаз. И я ничего не боюсь, в том числе и смерти самой. И скажу вам, что я доставил им немало неприятностей. Но я, как только меня взяли, на 5-й или на 6-й день, когда меня уже перевели из изолятора временного содержания в следственный изолятор, я начал писать в Европу.
во все возможные инстанции, которые были мне известны. Human Rights, Amnesty International и прочее, прочее, прочее. В этот СПЧ, Суд по правам человека, ОБСЕ и прочее. Я никогда не жаловался. И вообще не жалуюсь. Жалобы не мое место. Я писал письма с требованием, с обвинением, с должностных лиц Украины, СБУ, прокуроров, судей и прочих, так сказать, должностных лиц в незаконных действиях, в пытках и прочем, прочем, прочем. Я требовал наказания, открытия дела и так далее. Скажу вам прямо, мне только один раз от Human Rights пришел ответ. Но, знаете, я вам скажу, я активный человек. Я никогда не молчал и никогда ничего не боялся. И вот ко мне пришли из Human Rights, я забыл, как это называется, но знаю фамилию, я помню, Викентос Ладейкис. Это был старший харьковской этой группы Human Rights. И стал говорить со мной, задавать мне вопросы. И я вижу, что позавчера или вчера мне эти вопросы задавали на допросе в СБУ. Вопросы задавали, я на них не отвечал. Но я сразу сказал этому Ладейкису, я не хочу с вами разговаривать. Вы работаете на СБУ, и мне с вами не о чем разговаривать. Вызвал, попросил, постучал, вызвал конвой, сказал, отведите меня в камеру. И тут же написал заявление в эту самую Human Rights. Не надо нам таких ваших специалистов, которые не защищают наши права, а защищают только СБУ и Украину. То есть, понимаете, в чем дело? Нельзя сдаваться, нельзя складывать лапки, надо биться до последнего. Знаете, в моей жизни так пришлось, что человек один мне рассказал в далекое советское время про приказ номер 227, ни шагу назад. И знаете, его было трудно найти текст этого приказа, но я нашел все-таки. И этот приказ стал, вот для меня лично, стал, ну, я бы сказал, такие Евангелием или Библией. То есть то, что я в жизни должен исповедовать. Ни шагу назад. Убьют, убьют. Значит, погиб в бою с врагами. И когда попал уже я в СИЗО, в тюрьму, я попросил адвоката, чтобы он мне нашел и распечатал текст этого приказа номер 227, ни шагу назад. Этот приказ я раздавал по тюремной почте своим товарищам, которых сидело в Харькове наших людей. Ну, это были беркутовцы и просто бойцы, так сказать, сопротивления. Раздавал. Почему? Потому что это очень серьезный документ, который очень помогает выдержать всякую вот эту вот трудности, тяжести. Что еще хочу сказать? Фашизм не имеет права на существование. Фашизм на Украине должен быть уничтожен с корнем, и не только на Украине. В Европе его уничтожить легче, потому что Европа любит комфортную жизнь и не любит всяких сложностей и тяжестей. Они легко откажутся от фашизма. Насколько искренне, это другой вопрос. Но на Украине это, конечно, будет очень тяжкий процесс. Но он необходим. Если оставить Украину в том виде, в котором она есть, то это будет вечный нарыв, вечный, как бы это сказать, гнойник, который будет отравлять не только Россию, а будет отравлять Европу и весь мир. Фашизм должен быть уничтожен. Я это знаю на собственном опыте, на собственной шкуре, как сказать. И меня не согнуло, не сломало ничего. И я продолжаю
в эту работу, это действие. Я обращаюсь теперь уже к людям в Европе, людям, которые я знаю, в средства массовой информации провинциальные, маленькие. Понимаете, любое слово сказанное, оно как-то отложится. Понимаете, никто из нас не должен ни на минуту не забывать. Фашизм должен быть ликвидирован, уничтожен. Вот все, что я хотел сказать. Много я чего еще мог бы сказать. Ну, может, этого и достаточно. Большое Всего спасибо. доброго. Всего доброго. Всем здоровья, здоровья, здоровья. Трижды 3 здоровья. Ваше здоровье очень понадобится для реальной войны с фашизмом. Спасибо вам большое, уважаемый Гди. Вам тоже желаем доброго здоровья. Прочитайте, пожалуйста, проект нашей резолюции, и если будет каких комментариев, то Обязательно. да, пишите. Обязательно. Да. Спасибо большое. Теперь продолжаем. Я хочу пригласить Юлию Берг из России, директора Центра социальных и культурных инициатив. Юлия, вам слово, пожалуйста. Добрый день. Благодарю за приглашение на эту конференцию, тема которой, к сожалению, продолжает оставаться актуальной, потому что те процессы, которые мы сейчас наблюдаем, и те высказывания политиков современных, те действия, которые мы наблюдаем, к сожалению, во многих случаях иначе как такой реанимацией фашизма назвать невозможно. За 1,5 дня конференции прозвучало очень много интересных мнений, аналитики, было озвучено большое количество фактов, связанных с возрождением нацизма и с тем, как он превращается в некий мейнстрим, поэтому на этих аспектах я останавливаться не буду и постараюсь достаточно лаконично остановиться на некоторых других аспектах происходящих на данный момент событий и задать некоторые вопросы, которые могут требовать дальнейшего изучения и анализа в текущей политической ситуации. Темой моего сегодняшнего выступления будет многоликий фашизм, проекции и реалии сегодняшних дефиниций. И хотелось сосредоточиться именно на том, насколько сам термин фашизма стал инструментом политической борьбы, и о том, насколько активно эта терминология и, скажем, эти ярлыки используются самыми разными сторонами для того, чтобы оправдать какие-то свои действия и пояснить, соответственно, агрессию. Да? То есть мы видим на данный момент, что, с одной стороны, во многих европейских и шире западных странах действия, которые предпринимаются политиками, очень сложно интерпретировать иначе, как возрождение фашизма, то есть исходя из тех суждений, исходя из тех решений, которые принимаются. С другой стороны, в западных СМИ активно используется риторика, сводящаяся к тому, что Россия – это фашистское государство, и все чаще используется термин «рашизм», который впервые в 1995 году ввел в оборот Джохар Дудаев в рамках, соответственно, в рамках его деятельности по попытке установить независимость в Чеченской республике. И если в 90-е годы это еще было не так активно подхвачено, то сейчас мы видим, что термин «рашизм» активно, это ярлык, который активно привешивается на, соответственно, то, что происходит в России. Хотя, с другой стороны, особенно находясь в России, нетрудно, и мониторя российские СМИ, наблюдая за российской повесткой, нетрудно заметить, что на протяжении последних нескольких десятилетий, соответственно, все, что связано с, скажем, классическим фашизмом и нацизмом времен Второй мировой войны, все это подвергается до сих пор активному осуждению. Эти факты не забываются, наоборот, в последние лет 20
этому уделяется все больше и больше внимания. Поэтому сейчас мы наблюдаем такую ситуацию, когда, соответственно, западные СМИ, западные политики активно обвиняют Россию в фашизме, соответственно, Россия придерживается абсолютно противоположных позиций, и мы приходим к ситуации, при которой сам термин фашизм стал таким как бы ярлыком, таким ругательством, которым очень часто называется просто все, что не угодно, все, что не нравится. Вы что, фашисты? Смотрите, там они фашисты и прочее. То есть происходит такое размывание самого этого термина, и то же самое абсолютно можно сказать про антифашистские движения, да? То есть те, кто в последние годы проявлялись собственно, и в медийном пространстве, и какие-то проводили акции, в том числе вот в Соединенных Штатах это движение было достаточно ярким, то есть так называемые антифашисты под, собственно, лозунгами о противодействии дискриминации, расизму и так далее, продвигали повестку, которую по факту достаточно сложно назвать конструктивной. И, собственно, для того, чтобы разобраться, где так называемые проекции, да, то есть попытки, это как в классической психологии, да, проекциями называется механизм психологической защиты, в результате которого человек ошибочно рассматривает то, что происходит внутри, как происходящее извне, да, то есть и пытается обвинять других в том, что ему самому свойственно. И для того, чтобы разобраться, где здесь, собственно, проекции, а где реальный фашизм, необходимо сосредоточиться, на мой взгляд, во-первых, на фактах. И вот за эти 1,5 дня уже много разных фактов прозвучало и еще прозвучит в течение сегодняшнего дня, с одной стороны. И с другой стороны сосредоточиться на базовых критериях, которые вот в этом огромном информационном потоке позволят следить реальные проявления фашизма или те самые проекции. Да? То есть если за критерии мы возьмем даже среднесрочные какие-то цели или стратегические цели и посмотрим, какие акторы стремятся к конструктивной повестке, стремятся к развитию, скажем, и какие стремятся к деструктивной, это уже очень многое нам подсветит. Если мы обратим внимание на, скажем, определенную преемственность в современной политике, или если мы обратим внимание на установки или предпосылки, которые могут являться предпосылками к сохранению и к попытке, скажем, переформатирования той же самой фашистской или нацистской идеологии времен Второй мировой войны, здесь тоже можно заметить массу всего интересного. И удивителен тот факт, что например, современном европейском, в частности, истеблишменте, немало людей, семейная история которых тесно переплетена соответственно, не самыми, скажем, лицеприятными фактами, люди, которые являются в прямом смысле прямыми наследниками тех или иных функционеров нацистского режима в Германии. Да? То есть здесь, опять же, стоит обратить внимание на всем известные операции и так называемую операцию Paperclip, в рамках которой большое количество ученых и наследие, соответственно, Гитлера и, скажем, его команды было вывезено в США и в дальнейшем нашло свое прикладное применение. То есть это тоже тот огромный массив, который не мог не оставить свой след. И мне кажется, с точки зрения тех линий, которые интересно проанализировать для того, чтобы посмотреть, куда делись вот те самые фашистские, нацистские, скажем, наследия и наработки, важно посмотреть на то, как во время Второй мировой войны вели себя, скажем, люди, которые управляли большими объемами капитала или промышленности, индустрии. Да? То есть, если говорить о каких-то известных брендах, здесь можно тоже далеко не ходить, и там Коко Шанель, Hugo Boss тоже понятным образом себя проявляли тогда, однако смогли сохранить свои позиции где-то в топе. Но еще интереснее проанализировать то, как вела себя
европейская аристократия, которая по факту сейчас никуда не делась, и те как бы семьи, династии, которые на протяжении многих столетий удерживали свое влияние за счет капитала, за счет владения землей, за счет серьезного проникновения в банковскую систему и прочее. Да? То есть если руководствоваться вот такими простыми как бы критериями и прослеживать эти сюжетные линии, то станет понятно, что результаты Второй мировой войны, безусловно, могли не устраивать многих крупных достаточно акторов на европейской площадке, которым, соответственно, ялтинский сценарий 1945 года абсолютно не подходил, и которые, соответственно, горизонт планирования которых простирается не на там, 5-10 лет, а как бы на более долгие сроки. Поэтому здесь понятно, что вот те факты, которые многие коллеги приводили, что происходящие на данный момент события, в том числе на Украине, являются результатом результатом практической реализации каких-то теоретических основ и гипотез, которые еще несколько десятилетий назад были разработаны. Поэтому, отслеживая эти сюжетные линии, достаточно легко прийти к понятным выводам на тему того, девался ли куда-то тот самый фашизм формата Второй мировой войны, нацизм, или это просто определенная трансформация. Да? И здесь, возвращаясь к проекции, да, то есть если эта повестка никуда далеко не девалась, соответственно, понятно, почему именно эти ярлыки сейчас активно используются для того, чтобы, соответственно, обвинить Россию в фашизме и интерпретировать те события, которые сегодня происходят, определенным образом. Причем при изучении вот этих материалов в основном как бы для обоснования того, что такое вот расизм и прочее, в основном используются критерии, связанные с самим по себе политическим режимом, да, то есть он называется авторитарным, тоталитарным и прочее. Но, опять же, если мы посмотрим на многие факты, касающиеся свободы слова, это, наверное, наиболее яркий пример, то мы увидим, что возможности, ну, если мы будем особенно смотреть на период до начала специальной военной операции и открытого столкновения, да, соответственно, мы увидим, что европейское медийное поле оказывается гораздо более зарегулированным, чем российское. Возможности попадания каких-то немейнстримовых мнений в основной информационный поток, они очень сильно ограничены. То есть да, мне кажется, что просто сравнительный анализ может наглядно показать, где и в какой степени присутствуют те самые проявления. При этом важно отметить, ну вот про определение фашизма очень много тоже звучало, и подходов, и, соответственно, их несколько сотен, наверное, да, разных определений, но многие из них, опять же, сосредотачиваются на том, что фашистская идеология в основном, как бы ее основным ядром являлись держатели финансового капитала, да, то есть те, у кого есть ресурсы, рычаги, и далее те, кто использовал такие достаточно агрессивные, если не назвать их во многом террористическими методами борьбы с инакомыслием и, соответственно, со своими врагами. Вот. Также любопытно как бы в эту же копилку сравнительного анализа добавить факты, немного выходящие за рамки, скажем, происходящих на данный момент событий, да, посмотреть на то, как трансформировались или какие новые упаковки получили вот эти подходы в рамках уже современной действительности. И для этого достаточно проанализировать, допустим, некоторые экономические показатели, касающиеся товарооборота некоторых стран Африки, в основном достаточно каких принципах выстраиваются отношения стран Европейского Союза с их бывшими колониями, посмотреть, собственно, экономические показатели здесь будут наиболее, мне кажется, говорящими, особенно если сравнивать объем имеющихся у этих стран ресурсов и их собственные и средства, которые находятся в их распоряжении. Да, если уже не говорить о том, что
14 стран до сих пор пользуются колониальной валютой. То есть, ну, как назвать такие подходы, иначе как, скажем, избирательность, основанную на идее собственного превосходства, и попытку использовать экономические инструменты и рычаги для подавления народов целых стран, просто исходя из того, что эти страны находятся на территориях, обладающих большим количеством ресурсов. Собственно, завершая свое выступление, хотела бы еще обратить внимание на текущую тенденцию к нормализации связанных с классическим фашизмом аспектов. Да? И здесь речь идет не только об активном использовании нацистской, фашистской символики и символики военных формирований Третьего Рейха в Украине, и не только, и спокойное отношение к этому мейнстримовых СМИ и западных политиков, но и попытки протащить определенные моменты, связанные с фашистом, через классическое окно Овертона. То есть недавно мы видели, например, как противоречивый персонаж, американский рэпер Канье Уэст, признавался в практически любви к нацистам и рассуждал о том, что в Гитлере было немало хорошего. Здесь, опять же, важно не попадать в такие ловушки, да, потому что, ну, очень сложно найти персонажа, который будет на 100% состоять из каких-то негативных, да, действий и моментов. Понятно, что при большом желании что-то хорошее можно найти, наверное, в каждом. Но то, что происходит сейчас, и не только по, скажем, линии фашизма, да, но и по линии в целом, как бы оправдания и нормализации вещей, которые считались абсолютно неприемлемыми, и это связанные с вопросами жизни и смерти, то есть попытки протащить оправдания для эвтаназии не только для людей, страдающих от смертельных заболеваний, но и для бедных, которые как бы не могут поддерживать достойный образ жизни, то, что происходит в Канаде. И разрушение базовых ценностей, базовых подходов к воспитанию детей, размывание гендерных границ и все прочее. То есть все это мы сейчас наблюдаем, и также мы наблюдаем попытки вот найти что-то хорошее в Гитлере. Оно, безусловно, наверное, там было, но это не повод выводить это на какой-то пьедестал, да, и ставить это во главе, потому что, опять же, критерии, которыми в таких противоречивых случаях стоит руководствоваться, это среднесрочные и долгосрочные стратегические цели, являются ли они конструктивными, ведут ли они к развитию человеческих сообществ, или они ведут к его постепенной деградации, расколам, разложению и так далее. То есть в любой сложной ситуации подобные простые подходы могут упростить анализ. Да? И то же самое касается риторики, которую мы сейчас активно видим на разных международных площадках. Да, это идеи, которые через Давосский, скажем, клуб продвигаются активно Клаусом Швабом, риторика, которую продвигает Билл Гейтс. То есть если мы видим на вот этом уровне глобальной политики высказывания о том, что необходим контроль за численностью населения, необходимо его сокращение, необходимы подходы, которые позволят там где-то сократить численность населения, а оставшихся активно контролировать их мысли, размывать их идентичность, соответственно, делать их уже какими-то гендерно-нейтральными субъектами с интеграцией искусственного интеллекта или с интеграцией каких-то технологических нововведений. То есть, если мы посмотрим на вот эти стратегические цели, да, там введение цифровых валют, которые под полный контроль возьмут финансовую и социальную активность, тогда мы видим, что как бы это, наверное, не самые конструктивные тенденции, которые под упаковкой или в упаковке прогрессивности и так далее продвигают идеи, которые противоречат идеям естественной эволюции и развития жизни и развития самих людей как биологического вида, даже так, наверное, можно сказать. Поэтому мне кажется, что в контексте нашей сегодняшней темы вот эти вот проявления, которые, может, не напрямую, да, относятся к фашизму, но как бы резонируют по каким-то сюжетным линиям, стоит отдельным образом рассматривать, потому что основная угроза может заключаться как раз в этом, что пока мы все
отвлечены, да, постепенно как бы начинают интегрироваться, уже приводиться в жизнь разные инструменты, которые приводят к сокращению численности населения, которые приводят к контролю и угнетению тех, кто продолжает считать себя, может, даже свободными, да, и эти тенденции мы во многом наблюдаем в самых развитых странах. Спасибо большое за возможность выступить и за организацию мероприятия на очень, к сожалению, актуальную сегодня тему. Большое спасибо вам, уважаемая Юлия, на очень интересном выступлению и таком глубоком анализу не только нынешней ситуации, но и исторических фактов. Большое спасибо. Продолжаем. Сейчас слово идет уважаемому Айнуру Курманову из Казахстана, который очень активно и выступает против биологических лабораторий, которые находятся на пространстве бывшего СССР. Уважаемый Айнур, вам слово. Только микрофон включите. Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья. Надеюсь, меня слышно, да? Да, слышно. Спасибо за приглашение принять участие в этой конференции. Она очень важная, очень актуальная. Спасибо, Драгоне. Всем участникам очень интересные доклады прозвучали вчера и сегодня. С большим интересом их слушал. Я думаю, что фашизация или возрождение неонацизма, нацизма, к сожалению, это явление интернациональное, они характерны не только для Европы, стран Европейского Союза и Запада, классического, как мы его понимаем, но также и во многих других странах, в том числе и на постсоветском пространстве, то есть в республиках, в том числе бывшей Советской Средней Азии, а также в Казахстане, также идут аналогичные процессы украинизации, так скажем, процессы активного развития различных неонацистских движений и, соответственно, попыток оправдания неонацизма и так далее. К сожалению, Казахстан и другие бывшие советские республики двигаются по такому же примеру стран Прибалтики и Украины. Сейчас даже в Казахстане продвигается вопрос о необходимости введения нормы уголовной ответственности за оскорбление того же основателя и идейного вдохновителя Туркестанского легиона Вермахта и мусульманских частей СС Мустафы Шокая и прочих реабилитируемых сейчас коллаборационистов. В их честь сейчас переименовываются улицы в Казахстане, библиотеки, устанавливаются памятники. Еще в конце 2020 года указом президента Касым-Жомарта Токаева была создана Государственная комиссия по окончательной реабилитации жертв сталинских репрессий. Цель, я думаю, полагаю, понятна и одна – юридически, политически оправдать сейчас тех, кого не могли реабилитировать прежде, то есть не могли в силу того, что они были осуждены за убийство партийных, комсомольских, советских активистов и обычных граждан в ходе кулацких и байских восстаний 20-30-е годы, за организацию и осуществление индивидуального террора и доказанной шпионской деятельности в пользу враждебных тогда Советскому Союзу государств. Самый же важный пласт нынешних реабилитируемых в Казахстане – это участники коллаборационистских формирований с оружием в руках, сражавшихся с Красной армией и партизанами на стороне Гитлера. Причем власти Казахстана оправдать намерены именно тех военнослужащих Туркестанского легиона Вермахта и восточно-мусульманских частей СС, кто совершил военные преступления, будучи карателями и активными сторонниками нацистов. Дело в том, что еще в 1955 году все живые на тот момент бывшие коллаборационисты были амнистированы советской властью, а правящая элита сейчас в Астане желает сделать невиновными жертвами кровавого большевизма, в кавычках, как раз карателей, расстрелянных за
подвиги в кавычках, совершенные в отношении народов Советского Союза, Польши, Югославии, Италии, Франции, Греции и Бельгии. Таким образом, мы видим стремление вот полностью перевернуть все представления об истории страны, превратив СССР в агрессора и организатора массовых репрессий, геноцида казахского народа. А те, кто сражался против советской власти, убивая и сжигая, превратить в борцов за национальное освобождение. К этим борцам инициаторы и члены Государственной комиссии по реабилитации хотят приравнять и погибших от голода в 1932-1933 годах, желая также представить их жертвами сталинских репрессий. Я думаю, что все вы узнаете эти лекалы, это украинские лекала, репрессии, голодомор. Получается, в Казахстане становится важным стержнем новой идеологии, выстраиваемого моноэтнического государства. На деле эта идеология может быть только неонацистской, направленной на проведение тотальной декоммунизации и дерусификации страны. Соответственно, Советский Союз сейчас представляется в рамках этой идеологии в качестве державы, осуществлявшей колониальный гнет, моривший бедных казахов голодом и сажавший массово всех в ГУЛАГ. Ну, а нынешняя Россия, как правопреемник СССР, да и русский народ в целом, превращается в такого коллективного виновника, стремящегося восстановить империю вот, на новом этапе. И возглавляет сейчас вот эту государственную комиссию по реабилитации государственный советник Ерлан Карин, кстати, являющийся сторонником идеи европейских новых правах. Другой деятель комиссии, который сейчас даже возглавил целую область, вот Берик Абдигаулилы, учился в США, фактически усиленно сейчас убираются из Википедии, социальных сетей информацию о том, что он даже был советником мэра города Вышгород в Киевской области Украины. Видимо, набирался там опыта по проведению украинизации, что он сейчас активно внедряет и в Казахстане. Надо учитывать, что вот это новое молодое поколение чиновников, которые идут на смену партийно-комсомольским выдвиженцам, которые сейчас активно работают в вот этой государственной комиссии по реабилитации, являются выдвиженцами, становящимися новым окружением нынешнего президента. И они как раз будут определять внешнюю и внутреннюю политику государства в ближайшие годы, фактически нацифицируя, фашизируя вот современное казахстанское государства. Поэтому эти же члены Государственной комиссии по реабилитации сразу же после известных январских событий кровавых в Казахстане, когда была осуществлена попытка переворота, провели в парламенте так называемый закон о вывесках, который меняет не только название кафе, ресторанов и магазинов, но и ставит крест фактически на русской топонимике в республике. Параллельно этому уже в последние годы идет появление многочисленных деятелей, выступающих за переименование районов и улиц, носящих названия героев Великой Отечественной войны. Это явление тоже вовсе не случайно. Оно заранее запланировано в рамках общей кампании по декоммунизации, которая на самом деле является открытым прикрытием и синонимом дерусификации. Властям важно поднять информационную волну обсуждений, поддержки своих инициатив и действий по проведению такой националистической революции сверху бюрократическими методами. Понятно, что вот в таком деле они могут опереться только на националистов разных мастей, которые играют такую роль правительственной агентуры и приводных ремней госаппарата. Поэтому не случайно в прошлом году в Казахстане появились так называемые языковые патрули, которые активно преследуют русских и русскоязычных граждан. На самом деле это технология так называемых мовных патрулей, которая ранее использовалась еще в Харькове и Николаеве по выдавливанию русского языка из общественного пространства на территории Украины. Теперь же вот эти языковые патрули начали действовать и в соседнем Кыргызстане. Тут проявляется прямая связка с Украиной, как и процессы реабилитации нацистских пособников, которые курировались и направлялись американскими псевдоисториками, фондами и НПО
по одним лекалам, по одним и тем же лекалам, как в Узбекистане, в Казахстане и в Кыргызстане. Еще в 2020 году в Кыргызстане по инициативе местного фонда Сороса и открытого правительства, финансируемого ЮСАИД, был подготовлен законопроект по окончательной реабилитации, и выдвинут он был депутатами от всех 5 парламентских фракций. Но только вот в результате поднятого шума общественностью и депутатами Государственной Думы данный законопроект был отложен. Но он послужил примером для правительств Казахстана и Узбекистана. К сожалению, все эти процессы, как мы видим, происходят сверху, поэтому строительство мононационального государства – это направление, в котором сейчас движется правящая элита Казахстана и бывших вот этих советских среднеазиатских республик, взявший курс, к сожалению, на отрыв от России. Для этого и нужно разрушить единое информационное пространство, социокультурное пространство, белое в истории представить черным, а Советский Союз исчадием ада, ну а, соответственно, русских врагами независимости и суверенитета. Вот это, к сожалению, неизбежная логика строительства моноэтнического государства. А кроме того, такой отличный способ отвлечения новых поколений казахов, ну и не только казахов, и узбеков, и киргизов от социальных проблем, нищеты и безработицы. Эти новые поколения воспитываются в клерикальном духе нетерпимости к другим этносам. Вот кровавый погром этнического меньшинства дунган на юге Казахстана, в Жамбылской области в феврале 2020 года, когда были убиты 13 человек, 25 тысяч дунган вынужденно бежали в соседний Кыргызстан, показал, как на деле будет вот этот осуществляться новый национальный порядок в будущем. И уже вот в 2021 году была попытка организовать такой же массовый погром с участием казахских неонацистов, другой этнической группы уйгур, которая компактно проживает в Алматинской области. И, кстати, эти неонацисты сейчас активно требуют ликвидировать культурную автономию уйгурскую и переименовать уйгурский район. Причиной вот бедственного положения миллионов безработных казахстанцев сейчас вот объявляют попытки пресловутые пережитки тоталитарного колониального прошлого, от которых надо срочно избавляться и так далее. И здесь вот, к сожалению, аналогия с Украиной прослеживается самая прямая. Поэтому мы сейчас вот наблюдаем в Казахстане, не только в Казахстане, вот такую украинизацию страны без всяких майданов. К сожалению, вот с созданием организации тюркских государств, который мы рассматриваем как империалистическое образование под эгидой турецкого и британского капитала, рост вот таких националистических движений и партий в Казахстане, Узбекистане и Киргизии только усилился. За последние годы укрепились позиции пантюркистов и панисламистов. Существует очень большая вероятность появления уже массовых радикальных движений, опирающихся на пантюркизм и панисламизм. И, кстати, вот эти элементы пантюркизма и панисламизма сейчас перетекают и в идеологию правящую этих республик. Осуществляется переход на латиницу и планируется принять единый тюркский алфавит по турецкому образцу. При этом во всех среднеазиатских республиках действуют филиалы турецкой фашистской организации «Серые волки», которые пользуются покровительством высокопоставленных чиновников. Думаю, что сейчас существует единая сеть в Центральной Азии, а именно взаимосвязь между прозападными национал-либеральными группировками в правящих элитах, в том числе и существует связь и между националистами и неонацистами Казахстана и Кыргызстана. Киргизские националисты пытаются взаимодействовать, перенимать опыт и подражать своим казахстанским коллегам. Не просто так, а по общей схеме и единой технологии вот этих мовных патрулей, разработанных на Украине. Существует общая координация их действий, и во многом с позволения даже под руководством ряда высокопоставленных чиновников двух стран. Очень вероятно, что их активность курируется спецслужбами и вдохновляется местными прозападными НПО и фондами, которые чувствуют себя абсолютно безнаказанными.
И вот надо отметить, что без поддержки сверху и финансирования со стороны заинтересованных олигархов такая деятельность также была бы невозможна. То есть все действуют в единой связке. Это западные спецслужбы, западные НПО и фонды, разогревающие тему Голодомора, сталинских репрессий, украинские националисты, казахские, киргизские националисты, прозападная олигархия, дающие деньги, и задействованные высокопоставленные чиновники, которые покровительствуют подобной работе. Ну, а также офицеры местных спецслужб, заинтересованные в создании и использовании вот таких подконтрольных националистических и неонацистских движений групп. Вообще у меня складывается такое стойкое ощущение, что в Казахстане и Кыргызстане сейчас воспроизводится во многом ситуация периода правления Януковича на Украине, когда вовсю эксплуатируются вот такие доморощенные неонацисты, как раздражитель для Москвы, как инструмент давления террора в отношении местных русских, русскоязычных и вообще всех недовольных, а также как пугало для собственных обывателей и в качестве таких приводных ремней для распространения и поддержки государственной националистической идеологии. Но, как известно, Янукович в итоге плохо кончил, а прозападные олигархические группировки, опираясь на массовые неонацистские движения, взяли власть и провели передел собственности и власти. При этом существует опасность, что спецслужбы США и Великобритании могут поджечь весь регион, используя местных неонацистов, националистов и пантюркистов. Вот мы уже сейчас наблюдаем приграничные конфликты между Кыргызстаном и Таджикистаном, которые уже вызвали рост шовинизма, национальной нетерпимости между народами. Вот последнее выступление в Каркалпаке, это в автономной республике Узбекистана в июле этого года, чуть-чуть не вызвали в итоге межнациональную резню. Поэтому борьба против украинизации и именно роста неонацизма, фашизации, в том числе и сверху, является важнейшим с нашей точки зрения требованием момента. Спасибо большое, что дали возможность вот рассказать немного о ситуации в Казахстане и в других республиках Центральной Азии. Спасибо. Айнур, спасибо большое за интересное сообщение. Для меня было очень много нового. Обычной информации из среднеазиатского региона не выходит за его пределы, а здесь мы услышали квалифицированное экспертное мнение. Спасибо большое. А я приглашаю Татьяну Андриец, это представитель из Латвии, член активный латвийского антинацистского движения, в настоящее время находится в России, вынуждена скрываться от преследования властей. И она нам расскажет о фактах, которые наблюдаются в Латвии в связи с темой, которую мы рассматриваем. Но моя просьба к Татьяне придерживаться очень аккуратной терминологии, поскольку нашу конференцию смотрят не только наши сторонники, но и наши противники. Татьяна, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Андриец, я из Латвии, да, и уже 3 месяца живу в Санкт-Петербурге, потому что я здесь учусь. Конечно же, мне 22 года, я не претендую на роль эксперта, я просто хотела бы поделиться с точки зрения очевидца и рассказать вам о происходящем на моей родине в Латвии. Конечно же, как вы понимаете, русофобия в Латвии появилась не 24 февраля, просто сейчас у националистов появился повод для того, чтобы сорвать все маски и уже не стесняясь воплощать все свои мечты. Я не буду углубляться там далеко в историю, но хотела бы начать с восстановления независимости Латвии. Наверное, вы слышали, что как только Латвия получила свою независимость в 1991 году, первое, что она сделала, это лишила гражданства треть своего населения по национальному признаку. То есть тех, чьи предки приехали в Латвию после 1941 года, это, конечно, в основном русские, их назвали оккупантами и выдали им паспорт негражданина. И они, хотя они такие же постоянные жители Латвии, как мы, они платят также налоги, как мы, но они не могут участвовать в выборах, имеют еще целый ряд дискриминационных отличий по сравнению с гражданами. И еще ирония заключается в том, что многие из этих людей поддерживали латышей в их стремлении
получить независимость для Латвии, ходили на митинги, на демонстрации, потому что латыши обещали, что в независимой Латвии у всех будут равные права, но это было ложью. Еще одной подлостью со стороны правящей латышской верхушки стало перевод школ на латышский язык обучения. Это началось с 2004 года и завершилось вот сейчас приняли закон о полном переходе на латышский язык. То есть в Латвии 37% русскоязычных, и тем не менее русские учителя должны говорить с русскими детьми на латышском языке под страхом увольнения, потому что в школах постоянно проводятся языковые проверки, то есть правящие латыши отыгрываются на самой беззащитной, на самой беззащитной части населения, на детях. Один депутат нашего парламента как-то еще давно заявил, что нам не нужно, чтобы вы знали наш язык, нам нужно, чтобы вы знали свое место. И вот эта фраза, она, в общем-то, полностью отражает всю латвийскую политику, потому что если ты действительно хочешь привить любовь к своему языку, то ты будешь в первую очередь по-человечески относиться к людям, а своими действиями, своим регулярным навязыванием языка они внушают к этому языку только неприязнь и отторжение. Регулярно проводятся проверки учителей, унизительные для них, на знание латышского языка. Вот за октябрь, по-моему, уволили более сотни учителей, отстранили от работы, при том, что учителей в Латвии катастрофически не хватает. Также добавлю, что в этом году было принято решение запретить изучение русского языка даже как иностранного. Также в Латвии, по сути, сейчас начались этнические чистки. Дело в том, что вот после того, как в 1991 году треть населения лишили гражданства, многие из этих людей взяли российское гражданство. Но сейчас в Латвии приняли закон, согласно которому гражданам России грозит депортация, если они за 1 год не сдадут экзамен по латышскому языку и не докажут свою лояльность. Под этот закон попали более 28 тысяч человек. То есть их постоянных жителей Латвии, многих из которых вообще нет никаких родственников в России, ничего. Они всю жизнь жили в Латвии, они платили налоги, их приравняли к мигрантам и обяжут доказать свое знание латышского и свою лояльность. Их могут спрашивать, там, чей Крым, поддерживаете ли вы там Россию, что происходит на Украине и так далее. И естественно, что далеко не каждый сможет, даже если он сдаст этот экзамен, хотя это, конечно, огромный стресс, потому что вот в основном под этот каток попали пожилые люди, для которых это действительно большой стресс, когда тебе говорят, вот, если ты не сдашь сейчас экзамен, то тебя депортируют, а у тебя там все, у тебя там родные, у тебя там жилье, у тебя в России никого нет. И, даже если они сдадут этот экзамен, то не все смогут ответить подобающим образом, пройти через такие жернова морали и унижения и дать правильный с точки зрения латышской правящей верхушки ответ, который позволил бы им остаться в стране. Поэтому мы готовимся сейчас к массовым депортациям в Россию. Конечно же, вы слышали о сносе памятников советским солдатам. За вот эти полгода в Латвии снесли около 170 памятников. Практически все снесли. То есть и в том числе были осквернены братские могилы. В августе снесли наш главный памятник Победы, который находится в Риге, к которому каждое 9 мая приходили более сотни тысяч человек. И ковер из цветов, он был просто невероятных размеров каждый год. И хочу подчеркнуть, что памятники были не просто снесены, они были и не просто, как в Эстонии, отправлены в музей, например. Большинство из них были уничтожены, их раскромсали, раскрошили, и некоторые из них даже пустили на дорожное покрытие для того, чтобы мы по ним еще топтались, и чтобы унизить нас еще больше. Наше латвийское государство, настоящие вандалы, они отыгрываются на нас, на русских Латвии, за свои какие-то обиды. Я уверена, что такое не пройдет безнаказанным. Конечно же, вы слышали о политических преследованиях в Латвии. В Латвии уголовное дело можно завести на любого неугодного, потому что у нас есть такие расплывчатые статьи, типа оправдание геноцида. И под эту статью можно подвести что угодно, любую связь с Россией. И вот за эти полгода особенно, хотя и раньше были репрессии, но за эти полгода были заведены просто тысячи административных уголовных дел против нас, тех, кто не согласен. И в то же время нам добиться какой-то защиты от полиции не представляется возможным. Конечно же, это регулярное оскорбление со стороны правящих латышей,
Причем это, да, началось тоже намного раньше, чем 24 февраля, но сейчас это просто стало нормой. То есть, например, несколько месяцев назад кто-то в Латвии создал аналог украинского миротворца, он тоже называется миротворцем, и туда вносят наши данные с фотографиями. И мы написали заявление в полицию с просьбой заблокировать этот сайт, потому что у нас есть пример того, как людей с оригинального миротворца украинского реально убили. Но нам ответили в духе, что никого же не убили, пока никого не убили, мы ничего возбуждать не будем, нет состава преступления. То есть такие стандарты. Я могла бы долго рассказывать это все, потому что я сама через это все прошла, и я действительно очень близко к сердцу воспринимаю то, что происходит. Хотя я живу уже 3 месяца в России, но связь не потеряна, и я слежу и переживаю. Я не берусь судить о том, как это называть, фашизмом, нацизмом, просто оголтелым национализмом, я не эксперт. Но я просто знаю, что фашизм начинается тогда, когда одна нация считает себя выше другой. И я не хочу, чтобы моя родина окончательно скатилась в эту бездну нацизма. И я буду бороться и делать все, чтобы этого не произошло. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна. Драгана? Да, спасибо большое, уважаемая Татьяна, за ваше высказывание. Я тоже нахожусь в списке миротворца, то есть в базе данных с 2014 года. Они там постоянно добавляют, следуют, добавляют какие данные. Как вы сказали, уже много людей, которые находятся в этом списке, то есть в базе данных миротворец, они убиты. И Олег Бузина сам находился в этой базе миротворца, поэтому, конечно, надо активно выступать за то, чтобы это черный список, который, конечно, похож на практику нацистской Германии, где готовили черные списки и убивали людей, чтобы это было закрыто, то есть чтобы этот сайт больше не существовал. И самое главное, что вот тоже демократическая Европа молчит. Они тоже знают, что такой сайт существует, что они гоняют людей, что угрожают, но реакции никакой нет. Поэтому я хочу вас, всех участников конференции, тоже пригласить, чтобы активно выступали и говорили, что такое существует, якобы другие не знают, знают, конечно, но они молчат, и из-за этого, чтобы вместе выступили, закончить такую практику. Теперь продолжаем. К сожалению, наш коллега-историк Вахан Бабаян из Армении написал сообщение, что не может включиться, он на дороге, но вместо его сотрудница Наталья Сакхиян из Армении будет выступать. Уважаемая Наталья, вам слово. Спасибо большое. Хорошо, я хотела бы уточнить. Слышно меня? Слышно. Все. Спасибо большое всем, кто выступил до меня. Очень действительно интересно услышать объективную оценку, потому что понятно, что на средства массовой информации надежды никакой нет. Особое спасибо чему? Уважаемый Айнур поднял очень важную тему распространения панисламизма. Немножечко сейчас подведу, потому что мы в Армении, вся моя родина сейчас подвергается нападкам со всех сторон для того, чтобы дать возможность этому пантуркизму прорубить коридор сквозь территорию Армении, чтобы соединить территорию Азербайджана с территорией Нахичевани и прямой выход к Турции. И оттуда Турция получит прямой выход в Среднюю Азию и осуществит свою мечту о возрождении Османской империи. Чем это грозит? Я, например, уверена, что современный фашизм, свидетелем которого мы сейчас являемся и на Украине,
инструмент очень эффективный, используемый соответствующими центрами силы для того, чтобы нажать там, где нужно. Например, в Армении используется он своеобразно, потому что у нас происходит фашизация героев армянского народа, которые в начале 20 века боролись за освобождение территории Армении от азербайджанских захватчиков, от турецких захватчиков. Они стали нашими героями, потому что для нас исламист. Сегодня, естественно, это один народ, две страны, я ничего нового тут не говорю. Такие герои, как Гарегин Жде, единственным, естественным союзником армянского народа является великий русский народ. Этот человек никогда не говорил, что армянский народ лучше других народов, но его выставляют в качестве фашиста, пытаются заклеймить вот этой меткой фашизма героев Первой Арцахской войны, которые освобождали Нагорный Карабах с целью добиться его независимости. То есть тут вот этот инструмент используется от противного. Они поняли, что армянское общество фашизировать не получится, потому что у нас в целом, конечно, можно русская община, греческая община, ассирийская община, езидская община, курдская община, все они живут мирно, у нас ни с кем нет никаких проблем. Курдская община представлена в парламенте, российская община представлена в парламенте. Поняли, что общество фашизировать не получится, но рычаг воздействия надо использовать. Тут происходит такое интересное. У нас тоже пошла вот эта волна, когда позакрывали все российские школы, отказались от русского языка. К сожалению, у нас сейчас есть поколение, которое пошло в школу сразу после распада Советского Союза, они практически не владеют русским языком. После этого, конечно, ситуация выправилась, но у нас есть такое поколение. Это следствие политики армянских властей, которые пришли к власти в независимой Армении путем демократических выборов сразу же после распада Советского Союза. Сегодня, так как Армения как кость в горле стоит на пути вот этого распространения пантуркизма со стороны Турции в Среднюю Азию, у нас работают вот эти механизмы. Конечно же, исходя из определенных интересов, поднимается антироссийская волна. Россию пытаются представить как фашистское государство, как уже многие отметили, используется термин вот этот рашизм, который, очевидно, совершенно искусственный термин, который внедряется через определенные средства массовой информации, в том числе в Армении тоже, но это не так легко сделать с армянским обществом. У нас вот наблюдается следующий феномен по поводу центров силы и западной мягкой силы, да, которая воздействует везде. У нас недавно здесь проходил съезд глав государств по ДКБ. Прямо перед визитом Владимира Путина и сразу после него прозападные, некоторые довольно маргинальные группы, некоторые представители довольно широко финансируемых тем же Западом сил устроили демонстрацию. Здесь они даже с украинскими флагами, антироссийские демонстрации, но мы все знаем, очевидно, они это не скрывают, откуда они финансируются, да, с Запада. Буквально и требовали чего? Вот Россия нам не союзник, мы должны от этого отказаться, Россия фашистское государство, нам не нужен такой друг, тем более, что они для нас ничего не делают. Буквально через несколько часов в России те же круги, пятая колонна, финансируемая из тех же источников, стала поднимать вопрос, что неблагодарные армяне, вместо того, чтобы сказать спасибо России, говорят, что надо вывести 102-ю российскую военную базу из Армении. То есть вы посмотрите, как они скоординированно работают. И цель одна – убрать Россию из нашего региона, потому что Россия здесь мешает силам Запада, а то, что Турцию поддерживает Великобритания, это ни для кого не секрет.
им сейчас нужно обязательно пробить коридор через территорию Армении. И неважно, если на пути к этой цели не останется ни одного живого армянина, никого это не побеспокоит вообще. Потому что это цель. Мы видим сегодня вот это уродливое лицо фашизма, которое используется западными силами. Мы должны понимать, что когда мы говорим «Запад», это не какая-то вот такая жесткая структура, да? Это открытая система, элементы, которые выпадают или снова входят в состав этой системы в зависимости от своих экономических, политических интересов. Но цель у них одна – подминать под себя те страны, которые традиционно находятся в зоне влияния и в зоне интересов Российской Федерации, выстроить антироссийский пояс вокруг России, желательно в регионах, где они после распада Советского Союза держат все время в напряжении, и такие тлеющие конфликты, которые, когда нужно, бросил спичку, и там все загорелось. Таким регионом является традиционно Южный Кавказ. Я, к сожалению это говорю, мы все хотим жить в мире. И Средняя Азия сейчас тоже там может заполыхать в любой момент. Мы видели чудовищные примеры этого, все это сделали, и чудовищные вещи там происходили, финансируемые Западом, и, конечно же, бомбежку Белграда, все это мы видели, и все это делается для того, чтобы взять под контроль традиционно находящийся под влиянием России регион. И, фашизм в этом смысле опирается также на фальсификацию истории. Потому что сегодня идет однозначная тенденция с Запада на пересмотр, в частности, результатов Великой Отечественной войны. Потому что наши дедушки, наши отцы защищали Отечество, а для них это всего лишь World War II, Вторая мировая война. И сегодня пересмотр целей важнейших Запада для того, чтобы дискредитировать Россию, которую они выставляют право, ну, естественно, что в определенном смысле Россия является правопреемником Советского Союза, но в этом ключе все ведется для того, чтобы дискредитировать Россию. С сожалением мы только можем сегодня отметить, что тот фашизм, который мы все, я имею в виду граждане 15 республик Советского Союза, мы положили столько жизней для того, чтобы победить фашизм, и сегодня вот это чудовищное явление с уродливым лицом снова искусственно реабилитируется, пробуждается к жизни для того, чтобы поставить Россию на колени. Ну, это, конечно, их фантазии, очевидно, да, но то, что жертвой этого является и украинский народ, я имею в виду адекватная часть украинского общества, которую пытаются вот этой пропагандой снова втянуть в эти ужасные процессы, те постсоветские страны, которые уже полностью интегрировались вот в этот западный новый счастливый мир, где на самом деле нет никому счастья, да, они потеряли свою идентичность и являются просто исполнителями воли каких-то вообще третьих сторон. Это ужасно, потому что рядовой человек становится жертвой вот этих глобальных игр. Я думаю, что мы эта площадка, на которой мы сейчас все находимся, и стараемся как-то свое мнение донести, стоять этому каждой в своей стране, у кого какие есть возможности. Мы в Армении стараемся этого не допустить, потому что армянский народ вообще не склонен к фашизму. Мы не считаем себя лучше других, мы просто не хотим, чтобы наши права в нашем регионе ущемлялись. Но мы видим картину фальсификации истории со стороны наших соседей, которые, к сожалению, имеют для этого ресурсы, потому что нефть и газ, как известно, в мире вообще несправедливо распределены. И так как у них есть ресурсы, они активно продвигают какую-то свою альтернативную историю, которая с реальной историей зафиксирована, например, со стороны древнегреческих историков, древнеримских историков, никакой связи не имеет. Они себе нарисовали учебники.
делают? Написали себе учебник, в случае украинцев это русофобия, но все вот это то же самое уродливое проявление фашизма. Я думаю, что нам всем просто нужно вооружиться терпением и ни в коем случае не поддаваться. Очень трудно, потому что у нас в Армении в 2018 году произошла очередная на территории постсоветского пространства цветная революция, и мы на себе почувствовали силу вот этой пропаганды, да, как можно героя войны за 2 дня превратить в преступника, на которого только можно заплевать, заклевать и вообще осудить, довести до того, что человек умер в зале суда, хотя он был героем войны, но его настолько дискредитировали, при этом не доказав ничего вообще. Просто нужно было его дискредитировать и все, потому что он был также символом армянского народа. Мы знаем, как это делается, как эта пропаганда делается, как эта ненависть проталкивается. Всем нам сил, воли, чтобы это было всем большое. Спасибо большое, Наталья, за эмоциональное, очень глубокое выступление. То, что вы говорите, это тоже нужно распространять. К сожалению, когда мы принимали сигнал от вас, он несколько раз зависал. Запись идет, но желательно, чтобы вы представили текст выступления. Мы его разместим, чтобы можно было свободно пользоваться теми материалами, которые вы предоставили. Замечательно, что у нас выходит послушать представителей различных регионов. Лично для меня очень много нового. А сейчас я хочу пригласить представителя Ирландии Хаукура Ханксона, корреспондента ирландского радио Сага, магистра международных отношений. Он расскажет свое видение тех проблем, которые мы все с вами обсуждаем. Пожалуйста, господин Хауксон. Добрый день, друзья. Слышно? Слышно, Хорошо. спасибо. Нормально, да? Да, должен поправить уважаемого Александра. Я из Исландии, не Ирландия, но Исландия это тоже остров, который находится в Атлантическом океане, но Исландия это остров, который еще дальше на севере. Спасибо, Драгане, за организацию конференции и всем участникам, уважаемые друзья. Это, естественно, очень важно, крайне важно, тем более сейчас, в последнее время, встречаться в эфире, онлайн и так далее, поменяться взглядами и так далее. Я не готовился особо и не буду долго отнимать ваше время, но то, что идет сейчас явно война, естественно, все уже в курсе, и то, что она идет в информационном поле, это тоже крайне важно. Говорится часто о том, что Россия проигрывает эту войну. Естественно, это инфовойна, это гибридная война на всех фронтах, и это, естественно, тоже, значит, прокси-война, которая присутствует, все приемы и так далее, и эта война, естественно, ведется руками украинцев, европейцев, и управляется она из океана, в основном, или англосаксскими службами и структурами из Великобритании и Соединенных Штатов. Проигрывает ли Россия эту войну на инфофронте? Это, наверное, справедливый анализ, так как, естественно, мейнстрим Запада – это очень сильная структура, которая владеет прессой по всему миру. И то, что сейчас идет цензура полным ходом против российских СМИ, закрыли Спутник, Russia Today и так далее в западных странах, и их по сателлитам, по спутникам, которые раньше можно было поймать, найти и смотреть на Западе, отсутствует. Это, конечно, Запад не боится то, что альтернативная информация приходит, но есть тут такой факт, что я не знаю, мейнстрим переборщил, не переборщил или как, но то, что
очень большая часть аудитории на Западе, это я по себе чувствую и так далее, ищет альтернативную информацию. То есть уже доверие к уважаемым службам, допустим, как BBC, американским CNN, CBS и так далее, очень сильно уменьшилось за последнее время. Это связано с пандемией. И это также, наверное, связано с СБУ, так как есть люди, которые хотят узнать, выяснить, как это случилось, что война только не началась 24 февраля текущего года, что война началась, по крайней мере, 8 лет тому назад, если не 9, уже 20 лет тому назад. Поскольку вот риторика СМИ Запада идет о том, что Путин, больной человек, проснулся в плохом настроении и начал эту войну. Никто не говорит про 8 лет кошмара, который переживали люди Донбасса, которые переживали люди Донецка, Луганска и других областей, регионов Украины с фашистскими организациями, с обысками, с пытками, с беззаконием, с преступные действия тех властей, которые были там на Украине, и тех, которые были воспитаны, те, которые были поставлены, так сказать, олигархами и западными спецслужбами. Об этом никто никогда не говорил в западной прессе. Поэтому есть люди, которые ищут альтернативную информацию, есть люди, которые хотят узнать обе, так сказать, объективно две стороны, поскольку в любом конфликте есть две стороны, и это все-таки то, что отрадно, это то, что на Западе есть структуры, так сказать, выступают эксперты, которые совершенно они не говорят то, что мейнстрим говорит. Поэтому это хорошо. Но я думаю, что эта война она будет еще более усугубляться, и будут еще более сильные группы и серьезные приемы от лиц западных стран, они оставаться не будут. И идет речь о сайте «Миротворцы», и то, что вот говорила Татьяна из Латвии, что такие сайты появляются в пространстве прибалтийских стран против граждан, которые чисто просто хотят объективно конституционные права владеть и иметь, что их вносят в такие сайты, где домашний адрес, распорядок дня и так далее описан для того, чтобы их достигла судьба Бузины, великой русской девушки Дарьи Дугиной и так далее. Правда, там спецслужбы определенные работали. Поэтому вот это тоже, естественно, относится к теме конференции. Это фашизм, это какие приемы используются, и что дозволяется, и что дозволено противникам, врагам России и так далее, или тем, которые противостоят России и которые хотят уничтожить все русское. Это, естественно, здесь о том, что они хотят уничтожить все русское, здесь присутствует какой-то комплекс неполноценности, я даже не знаю какой, но если люди не могут объективно просто общаться, разговаривать, иметь переговоры, пустить соседей там в транспорт, информационное поле и так далее, то это нездоровая обстановка, и Запад, к сожалению, идет этим путем. Также сейчас на Западе набирает силы, так сказать, другие силы абсолютно нездоровые, имеется в виду ЛГБТ и так далее, так далее. Поэтому они идут полным ходом и будут только вести себя более сильно, беспардонно и так далее. Поэтому мира ожидать в скорейшем времени, наверное, не приходится. Вот. И то, что делается тоже, допустим, был среднеазиатский представитель. Я бываю в Средней Азии, так сказать, поскольку там в туризме занимаюсь также. Допустим, в Узбекистане молодое поколение русского языка совершенно не знает.
русский спрашиваешь, нет, не говорит. Ну, то есть он вообще там, ну, может быть, 2 слова максимум. Потом спрашиваешь English, данный человек, таксист или даже в туризме, так сказать, и обслуга. Но в основном граждане, простые граждане, они даже английского не знают. Поэтому как-то темные века возвращаются, те государства, которые закрывают школы, русские школы и так далее. Поэтому и для чего это делается? Для того, чтобы молодое поколение не имело, так сказать, будущее там, или шансов устраиваться на работу в других странах. Непонятно, и это для перспектив народа абсолютно противопоказано. Но я думаю, что тоже в Средней Азии, правда, в Азербайджане по-русски, ну, неплохо говорят, мне кажется, в Армении тоже пока, да, в Грузии плохо уже и так далее. Но то, что вот в Средней Азии они поняли, допустим, в Узбекистане, то, что без русского языка молодому поколению делать нечего, это с новым президентом это отрадный факт. Поэтому, ну вот такая картина такова. На Западе мейнстрим вообще преобладает, русской прессы нету. И, к сожалению, среди простых людей имеется не только русофобия, просто ненависть к всему русскому и так далее. И почему так это удачно, значит, культура отмены, cancel culture идет на Западе, когда борются против Пушкина, Достоевского, Чайковского и так далее. Это от той безграмотности, которая уже имеет смысл быть, и катастрофический уровень образования в Соединенных Штатах, допустим, и уже тоже в Западной Европе. Но то, что отрадное, это то, что есть большая часть общества, которая требует и хочет, и понимает, насколько мейнстрим работает грубо и беспардонно, и хочет новую информацию. Ну, на этом я заканчиваюсь, значит, и большой привет всем участникам и удачи в нашем справедливом деле. Большое вам спасибо, что вы нам подключились. И тоже вас приглашаем и отправить нам свои выступления, статьи, если у вас есть, будем рады публиковать и будем рады дальше сотрудничества. У нас есть веб-сайт конференции, тоже прошу вас посмотреть нашу резолюцию и дальше активно действовать. Теперь я хочу... Да, спасибо вам. Я хочу пригласить нашего коллегу из Польши, уважаемого Мачея Вишневского, который является главным редактором портала Strike.eu, который тоже является нашим медийным партнером этой конференции. Вам слово, пожалуйста. Только микрофон включите. Вот. Да. Слышно. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, дорогая. Здравствуйте всем. Спасибо за приглашение. Считаю, что вот такие конференции, во-первых, очень важные и, честно сказать, необходимы, потому что люди, у которых такие мнения, как у нас, должны объединяться, и мы должны знать, что есть в разных странах единомышленники, и есть на кого, короче говоря, рассчитывать. Хорошо, я хочу сказать, что насчет фашизма многие из моих коллег, которые выступали прежде меня, они говорили о том, что у фашизма не одно лицо, и что фашизм сейчас возвращается вот именно на международную арену в форме, которой мы не ожидали. Я думаю, что это результат этого, что после Второй мировой войны, когда вот почти все человечество осознало, вот какая страшная вещь фашизм и нацизм, вот многие ученые приступали к этому, чтобы определить какую-то ясную, яркую дефиницию фашизма. И занимались этим многие, и Эрих Фром, вот, и Хайдеггер занимался этим, и Зygmunt Bauman, очень известный польский социолог. Многие об этом
рассказывали, пытались вот выстроить какую-то яркую такую дефиницию. Одна из более известных – это дефиниция Умберто Эко, который в 14 пунктах пытался собрать вот признаки фашизма, которые бы определял это явление. И это, скажем, эта работа всех этих уважаемых людей привела к нашей ошибке. Мы просто расслабились в том смысле, что мы подумали, что если мы данное явление назвали, мы, скажем, нарисовали рамки, в которые оно должно существовать, это мы уже застраховались, и как-то это гарантирует нам, что фашизм за эти рамки уже не вылезет. А то, что в этих рамках, это ясно можно будет назвать фашизмом. Но оказалось не так. Это была наша ошибка, потому что фашизм как-то переобулся, скажем так, и возвращается к нам совсем с неожиданных направлений и неожиданными явлениями. Кажется, что, например, высказывание там против какой-то группы национальной или религиозной – это в защиту демократии, а на самом деле это же ведь первые шаги фашизма. Запрет употреблять свой язык – это тоже ведь первый шаг к фашизму, а мы это Западная Европа, и не только Западная Европа. Мы это смотрим как на такое-то явление, но, может, не очень самое комфортное для всех. Но зачем будем тут громко кричать? Раньше или позже разберемся. Не разберемся. Фашизм вот использует то, что он залез на маленький плацдарм и его расширяет. Вот, и поэтому явление возвращения фашизма я считаю очень опасным, особенно сейчас, когда в настоящее время мы стоим, честно сказать, перед лицом возвращения фашизма в полной своей силе. Естественно, к этому, как и раньше в 30-е годы в Германии, на это наложилось кризис демократии. Причем я хочу обратить внимание, если я бы выступал на каком-то другом форуме, меня бы, естественно, сразу поправили либеральной демократии, потому что Запад показывает, что может быть только одна форма демократии, именно либеральная. Другой абсолютно. Все то, что не отвечает их пониманию демократии, это не демократия, это вот именно фашизм. Но так или иначе, даже эта либеральная демократия не справляется вот со всеми задачами, которые стоят перед человечеством. Она, скажем, в такой форме исчерпала свою силу. И этим пользуются те силы, ну, скажем, которые ведут к авторитаризму, а на этом фоне вот уже шаг до фашизма. Люди просто в данном случае, в этом мире, который шатается, был уже многополярный, сейчас он болезненно и скажем, болезненно переформатируется на многополярный, люди, как обычно люди, ждут они безопасности. А фашисты говорят, что хорошо, мы вам обеспечим вашу безопасность, только давайте вот сделаем это на принципе такой сделки. Мы вам безопасность, а вы нам немножко своей свободы. Вот, и многие на это идут. А оружием, которые радикальные политики используют, это страх. В Польше это очень хорошо видно, потому что с февраля это приобрело уже формы необычные, скажем так. Страх перед Россией и перед русскими. Это масштабы этого явления, о которых я сейчас говорю, которые с февраля приобрели огромные масштабы.
это развитие просто польской русофобии, которая началась давно, в 1990 году, когда у нас исчезла Польская Народная Республика. Если раньше это была русофобия, которая была уже опасным явлением, я считаю это глубоко ошибочным в явлении в польской внешней политике, то сейчас это аргументация, которую употребляют польские СМИ, польские политические элиты, она доведена до крайности. Русские, не только Россия, но уже русские, они лишены человеческого облика. Они не люди. К ним можно применять все приемы, которые дадут нам определенную цель. Короче говоря, повторяется то, о чем многие из вас уже говорили. Это обесчеловечение данной группы очень похоже на то, что творилось с еврейским народом во время Второй мировой войны и до нее, уже начиная с Нюрнбергских уставов. Сейчас этот умышленно, скажем, изобретенный и умышленно использованный страх перед Россией и перед русскими как таковыми, это вот путь, который ведет именно к авторитарному государству и фашизму. К этому еще пускается в ход переписывание истории. Вы же сами говорила об этом моя коллега из Латвии, из Латвии, извините, о разрушении памятников советским солдатам, которые освобождали Польшу. Я умышленно сильно подчеркиваю, освобождали Польшу. То, что я говорю, это отличается от официального нарратива. Русская армия не освобождала Польшу, она несла, в кавычках, новую оккупацию. Я, конечно, этим коренно не согласен, но вот такие факты, вот такая действительность. Вот переписывание истории или замалкивание – это еще полбеды, но явная ложь, касающаяся истории Второй мировой войны, вот именно жертв, которые понес советский солдат. Я только напомню, что при освобождении Польши жизнь отдало 600 тысяч советских солдат, это огромное количество людей. Вот. И это шаги, которые вот этот, как я сказал, кризис демократии, страх, плюс еще вот международная ситуация, вооруженный конфликт на польской границе, вот на польской границе. Это все способствует тому, чтобы политики, которым хочется иметь авторитарное государство, всем этим пользовались, и им это, увы, очень хорошо удается. Как журналист, нас здесь, по-моему, несколько журналистов, я думаю, что коллеги со мной согласятся, что как журналист я не могу не сказать о позорной роли западных СМИ в формировании или в пассивности в борьбе с фашизмом. Это так я еще легко говорю. Я не знаю, согласитесь ли вы со мной, но мое мнение вот такое, что мы являемся свидетелем очень такого большого упадка этой профессии, которая раньше была уважаемая и скажем, очень нужна формированию человеческих мнений, вот, того, что журналист должен показывать, скажем, через себя людям мир, который его окружает, место, куда он поехал, куда не могли поехать другие люди. То, что сейчас творится, это просто что-то страшное. Без никакого стыда просто публикуют мои, позволения сказать, коллеги
абсолютные фейки, непроверенные информации, которые являются пропагандистской деятельностью одной только стороны в данном конфликте. И я не верю в это, что они, передав ложные информации, они об этом не знают, что они ложные. Нет, они ложные, они об этом прекрасно знают. Но просто они заняли место, вот, скажем, по определенной стороне, чтобы проталкивать один только нарратив. Журналистика потеряла свою роль вот, показывания действительности. Я думаю, что, может, раньше или позже я дождусь похожей конференции, где будем говорить про роль СМИ и что нам делать, чтобы вернуть, скажем, вот, уважение к этой профессии. Без этого мы просто, извините за слово, мы просто подохнем. Это абсолютно ясно. Если мы не вернемся к честности, объективизму, ну, всему тому, что раньше характеризовало уважаемых журналистов. И, наконец, я хочу сказать, что касается еще фашизма, Ханна Аренд говорила про банальность зла. Она говорила, что зло, в принципе, может проявиться в каждом из нас, честно сказать. Но она потом в книге своей «Айхман в Иерусалиме» она обратила внимание, что вот зло, оно как-то результат нашего, скажем, попустительства к самому себе. Если мы не ставим перед собой задачи быть лучше, умнее, лучше разбираться в мире, мы становимся потенциальным клиентом фашистских идей. Это абсолютно ясно. И поэтому, чтобы предотвратить фашизм, я думаю, что нужна бдительность. Но прежде всего бдительность к самим себе. Если мы заметим, да, что мы вдруг у нас появляется нехорошее чувство к другим людям, которые говорят на другом языке, у которых другие вероисповедания, мнения и так дальше. Будьте внимательны, потому что это первый шаг. Что знаем, что будет дальше. Если мы начнем с самих себя, со своего близкого окружения, это уже будет маленькая победа, которая бежит перед большой победой. Большое спасибо и еще раз спасибо за приглашение, товарищи. Большое спасибо, Маций. Я хотел для связки со следующим выступающим просто ввести в оборот один факт. В Латвии, вы знаете, переместился телевизионный канал «Дождь», который выступал с резко оппозиционным в отношении нынешнего режима программой, хотя и был достаточно популярен. Но они сами уехали и выбрали Латвию в качестве места вещания. Так вот, вчера их лишили лицензии. Лишили лицензии на основании того, что один из журналистов, желая раскритиковать ход действия на Украине, войск, недостаточную обеспеченность, он высказался двузначно, просто неаккуратно высказался. Такое бывает в журналистике, двусмысленное выражение. Его самого лишили вида на жительство, хотели возбудить уголовное дело, но не удается, потому что он территориально находится в Грузии, а канал закрыли. И пресс-секретарь Путина Песков по этому поводу так иронически заметил: вы думаете, что такая большая свобода, какой вы пользовались, есть где-то в другом месте, помимо России? Вот вы увидели, что это совершенно не так. А главный редактор журнала, телеканала точнее, когда комментировал факт закрытия, он сказал: вот я в детстве читал книги о том, что существует справедливый суд, и можно на этом суде высказаться, защитить свою точку зрения. А меня даже не пригласили на суд, это у нас такая инстанция цензурная по контролю за деятельностью СМИ, и мне не дали высказаться. Как это так? Ну вот его
те книги, которые он читал в детстве, и те книги, которые читали в детстве руководители Латвии, это разные книги. Это я отвлекся в сторону, воспользовавшись правом ведущего, извините. Сейчас я приглашаю к выступлению Михаила Родина. Это мой коллега из Латвии, мой соавтор в целом ряде книг, и он вам выскажет, я считаю, некоторые интересные мысли. Михаил, пожалуйста. Благодарю. Слышал ли мой голос? Прошу прощения. Да, все в порядке. Хорошо. Ну, безусловно, я хочу поблагодарить Драгону за предоставленную возможность участия на конференции и за доставленную радость общения с единомышленниками. Не удержался вчера и даже послушал дорогую моему сердцу песню «Тамо далеко». И большой привет от моей семьи, и Драгона, и Стефану, и Татьяне. Так что мы все с вами. Ну и, безусловно, я хочу выразить бесконечное уважение тем участникам конференции, которые абсолютно не в простых условиях, не в академических условиях борются с фашизмом, оценивают события, явления в терминах и в значениях фашистской идеологии, фашистских движений. Поэтому в данном случае борьба с фашизмом, она далеко, конечно, превышает, собственно, академические усилия. Темой моего выступления, пусть очень маленького, это некие претензии азиатского фашизма, которые старается поместить или вместить себя в рамках глобального фашизма. И эти претензии достаточно обоснованы. Хочу сказать, что именно сравнительные перспективы и встраивание Востока, классического Востока, дальневосточных идеологий и политических практик является достаточно обоснованным и агрессивным. Хочу сказать, что в рамках именно политологических знаний есть очень сильное различие между, собственно, фашистской идеологией, между фашистскими партиями, между складывающимися политическими движениями фашистскими или неофашистскими. Поэтому это не является одним и тем же, что затрудняет, конечно, рассмотрение этого феномена. Например, возьмем классическую идеологию фашизма Муссолини, это родина фашизма итальянского. Однако здесь даже в его канонических выступлениях или в речах вообще отсутствует всяческая логика. И я вижу, что там отсутствует даже всяческий привкус идеологии, разве что только его знаменитая дерзость и смелость политических движений. Поэтому итальянский фашизм выступает скорее довеском в устоявшихся фашистских практиках или исторических практиках азиатского фашизма. Скорее, и это действительно так, там абсолютную позицию, абсолютную гегемонию занимает немецкий фашизм. Должен сказать, уважаемые коллеги, что феномен фашизма почти всегда анализируется с европоцентристской точки зрения. Исследования фашистских идеологий, фашистских партий, движений, государственных образований в основном, конечно, сосредоточены на режимах Муссолини, Гитлера, Франко, Салазара. И за редким исключением анализируются различные увлечения фашизмом в Англии, например, во Франции, в Центрально-Восточной Европе, включая балтийские режимы. Вместе с тем, можно говорить, что в рамках европейских стран сложилось устойчивое предубеждение, что фашизм вообще является сугубо европейским явлением, а неевропейцы создают лишь неадекватно понятые подражания. Поэтому совершенно справедливо ответить, европейский фашизм оказал вообще значительное влияние на историческое, политическое, социальное развитие ряда стран Юго-Восточной Азии, включая Китай и Японию. Мне было очень интересно видеть наших коллег из Индии. И немецкий фашизм, то, что касается Индии, он очень осторожно включился и растворился в культурных элементах Индии. Поэтому
мы можем говорить о наиболее таким портретных описаниях современного фашизма. Это, конечно, Китай и Япония. Складывается весьма вообще самостоятельное, или складывание весьма самостоятельного развития азиатского фашизма настоятельно требует довольно всесторонний глобальный аналитический подход. Поэтому сама методология анализа азиатского фашизма по определению можно сказать, что им несет в себе сравнительную перспективу. Хочу немножечко в двух словах вспомнить. Вообще-то, исходя из студенческой юности, абсолютно понятно, что во всех странах там, и университетах преподается сравнительная политика. Но беря за внимание как классические американские школы сравнительной политики, очень интересная скандинавская версия сравнительной политики. Политика как таковой сравнительной не существует, она не видна. Возникает лишь некий ряд, некая коллекция политиков, например, в Франции, Англии, там, Мексике, там, Америке и так далее. Поэтому, увы и ах, до сих пор вот шлейф Киплинга о том, что Восток есть Восток, Запад есть Запад, он существует. И поэтому, куда ни идешь, классические такие элементы цивилизации, как мировые религии, там, буддизм, христианство, ислам или политические режимы Америки или классического Востока, это присутствует скорее в области пожелания. Поэтому, исходя, например, из такой очень канонической и очень серьезной работы Самуэла Хантингтона о столкновении цивилизаций, можно увидеть весьма интересное мнение о том, что незападные цивилизации больше не остаются объектами истории как мишени западного колониализма. И поэтому они присоединяются к Западу как движущие и формирующие силы историю. Поэтому вопрос, конечно, достаточно принципиальный для нас. Оправдано ли использование фашизма как базового, как универсалистского термина, который я, кстати говоря, крайне опасаюсь, ибо весь мир в науке, он буквально разбросан на конкретные научные школы и конкретные области применения. Поэтому можем ли вообще применять понятие фашизма только к Европе, или можем его использовать для сопоставимых явлений во всем мире? Ну, аналогии, они, конечно, привлекательны, но достаточно маловато, вероятно, хотя маловато это очень такой, тоже не очень приятный термин, но как, например, насчет обобщения. Ну, вот такой пример, как расширение НАТО на восток или поход Гитлера на восток. Как, например, сжигание книг в Германии и те же самые примеры о сносе памятников. В любом случае, мы можем говорить о оправдании глобализации фашистской географии, о применимости термина азиатский фашизм как академического и политического нарратива. Попытаюсь буквально в нескольких словах дать некоторые подходы и визии о том, как происходило и как наращивалось вот понимание феномена азиатского фашизма, который, безусловно, абсолютно занимает легитимное его место в области научных знаний. Применение концепции фашизма в европейских или азиатских версиях дает возможность, к тому же еще и понять современные радикальные националистические модели политического устройства современных режимов. Как полагает Марко Брессиани, ряд текущих кризисов и изменения в европейском и трансатлантическом мире представляет собой как политический, так и интеллектуальный вызов и заставляет нас вообще подвергнуть сомнению основную концептуализацию 20 века как долгосрочное наследие. Сегодняшняя геополитическая нестабильность и социальные потрясения часто воспринимаются как аналоги 30-х годов фашистской Германии, прежде всего. Отличаясь значительными такими чертами, характерными чертами, особенностями японской модели фашизма, как центрообразующей азиатского фашизма, мы исходим из
ее доминирующей роли в конструировании азиатского фашизма. Запоминается в данном случае позиция Ричарда Самуэлса. В конце концов, без исторических контекстов, сравнительных контекстов мы не можем составить более четкого портрета страны. А Япония, она достаточно открыта для сравнительного интереса. Можно сказать, и работы Самуэлса, особенно 2020 года, 2022 года, можно познакомиться вообще о том, что Япония сопоставима в больших и больших общих чертах, нежели чем нас учили в студенческие годы. В этом случае мне также запомнилось, что вот среди того, наверное, бессистемного чтения в советском вузе, это Латвийский университет, то, что, конечно, было доступно, литература, говорящая о модернизации Японии, ее истории и ее вообще складывания в фашистскую Германию, она была достаточно похожа на одевание человека на голое тело вот европейского фрака. Ну, в любом случае, то, что осталось и прежнее, и то, что утвердилось и сейчас, как в советской, так и российской историографии, все-таки присутствует понимание о главенствующей роли милитаризма Японии в рамках Азии. В меньшей степени речь идет о фашизме. Хочу сказать, что вообще Азия, по сути дела, или различные измы, которые строятся как вот такие, знаете, вот макдональдсовская как конструкции, они по сути являются абсолютно нарративами прозападной, привнесенной культуры. И смыслы которой зачастую, конечно, претерпевали значительные изменения. Азия изначально была плюралистична, стала в течение времени, по мнению китайского философа-политолога Лю Фэна, как единое, как идентичное, унитарное. Несмотря на вот лидирующие политические и экономические позиции среди всех азиатских стран, в самой стране в результате быстрой модернизации после реставрации Мэйди была получена достаточно смутная идентификация, которая, конечно, затрудняет общее представление о восточных практиках. Ну, насколько успешным было распространение внешнеполитических азиатских стратегий, потому что все-таки, опрокидывая общий портрет нацистской Германии как наиболее российское, наиболее ультранационалистическое образование с агрессивной внешней политикой на восток, можно говорить о размывании множественности азиатских стран и сомнения в образовании их в единое сообщество. Однако, безусловно, здесь есть очень серьезнейшие отличия, опять-таки, в понимании как нацистской или фашистской идеологии, так и нацистских движений. Я рад, что у нас есть наш коллега среди участников конференции Гэ Джилли. И, безусловно, в данном случае все фашистские движения, в меньшей степени идеологии Чан Кайши в Китае, это, конечно, целая цепочка неких случайностей, которые, в общем-то, затруднили ему борьбы с коммунистическим движением. И поэтому сегодня можно сказать, что его нежелание опереться на широкие народные массы, оно, конечно, привело к падению вообще фашистских устремлений Чан Кайши. Однако в целом можно говорить, что азианизм, если вот так можно сказать, в Юго-Восточной Азии не был каким-то спонтанным, независимым, возникшим на основе чувства общности и близости с азиатскими традициями и культурами. Азианизм – это в лучшем случае
некоторый базовый атрибут сопротивления западной агрессии, колониализма в знак солидарности с общей Азией. Очень многие исследования именно в рамках нынешнего века, безусловно, лет это 20-22 года, как, например, Свен Саллер и Виктор Кошман, они указывали о том, что азиатская солидарность, различные модели вхождения в Азию, или азиатский монроизм, получили широкое распространение в дискуссиях о выработке внешней политики и дискурсах, ведущих к построению современной идентичности Восточной Азии. Поэтому паназианизм как таковой, или азианизм, он развивался в дискурсивном пространстве между национальными идентичностями и возможностью транснационального сотрудничества. Он появлялся в самых различных формах, чему свидетельствует разнообразие используемых терминов. В своих исторических проявлениях паназианизм, он подчеркнул необходимость азиатского единства, в основном против посягательств западного колониализма и империализма. И в этом одной из черт вообще построения японского фашизма. И с другой стороны, именно японский азианизм послужил легитимностью доминирующего в рамках общей Азии империализма. И важным атрибутом глобального феномена фашизма является идеология этого азианизма, которая послужила не только основой для ранних усилий региональной интеграции вообще во всей Юго-Восточной Азии, но и как прикрытие для экспансионизма, инструмент для легитимации, морального оправдания японской гегемонии. Можно говорить о том, что японский империализм и его военный потенциал привели к чрезвычайному усилению претензий на лидерство в Азии, кульминацией, конечно, которой являлось построение Японии нового порядка. В 30-х годов большая восточноазиатская сфера совместного процветания, и особенно в начале 40-х годов, привело к построению радикализма, бескомпромиссности японской внешней политики и ультранационализма в Азии. Поэтому японский национализм, основанный на императорской идеологии исключения, вообще язык крайне метафоричен, поэтому иногда он очень сливается с бурными речами Муссолини. Поэтому вот эта идеология исключения изгнания варваров, а это язык императора Японии, означает веру в том, что Япония является суверенным Азией и имперской державой. Другими словами, единственной неповторимой внешней силой и престижным в мире является, конечно, Япония как имперская держава. В нашем понимании фашизм является идеологией национализма, поддерживаемым антидемократическим, тоталитарным правлением. Опираясь на радикальный национализм, азиатский фашизм был способен адаптироваться к различным политическим военным сценариям, что, в общем-то, служит хорошим материалом для нового выводного знания. Поэтому должен сказать о том, что, возможно, это прямая аналогия европейского азиатского фашизма, которая в области националистических движений и национализма вырос как некий бунт периферии против центра, когда гегемонистские немецкие либеральные политики изначально считали себя не только националистическим движением, сколько государством нации, естественной группой для управления государством в интересах всех. Поэтому превосходство нации как политического конструкта на основе определенной избранной расы, этничности, культуры результируется в складывании вариаций различных фашистских режимов в Азии, а также повсеместное развитие ее атрибутов принуждения и насилия. Мне думается, что идейно-политический проект построения новой фашистской цивилизации, по мнению очень многих экспертов, прежде всего в Италии и Германии, с самого начала был ориентирован на фашизацию собственной нации и приведением высшего
эксперимента по созданию строительства нации истории. Поэтому наблюдаемая связь между слабостью гражданских институтов, радикалистскими формами национализма, а также фашизм проявляется с разной интенсивностью в определенные исторические периоды времени и пространства в Азии. Далее, надеюсь, у меня еще немножко времени есть. В качестве достижения своих целей, конечно, фашизм исходит из представления о преодолении противоречия между экономическим неравенством и этническими разногласиями посредством абсолютизации роли национального государственного правления. Поэтому фашизм существует в идеологической и практической формах посредством сочетания национализма и экономического обеспечения равенства. Поэтому выдвигаем основополагающее утверждение о статизме как инструмент разрешения экономического неравенства в обществе. Фашизм в то же самое время ориентирован на создание экономических условий только для тех, кто фанатично предан существующему политическому режиму. Это очень хорошо сочетается с позициями современной политической элиты в рамках собственных государств. Конструируя представленный нами исследовательский подход, мы сознательно вообще стремимся избежать представления об однородности азиатского фашизма, его исторической и политической последовательности, идеологической оформленности, милитаристских амбиций и действий. Поэтому, отмечая данную неоднородность азиатского фашизма, можно говорить о том, что существуют различные политические программы, различные формы идеологии, которые до сих пор чрезвычайно живучи, и они также поддерживаются существующими политическими силами и новой политической элитой. Некоторые политические режимы ориентированы на войну, другие скорее ценили военные ценности и не строили особых планов агрессии за рубежом. Сегодняшний выход Японии и ее военное образование на внешней арене говорит, конечно, о продолжении тех американских и европейских представлений о доминировании именно агрессивной внешней политики и азиатских стран, и фашистских режимов в рамках азиатских стран в европейских странах. Но я думаю о том, что азиатский фашизм, хоть является достаточно хорошей картиной прошлого, он в данном случае помогает понять некий фашистский интернационал, некоторый глобальный фашизм. И он приводит к тому, чтобы оценить различнейшие модели фашистских режимов и приложить их на то, чтобы мы в должной мере могли бы оценить, исходя из существующих атрибутов и представлений, существующие политические режимы в терминах фашизма. Поэтому в любом случае, именно обладая своей сравнительной перспективой, фашизм в Юго-Восточной Азии, он служит, и, конечно, прежде всего в Японии, он служит весомым доказательством складывания феномена глобального фашизма. Спасибо большое. Вам спасибо, уважаемый Михаил Родин, и особенно спасибо за такие теплые слова ваши относительно Сербии, поздравления, мы очень рады, вас тоже уважаем, Латвию любим. Я Ригу посетила недавно, и для меня это была очень большая честь увидеть ваш красивый город. Так, спасибо еще раз за поддержку и спасибо за ваше выступление. Очень интересно. Я скажу, что много это не знала про азиатского фашизма, но поэтому такая конференция и нужна нам была, чтобы узнать нового и чтобы дальше работать по этой проблематике. Большое спасибо вам. Сейчас я приглашаю уважаемого коллегу из Сербии Стевана Гаича, научного исследователя Института европейских студий из Сербии. Стеван, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, спасибо еще раз, что пригласили на сегодняшнее мероприятие.
Я не буду много вашего времени отнимать, поэтому прямо в сердце темы ударил, как говорится. 9 лет назад, когда Майдан еще длился, я написал статью, опубликовал статью, которая называлась «Возрождение нацизма в Европе и стокгольмский синдром русских на Украине». Думаю, что тогда еще тенденции, которые сейчас абсолютно приобрели чудовищные размерения, могли уже заметиться, и было понятно, что, во-первых, конфликт на востоке Европы изменит суд Европы, изменит Европейский Союз. И что Европа, безусловно, пойдет к некой форме нацизма. Дело в том, что когда говорится о нацизме, тот, который в итоге победил, это один из вариантов. То есть, по сути, в 1934 году после расправы СС с Эрнстремом и СА практически победила одна линия, но могла победить совершенно другая. Почему я говорю? Нацизм – это не только марши, факельные шествия, Hugo Boss формы и так далее. Все это, что проявляется на эстетическом плане. А за ним стоит целая одна мировозгляд, в основе которого лежит, по сути, попытка проявления нового язычества, в много чем выдуманного язычества и антихристианский фундамент. И мы это видим сейчас абсолютно как доминирующую идеологию, к сожалению, на Западе. Ту идеологию, которая сейчас правит. Значит, говорится о том, что гендеры – это очень флюидная категория, что эта категория основана не на биологии или, не дай бог, хотя в Бога они не верят, на том, как Бог людей сделал и так далее, что эта социальная категория может меняться, что люди могут выбирать в течение жизни даже свою половую, то есть гендерную идентичность и так далее. То есть в основе всего лежит то, что человек на самом деле меняет роль, то есть занимает место Бога. Хотел бы вам привести внимание к двумя книгами, оба немецких авторов. Ну, я держу сейчас их в переводе на сербском языке, но страницы и в оригинале такие же. Одно Ридигера Зонера, называется «Черное солнце. Употребление мифов в национал-социализме и правой эзотерии». Вот с картинкой Гитлера в рыцарской одежде. А вторая называется доктора Рихарда Вайкарта «От Дарвина до Гитлера. Эволюция, этика, эугеника и расизм в Германии». По сути, мы в Европе видим возрождение и того, и другого. В более эстетической форме, где используются мифы и так далее, мы можем видеть на фронтах, где не только солдаты украинских сил, а тоже особенно иностранные наемницы любят шевроны с черным солнцем, с разными рунами из северной мифологии, с разными, в основном придуманными в 19 и начале 20 века традициями, которые потеряны. То есть это в итоге какой-то вид фантастики, эпической фантастики. Ну, кто-то из этого пошел писать романов, как, например,
Толкин и так далее, а кто-то начал строить полноценную идеологию и даже попытки какой-то неязыческой религии. А другая сторона – это уже эксперименты в обществе, значит, люди, как ученые, которые занимаются разными формами манипуляции с генами, которые занимаются политикой рождаемости и так далее. Эти люди не носят на себе никакие нацистские шевроны, но по сути занимаются тем же делом с другой стороны. Так что в основе и одного, и другого лежит отторжение от христианства и отторжение от, на самом деле, настоящей, единственной настоящей европейской идентичности. В случае более открытых нацистов они делают это в имя утверждения более древней европейской идентичности. Правда, они не знают, какая она была, но зато у них красивые мероприятия ночью возле костра и с факелями и так далее. Где в этом находится Сербия и сербский народ? Я думаю, что сербский народ активно сопротивляется этими тенденциями, и даже не на уровне государства, а на уровне общества. Если вспомним начало, то, что в России называется специальной военной операцией, то есть эскалации уже существующей войны, которая тлеет 8 лет в Европе, сербские власти осудили Россию на уровне ООН, насколько я вспоминаю, 3 раза. Но в сербском обществе начались сильные волнения и протесты в поддержку России. И это все кульминировало, когда совпало с другими неудовольствиями народа. Другое неудовольствие было связано с тем, что Белград получил титул столицы Европрайда на 2022 год. Скорее всего, это именно наши власти подавали заявку, чтобы такую большую честь Белград получил еще 3 года до этого. Но за это время вещи изменились. За эти 3 года произошел, сказал бы, христианский бунт в сербской православной, то есть сербская православная церковь, верующий народ и сама церковь, она сбунтовалась в Черногории, потому что там хотели сделать то, что сделали на Украине, то есть отжатие имущества сербской православной церкви, создавание раскольнической церкви и так далее. Но это вообще не прошло, потому что церковная иерархия была единая. И более того, это была основа для падения режима Мила Дюкановича, который все еще является президентом Черногории, но он потерял очень большие рычаги власти. Естественно, эта волна обхватила весь сербский народ. И в 22 году, летом, народ начал бунтоваться против этого Европрайда. Идея была, чтобы 40 тысяч участников из всей Европы приехало в Белград и создало этот queer парад в Белграде. Начались церковные шествия, причем они начались снизу, то есть люди начали бунтоваться на уровне парохиях. Потом один владыка выступил, и в итоге в 3-м шествии лично патриарх Сербской православной церкви Порфирий держал слово и практически дал сопротивление властям, светским властям Сербии, и то, что еще важнее, внешнему оккупатору, который олицетворяется в личности Кристофера Хилла, посла США в Белграде. То есть сербские власти в итоге сказали, что парада не будет, но он все равно был, потому что это была воля нашего оккупатора. И в итоге это как бы мягкая оккупация, про которую все говорили, показала свое лицо, то есть что она действительно существует, что исполнительную власть в конечной итоге не имеют ни президент, ни министр внутренних дел, никакое государственное ведомство, а лично американский посол.
И я думаю, что это была большая ошибка США, потому что наше общество только еще больше мобилизировалось на фоне сопротивления такой ситуации. Но в более масштабном европейском фоне что мы видели? Мы видели, что сербы во время, когда в Европе происходят постоянно эти queer манифестации, что в Белграде как будто из фильма «Королевство неба» христиане выходят с крестами, с иконами, сражаясь за свою европейскую христианскую идентичность и против этой волны неоязычества, которая, с одной стороны, мягко идет через законы и социальный инженеринг, а с другой стороны, кулак этого неоязычества является силами практически неонацистских сил, которые снова делают дрang nach Osten, то есть попытку уничтожения России, которая единственная мировая сила, которая этому может делать сопротивление. Причем я думаю, что сама Россия еще полностью не осознана собственную роль и с чем она сражается. Правильно было сказано неонацизм, но они не понимают, что это неонацизм, но мне кажется, не все на уровне общества, что это неонацизм, это не метафора, это не какая-то, да скажем, какое-то средство пропаганды дешевой, чтобы появилось эти термины на Первом канале, в известных ток-шоу и так далее. А что по сути именно так и есть, что неонацизм это и drag queen чтение для детей, которое организуется, что это манипуляция с генами, что это абсолютно возвращение эвгеники и тех методов, которые были официальной наукой, простите, в гитлеровской Германии, и которые полностью вернулись с полной силой в нынешнюю Европу. А сейчас даже я думаю, что эти две части, этот кулак и этот более мягкий, они соединяются, потому что мы сейчас слышим людей, как, например, Урсула фон дер Лейн, которая говорит, что Украина должна победить, и другого выхода нет, и что все европейские страны будут вместе в этом плане. Так же, как это было и в 40-х годах, когда Waffen-СС из практически всей Европы, с исключением снова сербского народа, который в этом не участвовал, шли на восток уничтожать в это время Советский Союз. Но и тогда, когда был в жизненной угрозе, тоже руководство атеистического Советского Союза уперлось на что? На христианскую основу. И поэтому колокола московских и русских церквей звонили, чтобы пробудить христианский православный архетип среди бойцов Красной Армии. И в итоге, я думаю, что это и решило исход войны. Так что в будущем, так как назывался мой доклад, какое будущее Сербии, я думаю, что мы можем либо полностью прогнуться и стать вассальным государством, и, естественно, если Россия не победит, это, скорее всего, безусловно случится с нами. Мы будем рабы на собственной земле. Либо мы можем стать действительно то, что говорит отчасти и наша Конституция, и резолюция из 2007 года, нейтральным и независимым государством, которое действительно будет место встречи, и, я думаю, место будущего лечения ран расколанной Европе. Но то, что является действительно жизненной угрозой, я сказал бы, и для европейской идентичности, это именно возрождение нацизма, которое сейчас абсолютно приобрело чудовищные масштабы. Спасибо. Большое спасибо, Стефан. Я надеюсь, что у нас будет все в порядке, в смысле, что Сербия будет стараться о своей стране и сохранять свою историю, идентичность. И
что будет найти себя место на вот этой новой мировой арене, которую она заслуживает. Спасибо большое. Мы продолжаем. Сейчас я приглашаю нашу коллегу из Чехии, Александра Гагальчи, выступить. Пожалуйста, Александр, вам слово. Здравствуйте, как слышно? Слышно, отлично. Нормально. Да. Дорогие друзья, я вот пражский русский, есть у нас такое национальное меньшинство. Когда я жил на Украине, то был просто русским, а теперь вот у себя дома я персона нон грата. Поэтому уже много лет обитаю в Центральной Европе, наблюдаю за ее процветанием и за крушением. И позволю себе заметить, что и в Париже, и в Берлине, и в Праге русские сейчас оказались как бы в атмосфере минувших лет, минувшего столетия, от межвоенных лет, в атмосфере знаменитого русского исхода. Когда ты убежал от большевиков или от петлюровцев, начинающих украинских нацистов, в демократическую Европу, но твой вот новый дом встает на войну с твоей родиной. Новые такие белогвардейцы, как и во времена Рейха, со смешанным чувством наблюдают, как эшелоны везут на Украину гаубицы, танки и легкое вооружение чехословацкого производства, а также немецкие снаряды и ракеты, то есть те же, что и 80 лет назад. Но уже нет антигитлеровской коалиции, нет ленд-лиза, по которому бы русским поставлялось оружие для борьбы с фашизмом. Более того, на Украину идет не только немецкое, а уже и английское, и американское, и французское оружие. Ну, блок НАТО, он же за мир, вы знаете. Все навалились на Русь, вместе с ними и Украина. Впрочем, и в ту войну в рядах марширующих на восток были и дивизия СС «Галичина», и Бандера, и Шухевич. А вот недавно чешское и украинское руководство первыми в Европе подписали договор о совместном производстве и ремонте вооружения для Восточного фронта. Очень спешили, потому что идут бои и интриги о разделе шкуры неубитого русского медведя, о будущем финансировании на реконструкцию Украины. Никак нельзя им подождать окончания военных действий, нужно вовремя стать в очередь. Уже при разработке бумажных проектов. Это ведь будущие рабочие места, развитие экономики, выполнение обещаний избирателям, ну и, естественно, откаты. Коррупция и война – это родственники. И вот уже немцы договариваются со словаками о ремонте поврежденной на Украине техники поближе к границе и даже о переносе в мирную Европу еще живых украинских заводов, лучше оборонных. Это, так сказать, само собой разумеется. Кстати, 80 лет назад на встречу из Советского Союза, в основном в Германию, но также и в Чехию, как скот, гнали на принудительные работы людей. Из 5 миллионов этих угнанных людей половина была уничтожена. Больше всего, около 2,5 миллионов человек было угнано с Украины. Из страны, которая сегодня предпочитает об этом не помнить и бежит на Запад вполне добровольно. В пассажирских вагонах, в Икарусах, в Мерседесах и Фордах. 10-миллионная Чехия уже приняла около 450 тысяч украинских беженцев и соответствующие дотации на их обустройство. По количеству украинских душ на душу населения страна явно на первом месте в Европе. Злые прорусские и прочешские языки, однако, утверждают, что статистика о беженцах совершенно не отвечает действительности, а скорее монтируется из грантовых соображений, и что подлинные цифры существенно отличаются от отчетных. Вероятнее всего, в Чехии обустроилось около 200-300 тысяч новых украинцев. Дело в том, что часть беглецов с Украины, зарегистрировавшись и что-то получив в Чехии, спешно следовала в страны, что побогаче, в Германию, Италию, Францию, Голландию. Там украинцы опять регистрировались и тоже что-то получали или пытались получить.
в том числе соответствующие документы. Свои же уже лишние паспорта беженцы обычно потеряли или их отобрали эти злые русские. Ни в коем случае не насмехаюсь над трагедией людей, которые готовы в унизительной ситуации на все тяжкое. Особенно грустно наблюдать, как русские люди, бежавшие во множестве не от русских войск, а от украинских нацистов за лучшей еврожизнью и говорящие между собой на русском языке, теперь стараются изъясняться на ломаном украинском. Наверное, стоит обратить еще на один трюк из чешской, и не только чешской, бежецкой практики. К началу последнего украинского кризиса и эмиграционного взрыва в Чехии работали десятки тысяч, а то и сотня зарабичан, украинцев. Зарабичане – это так они зовутся по-русински, по-закарпатски. А с территории Закарпатья, бывшей Чехословацкой Подкарпатской Руси, прибыло в Чехию наибольшее количество украинцев, которые русины. Чехи в целом с некоторой симпатией относятся к бывшим согражданам. По взаимному сговору им позволяли работать в Чехии с нарушением разрешительной бюрократии, то есть по-черному. Новая волна беженцев и послабление в их оформлении привели к тому, что, став украинским беженцем, русинский зарабичанин сразу получал хоть и временное, но официальное разрешение на работу и проживание в Чехии. Это вполне устраивало и работодателя, который теперь не беспокоился о полицейских проверках и даже мог получить пособие на проживание как бы нового работника. Десятки, а то и сотня тысяч их стали официальными беженцами, не пересекая границы. А Чехия стала базой украинской эмиграции в Европе. Увы, здесь, в центре Европы, в Чехии царит откровенно русофобская атмосфера. Она даже перехлестывает и дипломатические, и человеческие нормы общения. Проплаченные активисты возят, например, по городу чучело голого Путина, восседающего на унитазе. К этой такой уже средневековой, знаете, от святой инквизиции процессии подключает иногда и Лукашенко, тоже голова. Фигурины противников, износившиеся от многократного употребления, выглядят особенно убого. Вероятно, в этом и есть великий смысл этой культурно-политической затеи. А недавно на фасаде Министерства внутренних дел Чешской Республики вывесили красочное панно с трупом Путина в условном ящике, обтянутом сукном и приоткрытом у лица замочком змейкой, в окружении чешского и государственного украинского флагов. Ясно, что устроить такой аттракцион было бы невозможно без личного благословения министра Вита Ракушана. А ведь он был школьным когда-то учителем. Представляете, что он преподавал? Его коллега, министр, а точнее Министерство обороны Чешской Республики Яна Чернохова, просто сплясала на гробе Дарьи Дугиной, дочери знаменитого русского философа, демонстративно заявив сразу после ее убийства в траурные дни, что ей никак не жаль ни дочери, ни отца. То есть она фактически поддержала террористический акт в Москве. Он же был направлен на путинских пропагандистов. Министерство обороны Чехии. Понимаете, о чем говорит? Практики и теоретики нового порядка в Европе, а также примерно 10-30% чехов, преимущественно молодых, испытавших вот все прелести, ценности и гранты западной демократии, относятся к восточным славянам как к низшей расе. Такой разброс в цифрах 10-30%, он связан с, в общем-то, неопределенностью терминологии и позиций участников процесса. Примерно также украинские нацисты относятся к русским землякам и прочим азиатским оркам. Это началась терминология. Украинцы не применяют, не знают, как к ним относятся чехи. А вот к русским по законам фейсбучной и прокси-войны применяется убойный термин «рашисты». При этом остается в ходу и терминология последнего демократического 30-летия. Базовые слова «русаки», «русацы». Но это давние вековые традиции. Вспомните «прусаки» или «швабы».
То есть это те тараканы, которые периодически валили из Пруссии или Южной Германии на русские просторы. Уточню для молодых политиков. Пруссаки – это рыжие тараканы, а швабы – это черные. Теперь эти термины стараются прилепить к русским. Имеется и новояз, такой исторический и политический, он бессмысленный, но звучный. Русские швабы. А вам в спину или в инетовый пост добавят чемодан, вокзал Россия, Украина превыше всего, слава нации, то есть лозунги, которые еще недавно в Европе были вне закона. Идет украинизация Европы. Хотелось бы обратить внимание антифашистов, особенно ученых, на сложившуюся и развивающуюся путаницу в терминологии, что не способствует нашему общему делу. Многие из нас, особенно те, у кого отцы, деды участвовали во Второй мировой войне, привычно применяют слово «фашизм». И для нас «рашизм» звучит, конечно, оскорбительно. Однако как в политической, так и в научной и в обыденной жизни возникло множество новых определений с множеством оттенков. Неофашизм, нацизм, неонацизм, интегральный фашизм, антирусский расизм, фашистский интернационал. Я рад, что вчера в самом начале наших служений серьезный вклад в решение этой важной и не только теоретической проблемы сделали Александр Гапоненко и Клаудио Целани. Дискуссия по этому поводу обязательно должна быть продолжена. Вооруженная толпа, что валит сегодня на русских, часто характеризуется, например, емким словом «еврофашизм». Увы, он тоже неточный. В этой толпе и отколовшиеся от Европейского Союза англичане, и правящие Европой американцы. А географическим европейцам, украинским фашистам, бандеровцам и прочими нациками правит еврей, дед которого боролся с теми историческими фашистами. По моей личной оценке мнений широкого круга моих знакомых евреев, большинство из них поддерживают действия украинского фюрера. Нонсенс. Евреи поддерживают. Буду рад ошибиться, потому что дело идет к концлагерям. Напомним, что, например, на Подкарпатской Руси в начале 40-х годов это была Карпатская Украина, под началом вождя Августина Волошина для неправильных закарпатцев, русинов, евреев, русских, цыган, мадьяров и других некачественных украинцев был создан концлагерь Думен, вполне в духе времени. Волошин был ставленником гитлеровцев. Недавно депутат Верховной Рады Украины Галина Третьякова ввела в украинский политический оборот термин «некачественные дети» и посетовала, что украинки рождают недопустимо много детей очень низкого качества. Депутат парламента Украины из партии «Слуга народа». А кто же за них голосовал и кто платит? Не секрет, что она в период продвижения своего к депутатству руководила Центром гражданских свобод, финансируемым, бинго, Европейской комиссией и Государственным департаментом Соединенных Штатов. Ее супруг продолжает зарабатывать в этой же организации. Что же мы, друзья, партнеры, антифашисты, антирасисты, друзья России и Украины, можем предпринять в это смутное время, чтобы остановить бойню до последнего украинца, чтобы не возникали концлагеря, чтобы запрет говорить на родном языке был позором для страны? Русская поговорка есть: наши главные союзники – это армия и флот. Но хотелось бы, чтобы в союзниках были и те друзья, с которыми мы встречаемся на подобных конференциях. Нам нужны и друзья этих друзей, которые слушают и смотрят нас в Ютубе, в Фейсбуке, на сайтах организаций блогеров, на демонстрациях протеста диким идеям и действиям неадекватных политик, на акциях поддержек тех из нас, кто уже за решеткой или ждет полиции за свои посты в сети или в речи на митингах. Невозможно переоценить важность подобных мероприятий. И что нужно отметить, необходимо
тоже внимание технической IT-подготовки нашего сообщества. Мы должны быть и технологически впереди, чтобы нас не банили в интернете, чтобы не запрещали наше общение, не глушили наши сайты, не прослушивали наши мобилы. Да, это не дешевое удовольствие, однако оно не дороже боевых дронов и гиперзвуковых ракет. Думаю, что часть средств могла бы и должна быть направлена, например, на поддержку русского языка. Еще недавно его понимала четверть или пятая часть земного шара. Он преподавался и в Белграде, и студентом в университетах Советского Союза. Я когда-то учился в Москве и жил на знаменитой Стромынке. Так нас жило, наверное, из 30 стран в этом огромном международном общежитии. Сейчас русский язык заменен английским. Это, конечно, серьезнейшее поражение антифашистского мира. Кстати, большое, конечно, спасибо организаторам, в том числе за возможность говорить по-русски. Я сотоварищи также поддерживаю русский язык. Мы уже 17 лет присваиваем независимую литературную русскую премию. Мы ее финансируем сами, поэтому, конечно, не можем охватить хотя бы 10% земного шара. Тем более, что эта премия уже запрещена на Украине, и ее в Чехии тоже прессуют. Премия предназначена русинским и русским писателям Подкарпатской Руси. Кстати, в этот наш виртуальный круг входят и сербские русины из Воеводины. Новосадский профессор Михайло Фейса и наши ученые Вячеслав Чарский, Григорий Миронов посвятили свои работы бачванско-сремскому, панонскому диалекту русинского языка. Надеемся, что появится у нас и лауреат, пишущий на этих живых наречиях. И мы проведем конференцию о победе здравого смысла, о русском и русинском языках в Белграде. Спасибо. Большое спасибо вам, уважаемый Александр, на таком эмотивном выступлении. Очень благодарны вам. Приглашаем вас тоже посмотреть нашу резолюцию, принять участие в дискуссии. И, конечно, мы будем продолжать нашу общую работу и вместе бороться за эти ценности, которые являются общечеловеческими ценностями. Сейчас мы продолжаем. К нам приключился коллега из Эстонии, Хансом Алан. Пожалуйста, вам слово, уважаемый Алан. Только микрофон включите. Александр, пожалуйста, выключите микрофон. Да, вы уже все хорошо. Все в порядке, да? Да, Еще да, раз, добрый день, товарищ. Да. Опасаясь, что я не смогу вовремя подключиться, я уже послал свой доклад в телеграм-канал, но тем не менее для тех, кто его не прочитал, зачитаю его вслух. В проходящем онлайн-формате 6 по 7 декабря Международная научно-практическая конференция «Возрождение фашизма в Европе в 21 веке. Возможности его преодоления» с участием 42 специалистов из 33 стран по праву зовется антифашистской. И если с нами, с антифашистами, в этом отношении все понятно, поскольку мы сами так себя называем и не стесняемся этого, то с нашими, так сказать, оппонентами, то есть, собственно говоря, с фашистами, дело, на первый взгляд, обстоит несколько запутаннее. Проблема, если так можно выразиться, состоит в том, что в современном мире никто себя фашистом открыто не признает. Разного рода фрики, любящие по выходным наряжаться в эсэсовскую форму и собираться на барбекю с пивом под видом партийных собраний, наподобие американской национал-социалистической партии, конечно, не в счет. Никакого существенного политического влияния такие клубы по интересам не имеют, как обтыканные татуировками со свастикой Гитлером оригиналы. Впрочем, сам факт наличие или отсутствие свастики в качестве партийной государственной эмблемы сегодня тоже не может считаться маркером наличия или отсутствия фашизма. Как вам всем прекрасно известно, оригинальные фашисты, то есть члены партии Бенито Муссолини в Италии, свастику не использовали, предпочитая древнеримский ликовский топорик в пучке фашины.
Отсюда, собственно, и пошло их самоназвание. Под классическое юридическое определение фашизма, то есть реакционная партийная диктатура ставленников крупного капитала, сделавшая своей идеологией национальную или расовую исключительность, сегодня тоже мало кто подпадает. Де-факто профашистские режимы в республиках Прибалтики и на Украине представлены, как правило, не одной, а несколькими партиями, входящими в правящие коалиции. Да и партии эти являются собой, строго говоря, не партии как таковые, а политические проекты, своеобразные воздушные шарики, надуваемые и сдуваемые стоящим за ним капиталом. Лидеров этих партий-проектов сравнивать с фашистскими вождями-фюрерами прошлого тоже смешно. Те же самые Муссолини и Гитлер, при всей моей нелюбви к ним, были все же фигурами с большой буквы. Назвать же фигуру какой-нибудь Каку, как любовно в кавычках прозвали в народе нашего премьер-министра Эстонии, главу партии «Реформ», дочь бывшего члена ЦК эстонской компартии, или экс-шоумена Владимира Тиждень Зеленского, язык не поворачивается. Назвать их националистами или расистами тоже нельзя, ибо весь их национализм заключается сугубо в одной лишь оголтелой русофобии, то есть нескрываемой ненависти к русским, русскоязычным, России и россиянам. Вся прочая же внутренняя и внешняя политика заключается в постоянном предательстве интересов своей же собственной нации в угоду Вашингтону и Брюсселю. Приписываемая Черчиллю знаменитая фраза о том, что фашисты будущего якобы будут называть себя антифашистами, еще больше всех запутала. Согласно ей, мы и есть фашисты. Кстати, пропагандисты нынешнего бандеровского режима, царствующего на Украине, так и утверждают, а их западные союзники активно им в этом поддакивают. Ими был придуман даже новый специальный термин – рашизм, от английского названия России – Раша и фашизм. Между тем, фашизм в наше время активно возрождается. Настоящих фашистов в современном мире вполне хватает. Так как же их опознать? У знаменитых советских фантастов Аркадия Борисовича Стругацких есть замечательная повесть «Попытка к бегству», написанная ими в 1962 году. Главный ее герой – бронетанковый командир Красной армии Савел Петрович Репнин, попавший в плен к немцам во время Великой Отечественной войны. Каким-то загадочным образом умудряется сбежать из концлагеря в светлое будущее человечества, мир победившего коммунизма, где космические корабли объединенного человечества смело бороздят звездные просторы нашей Вселенной в поисках еще не открытых планет. Репнин, представившись историком прошлого, просит двух звездолетчиков отвезти его на одну из таких планет, чтобы остаться на ней жить вдали от пережитых им кошмаров. Однако планета, на которую высаживаются ракеты с Репниным, оказывается обитаемой. Наши потомки наблюдают своими глазами странную для них картину. Какие-то изможденные полуголые люди в мешковидных балахонах занимаются изнурительно бессмысленным трудом под присмотром сытых крепких парней в шубах с копьями и мечами. Кто это? Что они делают? Зачем? Почему? С удивлением спрашивают космонавты у историка Репнина. Ну как раз ему все понятно с первого взгляда. Это не люди, гады, эсэсманы. Разве же вы сами не видите? Отвечает он своим спутникам, указывая на инопланетных надзирателей, и предлагает перебить их, дабы освободить узников. Изолющики не соглашаются с этим, считая, что он просто помешался на истории 20 века и теперь переносит образы прошлого нашего мира на реалии других планет. В конце книги Стругацких Репнин снова возвращается в свое прошлое, посчитав свою попытку бегства из нацистского концлагеря в счастливое коммунистическое будущее недостойным советского солдата актом дезертирства и погибает в неравном бою с посланными за ним в погоню эсэсовцами. В определении современных нам фашистов я предлагаю пользоваться методологией Репнина, то есть смотреть на деяния фашистов, а не на используемые ими для маскировки названия и символы. И если в какой-либо стране правительство сносит памятники борцам с фашизмом, силой полиции разгоняет антифашистские митинги, запрещает антифашистскую символику, бросает в тюрьмы антифашистов, то значит к власти там пришли самые настоящие фашисты, со всеми вытекающими из этого печального факта выводами, последствиями и необходимостью контрдействий. Вот так все просто, и третьего, увы, не дано. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое за ваше выступление. Мы тоже будем публиковать его на нашем веб-сайте. И тоже вас приглашаю посмотреть резолюцию, и общее обращение уже есть в нашем телеграм-канале. Спасибо большое. Продолжаем по программе. Сейчас есть у нас коллега из Дании, Евгения Гринберг. Пожалуйста, вам слово. Добрый день. Добрый день. Я хочу сказать, что
В данный момент я нахожусь не в Дании, но достаточно знакома с датской ситуацией. Вы знаете, я не успела подготовить конкретного доклада, но однако, то есть я хотела говорить о том, каким образом, например, ограничение свободы слова радикализирует некие группы. Из опыта моего общения, так сказать, с датскими правыми, там, не совсем правыми, а ну, где-то, ну, там, типа, дальше среднего правыми. Но, с другой стороны, вот сейчас, слушая множество таких очень умных и академических докладов, я поняла, что мы упускаем одну очень интересную вещь. Дело в том, что мы упускаем, так сказать, западное академическое общество и западную академическую науку о России. Дело в том, что типа вот где-то там 16, 17, 18 года я училась в датском университете, в Копенгагенском университете на факультете Восточной Европы. Естественно, пошла по линии русского языка, потому что все то, что происходило, мне, конечно, хотелось там типа донести правду. Те тексты, которые нам давали для изучения, это одно из них, например, там, Томми Снайдер, я запомнила фамилию, потому что по-датски читался как «снюер», что значит просто «обманщик». Те тексты, которые нам были, то есть, например, изучая культуру, изучение русской культуры там происходило по изучению там Pussy Riot и по изучению, как это, Петр, ну вот этот молодой человек, который потом уехал во Францию и жег там французский банк. Что он делал в России, не буду упоминать, потому что это тоже еще там вполне приличные вещи. То есть это таким образом, да, молодых, интересующихся Россией датчан обучали России. То есть те тексты, которые... То есть, но, с другой стороны, понимая, с кем они общаются в России, я поняла, что это идет какая-то рециркуляция лжи и манипуляций. Например, по студенческому обмену из датского университета очень любили посылать учащихся в Екатеринбургский университет. Отгадайте, почему? Наверное, потому что в Екатеринбурге, в университете, там сложилась очень специфическая среда, начиная от Ельцин-центра и прочее, прочее, прочее. То есть свою информацию о России они черпали из тех либеральных сред, которые отчасти и финансировались, там, САИД, Сороса и прочие, может быть, финансировались, может быть, не только, но которые уже заранее были настроены как антироссийские. При этом, получая информацию от таких людей, они ее делали более академической, они ее как бы распространяли, потом спускали обратно в Россию через свои источники, через свое сотрудничество с «Новой газетой», например, и прочими изданиями, они спускали эту информацию в Россию, которую, в свою очередь, эти антироссийские среды черпали опять и ретранслировали ее опять. Получается вот такая круговорот лжи в академических средах Запада. Но самое интересное, ведь это же не просто там какие-то люди, какие-то студенты. Это не просто студенты, это те люди, которых западные университеты готовят на роль консультантов, политикам, которые в каком-то смысле решают судьбы мира, судьбы Европы и судьбы европейской политики. То есть вот эта вот ретрансляция лжи, ретрансляция неправды, она распространяется дальше через университетские среды Запада на, соответственно, политическую жизнь. Что самое интересное, что даже те люди, которые там более-менее что-то получают, понимают адекватно, они там просто выжить не могут. Мне, например, тоже не получилось так защитить свой бакалавриат, потому что, ну, я сказала, что в России очень много различных политологов, которые тоже и вообще писала бакалавриат по книге Вадима Цимбурского. Но я просто понимаю, что датские, даже знающие академики, знающие русский язык, не смогут его осилить, настолько там сложный язык. Ну, Господь с ними. Я переводила на датский, но не сложилось. При этом идет вот эта институализация русофобии с одной стороны, то есть создаются в Германии, там, в той же самой Дании, где угодно, существует масса фондов
масса каких-то организаций, которые финансируют журналистов, которые финансируют блогеров, которые финансируют там людей, которые сидят там в соцсетях, которые финансируют, так сказать, русскоязычных и русских на ведение антироссийских кампаний. При этом иногда они транслируют такую ложь, про которую кажется, боже ж ты мой, да что ты такое придумал, как такое может быть. Но вот эта вот ложь, она как бы получается самогенерируемая. Но и самое интересное, что, я не знаю, трагично это или не трагично, но вот это факт, что есть вот какая-то антироссийская университетская среда Запада, и есть, так сказать, пророссийская или российская университетская среда, и вот эти вот университетские среды, они никак не сообщаются, и нету никакого совместного общения на каком-то университетском уровне. Учитывая то, что как бы я увидела, то есть то, что вот русофобия в Дании, когда я первый раз увидела эту русофобию и манипуляцию, это был 12-й год, когда был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ, то есть нетрадиционных семейных форм для несовершеннолетних. В датских СМИ они просто поменяли два слова, то есть они изменили запрет пропаганды на запрет информации, убрали слово несовершеннолетних. То есть они представляли это как запрет на информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях. То есть два слова, измененные в названии, уже меняют суть. И эта суть, она ретранслируется. То есть вот такого рода манипуляции, когда говорится частичная правда, полуправда, и все это, естественно, делается, исходя из определенных посылов. Знаете, мне недавно меня вызвонила некая датская журналистка, которая собирается делать какую-то программу, снимать фильмы о конфликте России и Украины, хотят кого-то с пророссийской позицией, чтобы выступили. Мне пришлось ей сказать, что, девушка, а как вы это считаете? Вот недавно из датского Фолькуниверситета был уволен специалист Йенс Юан Нильсон, которого я прекрасно знаю, уже достаточно давно. Он был уволен по записке, или, можно сказать, по настоянию человека, которого зовут Йон Кюс, который в свое время был руководителем организации Стратхом. Это, так сказать, task force, который отлавливал или фильтровал якобы российские фейки. Причем, если проанализировать все эти фейки, которые они выставляли как фейки, там, с той же самой РТ и так далее, у меня мой приятель, близкий друг это делал и весьма успешно. Его рапорт еще в 2016 году был выложен на домашнюю страницу датского парламента, потому что он был представлен для парламентских слушаний относительно этого введения закона о влиянии. Но, однако, дальше этого он никуда не пошел. Да, это ссылка на сайте датского парламента на рапорт о том, что эти фейки на самом деле не фейки, они есть, но она никем никак не воспринимается. При этом в Дании регулярно проводились встречи, так сказать, организованные различными институтами, которые, естественно, прикрывают определенные органы, с датской прессой, где датской прессе рассказывалось, какого рода истории, какого рода нарративы должны продвигаться именно в прессе. И это как бы тоже особо не было секретом, и частью они были доступны, частью они были не очень доступны, особенно для таких, как мы, которые как бы были известны в Дании, как представители другого мнения. Но, однако, это не исключает ответственности датских академиков именно в том, что сейчас происходит. Потому что это письмо, эта озабоченность, это было написано не только Йон Кюст, есть такая датская, по-моему, она является доцентом вот этого русского направления на восточноевропейских студий, Тина Росс. Она тоже участвовала, так сказать, в этой травле, в том, что ее озабоченность о том, что позиция Йенс Юан Нильсона, который всегда имел, ну, я бы не сказала про российскую, но он имел вполне сбалансированную позицию. Точно так же, как бывший член датского парламента Мария Краров, которая тоже пыталась нести некий баланс в отношениях, она подвергалась всяческим, ну, ее там высмеивали там, в Фейсбуке, там, ей угрожали в комментариях в Фейсбуке. И мало того, что те люди, которые высказывают другое мнение, мало того, что они как бы зачастую не могут высказать его официально, но они еще даже тогда, когда они высказывают его на своих соцсетях, они подвергаются преследованию.
Я, учась в датском университете, я взяла курс психолингвистики, то есть психологии языка и манипуляции в том числе. И я анализировала такого рода манипуляции именно в датской прессе. Потому что, например, когда Мария Крарук, это было уже там, сколько там, по-моему, 16 или 17 год, писала некую статью в датскую прессу, тогда она была членом датского парламента, и ей не могли, естественно, отказать в публикации, ее публиковали. В ответ на ее публикацию публиковалось несколько писем, оспаривающих ее позицию. При этом она прекрасно знала, что было там несколько человек, которые посылали письма в редакцию, поддерживающие ее позицию, которые не были опубликованы. Когда она спрашивала редакцию, почему вы не опубликовали письма, которые поддерживают мою позицию, мне говорили, что это письма, это были недостаточно хорошие тексты, у нас не хватило места, у нас не хватило времени и все такое прочее. То есть альтернативная позиция, она фактически замалчивается и подавляется. И тут я хочу вернуться к той теме, которую я хотела изначально, так сказать, говорить. Это о том, что вот такое подавление позиции, невозможность ее высказать, и к чему она может приводить, я наблюдала именно вот о таких правых течениях в Дании. Потому что, естественно, в Дании, как и в других странах, есть масса людей, которые озабочены большим количеством мигрантов в Дании, имеющих другую веру и другой менталитет, и другой образ жизни. И, естественно, такая позиция замалчивается, она подавляется, то есть они не могут ее особо высказывать. Я понимаю, что представители ислама возразят и говорят, что могут сказать, что в Европе культивируется исламофобия, но при этом получается, что нету здорового диалога об этом. То есть этот диалог, который мог бы привести эти две позиции к какому-то именно диалогу, когда, например, открыто говорится о том, что, предположим, есть определенные группы молодежи, у которых повышенная преступность, это факт. И, естественно, из-за этого растет недовольство в обществе, растет страх и желание каким-то образом это все, каким-то образом это преодолеть. Но при этом, естественно, исламские жители Европы тоже видят, что к ним часто негативно относятся. И, возможно, негативно относятся к ним, потому что идет не открытое обсуждение проблем, возникающих в обществе, связанных с этим, а подавление как одних, так и других. При этом я наблюдала, что те мои знакомые, так сказать, которых я, в каком-то смысле мне было интересно изучать, общалась с людьми, более, так сказать, я сказала, правое направление, при этом самое интересное, что они вполне понимали российскую позицию, и в то время они ее вполне поддерживали, потому что они себя тоже чувствовали угнетенными и подавляемыми. Но при этом у них начинали вестись, в конце концов, и весьма нездоровые дискуссии. После этого моя жизнь изменилась, я тоже вышла из этих тусовок, потому что в какой-то момент я поняла, что когда люди начинают друг друга провоцировать на какие-то незаконные действия по отношению к тем же сирийским мигрантам, это, наверное, уже чересчур. Но это тоже было следствие этой радикализации, это было следствие того, что такая позиция подавлялась, насаждалась эта позиция всеобщего равенства. Хотя позиция людей правых, так сказать, более здоровая, они, может быть, и в том, что зачем нужна война в Сирии, зачем создавать невыносимые условия в Сирии, в Африке, где угодно, почему эти люди должны съехать в Европу вместо того, чтобы создать те условия, в которых они могли существовать там. То есть ведется сначала позиция разрушения восточных, так сказать, государств, то есть и Сирия, и Ливан, и все это открываются эти ящик Пандоры с беженцами, и не только, при этом там многие приезжают не только из военных, то есть из государств, которые подвержены войне, но тоже Турция, и Пакистан, и все что угодно, просто потому что датская система располагает это. То есть если мы берем, например, мигрантов в России, они приезжают сюда работать.
Очень часто мигранты из различных восточных стран, приезжая в Европу, садятся на пособие, и европейцам это, естественно, не нравится. Естественно, они смотрят на это как нагрузку на свою собственную экономику, потому что они строили свое благосостояние из ситуации, что типа помогать своим, а тут появляется поток людей, которые тоже начинают использовать эту систему. Я не буду сейчас обсуждать экономические аспекты, это потому что это вообще другой разговор, совершенно отдельный, вот этих европейских систем там, помощи беженцам и не беженцам, и социальной помощи, это вообще другая Европа, другой разговор, и совершенно другая тема. Но я понимаю, что для многих коренных жителей, коренных народов той же самой там Дании, Европы, когда они теряют фактически возможность иметь свою национальность. Потому что вот какого бы ты ни был цвета и какие бы у тебя ни были родители, если у тебя в Дании стоит в паспорте штамп, что ты датчанин, ты уже будешь считаться датчанином. То есть фактически этнические датчане теряют право на свою национальность. И это дает, конечно же, это дает толчок к радикализации такого рода групп. Сейчас мы видим ситуацию, что распространяются волны русофобии по всей фактически Европе. При этом пророссийские, так сказать, или прорусские, или даже здравые какие-то мысли и смыслы высказать уже становятся все сложнее. Это вот те же самые мысли о ЛГБТ. То есть они доходят настолько далеко в своей абсурдности, что я в какой-то момент увидела в Фейсбуке, что даже в Дании попытались организовать некое общество ЛГБТ, которое было бы менее радикальным, чем совсем радикальное общество ЛГБТ. Типа, давайте мы не будем совсем радикализировать. У них начался какие-то конфликты между собой. Это просто дико смешно, когда... но при этом любое высказывание против там, ЛГБТ или еще что-то, они начинают подвергаться социальному преследованию. То есть это или соцсети, социальная изоляция. То есть если ты думаешь что-то не так, то ты рискуешь, что на тебя просто наедет так толпа каких-то даже не троллей, а просто вполне конкретных людей, которые там или твои знакомые, которые на тебя в соцсетях просто наедут за твою позицию. Поэтому часто люди молчат и не выступают. Точно так же, как ситуация с Джоан Роулинг, которая там где-то лайкала или усомнилась, что женщина – это женщина, когда ее просто со всех сторон на нее наехали вот эти транс-квины, женщины, которые там тоже были этим недовольны. То есть подавление любого какого-то здравомыслия, не обязательно узаконенное, но именно в социальном плане, через соцсети, через какие-то контакты, через боязнь того, что будут какие-то неприятности на работе. Оно как бы с одной стороны есть, а с другой стороны оно будет таки, я думаю, что оно будет плодить и сопротивление. Потому что сопротивление, оно как бы так или иначе, то есть или будет человек ломаться и соглашаться с этим, или будет сопротивляться. Я думаю, что таких тихо сопротивляющихся в Европе, причем я не говорю только про русских или русскоязычных, будет все больше и больше, потому что таких же тихо сопротивляющихся в Европе датчан, которые считают, что почему, там, например, бюджетные деньги должны тратиться на продвижение ЛГБТ-парадов, совершенно непонятно, почему не должны тратиться такие же суммы, например, на продвижение парада по традиционной семье, что было бы, в принципе, в западном обществе немыслимо. Я думаю, вот такое подспудное несогласие, оно растет. И усугубило это все, естественно, ситуация с ковидом и прививками, которые тоже вызвала очень большой резонанс в обществе, и очень многие люди сейчас просто стали задумываться, а что это было и что это такое. То есть, с одной стороны, есть такое подавление сверху, где медийные там, нарративы имеют весьма определенную повестку, но снизу растет такой как бы план, как это сказать по-русски, grassroots, да, то есть план из, базис-план вот этого базисного недовольства. И к чему это в конце концов может привести, это вообще очень сложно сказать, потому что, например, я знаю потому, как устроен выборный процесс, электоральный процесс в Дании,
какой-то новой партии очень сложно зарегистрироваться и пройти в парламент, потому что там нужно собрать там, эти 30 тысяч там, или нет, сколько-то 10, ну, даже вот эти подписи собрать, это не всегда возможно, это не всегда просто. Иногда люди даже это надо делать электронно, с составлением своих там координат и все, и люди иногда могут просто бояться это делать. И если твоя партия или твое движение не может войти в парламент, то, естественно, сложно участвовать в каких-то законодательных процессах и сложно что-то возражать, с одной стороны. А с другой стороны, те движения, которые есть, они раздербаниваются на части. То есть я говорю на примере Дании, о том, что как бы было там несколько так движений, которые плюс-минус работали. Сейчас это идет какой-то, есть одна партия в одну сторону идет, там прифит-лист в другую, то есть есть какие-то внутренние, появляются склоки, несогласия из-за каких-то, в принципе, не принципиально неважных моментов. И все это дело создает эту ситуацию, что большинство такого рода партий собрать не могут, именно потому что они разрознены. Вместо одной какой-то цельной оппозиции идет там десяток разрозненных маленьких партий. Кстати, вот Шиллер институт у нас тоже как бы есть в Дании, мы с ними там общаемся и сотрудничаем, очень достойная организация, мне кажется, и тоже, к сожалению, если бы они тоже могли объединяться с кем-то из, так сказать, людей со сходными там, или направлений движения со сходными взглядами, конечно, они могли бы добиться больших успехов. Но, как мы знаем, Шиллер-институт тоже не та организация, которая является мейнстримом, и всегда будут обвинять в конспираторщице, что они конспираторщики, будут обвинять во всех чем угодно, потому что обвинение в конспираторизме — это одно из самых типичных обвинений вот датского мейнстрима, вот таких вот альтернативных партий, движений. И все это, конечно, очень интересно, все это требует, конечно, не только наблюдения, но и академического изучения, но этим практически никто не занимается. Точно так же, как вполне возможно имеет смысл с академической точки зрения изучать те академические труды, которые пишутся о России современными западными академиками. Вот все эти, то есть более-менее и нормальные люди, и вменяемые, но по большей части успеха добиваются и, там, и должностей, и прочего, только те люди, которые несут выгодную Западу повестку, которая и поддерживается. То есть какое-то альтернативное, достучаться до политиков с каким-то альтернативным мнением буквально очень сложно, потому что вот я в свое время была там членом датской партии, у меня были знакомые, конкретно люди, которых я знали, были члены парламента, и там даже у нас министр иностранных дел был Самуэльсон в какой-то момент. В какой-то момент я к нему обратилась, сказала: тебя вообще-то кто-то как-то консультирует альтернативно или как? Он просто при виде меня там испугался и сбежал, сверкая пятками, сказав, что я не буду с тобой разговаривать, ты там про меня такое написала в Фейсбуке, потому что, типа, ты что делаешь? И я не думаю, что они не знают. Например, вот 2 мая, когда я послала одному из знакомых, была членом парламента в тот момент, фотографии с 2014 года из Дома профсоюзов, она меня попросила не слать ей больше таких ужасов. То есть она не может отнекиваться от того, что она это как бы увидела, что она это знает. Но проще делать вид, что этого нет. Может быть, немножко такое сбивчивое выступление, потому что заранее не написано, немножко в разные стороны, расходящиеся. Но вот академическая западная наука, мне кажется, несет большую долю ответственности за то, что сейчас происходит, и за развязывание конфликта, и за то, что сейчас происходит вот эта братоубийственная война, где Запад все-таки вывернулся и сделал так, что русские убивают русских русскими руками. К сожалению, многие из них просто с промытыми мозгами, и используются разные технологии, там, НЛП, все что угодно, но вот при этом, глядя немножко, так сказать, со стороны именно политики, видя, кто консультирует, кто их обучает, и кто их консультирует, и откуда, собственно говоря, политики получают свою информацию, я понимаю, что это
вот, они не могут не знать, что они отчасти привирают, но они делают это сознательно. То есть и привирают, то есть как бы отчасти они, может быть, знают, что привирают, с другой стороны, они могут верить в то, что они говорят. Но то, что западная наука о России не соответствует действительности, изучает только очень специфическую часть России, очень специфической страны, это, соответственно, и порождает те проблемы, которые мы, является одной из причин тех проблем, которые мы являем. Но как бы, руководится ли этим что-то сверху, или это просто какое-то естественное развитие событий? Ну, возможно, это есть какой-то кто-то там сверху направляет, потому что за что-то даются деньги, за что-то не даются. Вы же понимаете, всегда будут развиваться те направления, которые получают гранты, а те направления, которые гранты не получают, соответственно, развиваться не будут. Мы это видим по климатической политике, но это уже другая тема, соответственно. В этом тоже достаточно много тоталитаризма. Возможно, и поэтому на эту тему можно будет какие-то вещи поговорить и сделать. Вообще огромное спасибо за то, что вообще произошло такая конференция. Мне кажется, это очень важно и нужно, и собирать единомышленников, и, соответственно, распространять информацию о том, что происходит в мире, и осмысливать ее не просто с точки зрения вот обывателя, да, а именно вот с какой-то академической точки зрения, как это делает Александр Капоненко, как это делают остальные спикеры. Так что спасибо огромное и всего доброго. Спасибо вам огромное, уважаемая Евгения. Несмотря, что вы мне написали статью, очень интересно было, даже больше интересно, чем читать статью с бумаги, вот услышать такое выступление. И мне очень было интересно, особенно, что я не знаю много об этом, что происходит в Дании, но интересно в том, что есть много сходства с тем, что происходит в Сербии, например. Я вам скажу, что у нас существует тоже такая сеть кадров Сороша, которые получили образование, стипендии для этого, чтобы дальше продвигали эти ценности, которые им сказано, что нужно продвигать. То есть дальше развитие в своей карьере они получили тоже таким образом. И я говорю, что совсем недавно я дала интервью для армянских СМИ, и именно об этом. Я его видела, я его поделила. Я видела спасибо огромное. Поделила у себя на канале. Мой канал называется, телеграм-канал «Другая Европа», где я пытаюсь собрать факты именно европейского сопротивления. И, кстати, хочу сказать, вот недавно из Германии мне прислали документы, это программа семинара, который будет проводиться в Германии, вот там, обществом, какая-то организация немецкой демократии или продвижение демократии. Там просто вот списочек того, как работать с соцсетями, например. Первым пунктом является там деколонизация России. Сейчас это очень такая модная тема, что Россию надо деколонизировать, там, раздербанить, на части разделить. Но вот эту тему они будут продвигать, и они будут продвигать ее, соответственно, среди русскоязычных, сбежавших на Западе или уже живущих на Западе. И, к сожалению, героев не так много, как нам хотелось бы. Очень многие люди просто выбирают политику соглашательства и просто соглашаются с тем, что им представляют. Многие просто начинают верить в то, что им говорят, хотя иногда это бывает просто откровенная неправда. В том же самом 2014 году я столкнулась, например, с тем, что один мой, так сказать, человек, знакомый, который живет в Дании, которого я знаю лично, очень активно влез в дискуссию вот антироссийскую, вот эту вот украинскую повестку про Майдан. И я через него познакомилась там с несколькими русскими, с одним из моих русских. Я знаю, откуда он у тебя в друзьях? Ты сидишь в Москве, этот сидит в Дании. Откуда он у тебя в друзьях? А мы с ним познакомились, когда в связи с протестами на Болотной. То есть, оказывается, человек, который еврей из Эстонии, который жил в Израиле, уехал из Эстонии в Израиль, потом женился на датчанке, и большую часть своей жизни там жил или в Израиле, или в Дании, никогда не жил в России, так сказать, постсоветской, сидел и координировал, и подускивал
русских, которые делали протесты на Болотной. Вот, потом это получилось, как бы многие русские потом как бы там у них спала пелена с глаз, и они увидели на самом деле, что происходит, и изменили свое положение. Даже многие там русские протестные движения изменили свое направление, они стали, они могут говорить, что да, мы не согласны с какими-то там процессами, происходящими в русском обществе, но мы патриоты, мы поддерживаем своих. А тут идут явные как бы работа с русским обществом из-за рубежа. Сейчас таких людей будет становиться все больше и больше, и средств на их содержание будет выделяться все больше и больше на то, чтобы именно вести вот эту подрывную работу с русским обществом через соцсети, через телеграм-каналы, через все что угодно, и распространяя и пытаясь внедрить вот эти выгодные Западу повестки по России. Так, ну я уже, мне кажется, Да, я больше в согласна. дискуссии, Да, чем уже доклад. в дискуссию, вот продолжим, у нас еще есть выступающих немножко, а потом опять будет дискуссия. Спасибо большое. Да, у нас тоже происходит в Сербии, они прямо с аэропорта Николы Теслы рекрутируют этих, которые работают, например, с американским IT-сектором, которые пришли в Сербию в данном моменте и переселились в Сербию фактически. Сейчас не могу работать из России, с Америкой. И с другой стороны есть ну, немножко этих, которые недовольны политиком, которые тоже пришли. Их немного, но проблема в том, что они рекрутируют их прямо с аэропорта, потом их организуют, как вы сказали, они готовят протесты в Сербии. И получается, что, например, в Белграде, где очень, я могу сказать, 90% народа, они поддерживают Россию, поддерживают российского президента особенно, поддерживают и российскую политику, они готовят в центре такого общества, то есть в центре Белграда, этих, которые протестуют против политики России, против президента России. Это очень, да, очень страшно, что у нас происходит. Ну, надеемся, что вот это можно как сопротивляться. И, конечно, я очень благодарна, что вы сказали, диалога нет тут, поэтому возникает, у нас есть проблема и с исламофобией, очень серьезно, но, с другой стороны, они не позволяют диалог. Именно вот в этой войне между НАТО и Россией произошел факт, то есть факт того, что диалога нет, повлиял в большем случае, потому что они не хотят просто разговаривать. Но мы будем продолжать наш разговор. Спасибо большое. Сейчас я хочу пригласить, у нас есть наш друг из Индии, Ришаб Сети, он появился, и я хочу ему передать слово. Тоже я получила сообщение от наших коллег из Ирака, что, к сожалению, у них связь очень плохая, и они не могут подключиться. Если успею, конечно, и им дадим слово. Поэтому у нас сейчас Ришаб Сети, потом будет Татьяна Стоянович из Сербии, и если успеют коллеги из Ирака, их тоже включим. Если нет, тогда начинаем дискуссию после Татьяны. Пожалуйста, Ришаб, вам слово. Он сказал, что он именно знает русский, говорит, но сказал, что ему как-то лучше на английском выступить, он потихоньку будет на английском говорить. Я ему сказала, что сегодня у нас переводчиков нет тут, но считаю, что его можем услышать, мы как-то все тоже знаем английский. Спасибо вам большое, Драгана, спасибо вам большое. Извини, пожалуйста, ну, когда это очень серьезная и официальная вещь, ну, я хочу сказать на английском, потому что мой русский сейчас нет как эксперт, ну, тогда я хочу сказать мои слова на английский язык, для это сложная топика и дискуссия с нашей коллегой, ну, я думаю, я пробовал говорить очень медленно на английском, хорошо, спасибо вам большое. So, first of all, good evening, добрый вечер to all our colleagues, our experts from different countries from around the world. And it is a great honor to meet during such a very important, critical moment of time
a lot of geopolitical situations and problems are going around the world. And we all, as an experts in the sphere of international relation or international political things, we are gathered here to just share our strong views, what we are feeling or what we are facing right now because of such problems. So presently already I am in Russia from last more than 1.5 years and already working in the sphere of international relations from last more than 6 years. And from my first profession, I am an engineer. I worked as an engineer also for around 6 years. So from last already 9 months, I would say, when all these things started between the two countries and all other countries are trying to take advantage of this situation, when you all are watching this and observing this, what the Western Bloc and the American countries are trying to do, I would say that Dragana, I want to thank to you and to your team that you organize such an important topic to discuss during this moment of time. So when we talk about, especially about Russia, it is the world's biggest country in terms of land area, and most important is the geographical position of the country. And this country has always been called as the country of opportunities. Country which is the part of two major continents in the world, such as like Europe plus Asia. That is why it is called as Eurasia. And also the maximum part of Russia is adjoining with the Arctic region. Russia always one of the most important countries for the whole world, especially when we talk about international relations, international business, trade, diplomacy, technology, natural resources, etc. So it is impossible to ignore Russia. The country which is rich in various natural resources, minerals, rich culture, history, beautiful architecture, art, music, etc. So what all geopolitical situations happening from last so many months, we are observing this. And after such developments that are happening, African countries, Asian countries, and especially Latin American countries become one of the most important and most priority regions to stand together with each other in this period of time, especially when we talk about international economic system, trade and business, investment and cooperation. People Republic of China, India, South Africa are one of the most important partners standing together with Russia, or we can say like the BRICS and BRICS friendly countries, which covers the African continent, Latin American and Asian continent, and growing the trade relations between the country. If we take together India and China and compare them with the whole European Union countries group, it is clearly understandable that two Asian countries, India and China, are the biggest business market potential for many countries. If we talk about America, they want to do business with India. That is why they are saying like, we as an Indian, we are at a neutral position always. Then three major countries from the BRICS group like Russia, India and China together plays a major role in the world because of the total land area, population of the countries, technology, production, capacity, etc. You know, we should never forget, because of these Western blocs, they are just want to make dirty politics, but every country needs their development in terms of GDP or economic development of the country. And we need stronger economic ties at the same time to support the small developing countries, especially in the African continent or in Latin America. Also, altogether, these countries plays a major role to develop a new multipolar world. When we are talking about multipolar world for the future new world order, we strongly need support to stand together. And also we need to stop the hegemony of using American dollars or European euros in terms of international business relations between our countries. It is in the history records that how Western and American blocs wants to dominate or control the small countries and to use them only for their benefits, like a dancing puppet, and then never want these countries to grow and develop. Some of the examples, what you have seen, what happened in Afghanistan, what happened in Iraq, Iran, like Kosovo, such parts of the, like in Yugoslavia time also. So all these countries of the Western blocs just wanted to utilize and
like African countries, they want to utilize their leaders as a puppets just for their benefits for their country. But at the same time, they never support them and help them for the development of their countries to grow. Already, India and Russia together set up a benchmark for the whole world by showcasing that to develop the trade relations by using local currencies, rubles and Indian rupees, without taking the support of dollars and euros. It is a real example that showcases that to promote the local currency between our countries and to stop the dependency on using the American dollars or euros to make international trades. After the Western Bloc put sanctions, Russia developed the biggest oil and gas business cooperation with China, also with India at the same time. If you see the statistics, India and Russia together have broken all the business trade deal records of the history from the past many years. I would say like from the last 75 years, this year, we are celebrating our 75 years of diplomatic relation and friendly relation between our countries. And just these 9 months has broken the whole trade records of the last 75 years. So this is how it showcases that sanctions bring our country, Russia and India, much more closer to support each other. Also, at the same time, India as a country become a country for opportunity for Russia as a one country, one window to provide all the support in terms of all production of different parts or products which they are not able to import from European countries after sanctions started. During this period of time, it is also clearly understandable that groups like Shanghai Cooperation Organization or BRICS friendly countries would play the most important role for the new multipolar economic system in the world. We all are living in 21st century, and this is an era of digitalization. No one country can rule or control this world. Every country and their leaders have their own rights that what needs to be done for the development of their country, GDP, economy, and infrastructure growth. So it is not possible that one country can control the another country and to stop them. The business potential between the friendly countries like Asian continent, African, Latin American countries is very much huge opportunities for the future also. As I told, the world two biggest countries, India and China, are in the Asian continent. Plus other Asian countries such as Sri Lanka, Myanmar, Nepal, Philippines, Bangladesh, etc. These all are friendly countries which are always supporting and standing in support of India or Russia or many other friendly countries. When we say always there would be need for Russian products in all these friendly countries at the same times, such as fertilizers, oil, gas, technology, defense technology, space technology. After sanction, if you see, Russia become more stronger, not weaker. Why? Because Russia is not dependent on other countries. They have all their required natural resources with them. So especially the Western blocs, they became much weaker, and inflation in these countries are growing higher and higher every month. Okay, so at last, also, I want to say that we as an expert young leaders from different countries are the futures of our country. And after sanctions, the Western blocs or the American groups just tried to stop the people like us, friendly people who are the friend of Russia, to stop the information like media groups. They put sanctions on them. They put sanctions and banned many channels like that. So they don't want the right voice to go to the world. So we say always a coin has a two sides. So we should understand and observe both sides of the coin. If they try to stop the voices of the media channel like that, but we people from different friendly countries, we will stand together and raise the voice and spread the truth around the world together. Thank you so much once again, Dragna, for your great initiative. Thank you so much. Thank you, Rishabh. Большое спасибо. Замечательное выступление. И я согласна, да, в западных странах и в Европе, особенно мы сегодня говорим о Европе, будет такая проблема, что отрицая сотрудничество с Россией, это будет плохо для самой Европы, потому что именно
Россия, ну, стратегически, можно сказать, ее внешняя политика усредоточилась на Китай, Индию и сотрудничество с большими азиатскими странами. Поэтому для России альтернатива есть. Я считаю, что для Европы, если она так дальше будет поступать и не учитывать своих интересов и национальных, и государственных интересов, это будет большая проблема для самой Европы. Спасибо, Ришаб, еще один раз. Спасибо вам большое. Да, потихоньку мы приходим к нашей заключительной дискуссии, конференции и обсуждению наших документов, но до этого я приглашаю мою коллегу Татьяну Стоянович из Сербии выступить. Татьяна, вы на связи? Да. Да, я вас слышу. Пожалуйста. Ну вот, сначала хотела бы поблагодарить за приглашение выступить в рамках этой очень интересной, очень всеобъемлющей конференции. И действительно скажу всего лишь несколько предложений, учитывая, что уже практически второй день работаем. И, наверное, уже после всех выступлений всех наших коллег практически почти ничего и не осталось добавить. Настолько доклады были интересные и настолько коснулись практически всех тем актуальных и важных для нашей темы. Ну, я хотела бы обратить внимание только на один момент, который касается, может быть, стран Балкан и, прежде всего, Сербии. В последнее время замечается, что Евросоюз поощряет использование темы реабилитации фашизма в политических целях. И это очень заметно на примере, значит, интеграции новых стран в Евросоюз, вернее, среди прочих условий, которые ставятся странам, находящимся в процессе так называемой евроинтеграции, в том числе, значит, учитывая то, что все страны, которые уже стали полноценными членами этого объединения, имеют право выдвигать новые и новые условия, так и, в принципе, вопрос ревизии, переосмысления истории Второй мировой войны, истории, значит, темы фашизма тоже ставится как один из инструментов, которыми страны, которые уже состоят в Евросоюзе, в том числе страны Балканского региона, практически шантажируют своих соседей, которые находятся только на этом пути, страны Западных Балкан. Так, например, Болгария ставит условия Северной Македонии для того, чтобы вступить в Евросоюз, в том числе, ну, чтобы согласиться на переговоры, значит, разрешить Северной Македонии переговоры. Значит, один из условий был то, что Северная Македония должна убрать из своих учебников истории упоминание о болгарской оккупации времени Второй мировой войны и вообще, значит, упоминания о болгарских фашистов. Я, конечно, сейчас не вдаюсь в подробности, что там на самом деле было, но акцентирую внимание на том, что используется этот механизм, значит, условия, как сказать, условия, которые новая страна, кандидат на вступление, должна выполнить, значит, среди прочего выдвигается и условия, касающиеся ревизии истории Второй мировой войны, касающиеся роли
фашизма. Что касается Сербии, у Сербии тоже есть свои отношения с соседем Хорватией, Хорватия уже состоит в Евросоюзе, состоит и в НАТО, и в том числе Хорватия тоже использует историю Второй мировой войны как один из аргументов для споров с своим соседем и, собственно, значит, тоже играет на эту карту ревизии истории. Власти в Загребе, они пытаются обелить фашистский хорватский режим времен Второй мировой войны, и поэтому, например, очень много есть в последнее время манипуляций вокруг концлагеря, Усташского концлагеря Ясеновац на территории так называемого независимого хорватского государства во время Второй мировой войны. Хорватское государство современное запрещает проводить мероприятия в честь жертв, в память о жертвах Ясеновца, и к тому же Хорватия активно ведет кампанию по уменьшению количества жертв этого концлагеря, в котором было убито больше всего сербов, но также и евреев, цыган и представителей других национальностей. Тему невинных жертв усташского фашистского режима Хорватия сегодня использует для шантажа Сербии, как мы уже сказали, в процессе ее присоединения к ЕС. Но тут я, к сожалению, должна упомянуть, что и сербское государство с своей стороны идет в некотором смысле на уступки хорватской стороне по поводу количества жертв, убитых в Ясеноваце, так как именно некоторые государственные научные институты позволяют себе релативизировать количество жертв, которые признаны историей. То же самое я хотела бы сказать, что в отношениях, значит, хорватского общества к сербскому обществу, к сербам, в последнее время тоже, значит, это, конечно, зависит от того, какая в данный момент в Хорватии находится партия у власти, но эта тема межнациональной розни, она всегда активно используется именно в политических целях. И в последнее время тоже, значит, эта тема как-то выходит на первый план. Совсем недавно, на днях, во время чемпионата в футболе, у нас был такой случай, что голкипер репрезентации Канады Милан Борян – это серб, этнический серб, беженец из Книна, из Хорватии, во время этой последнего гражданского конфликта в 90-е годы. И когда он играл за команду Канады, хорватские болельщики выдвигали, значит, они показывали очень оскорбительные такие плакаты, которые напоминали ему о том, что вот как это практически он должен быть благодарен за то, что он участвует в этом чемпионате, что его как-то не убили вместе с другими сербами, которые пострадали в этом регионе. И то, о чем я хотела бы тоже упомянуть, это что с момента начала специальной военной операции, но еще до этого, на самом деле, Хорватия, которая в НАТО, она активно использует поддержку, значит, режима, она активно поддерживает режим в Киеве. Еще до начала специальной военной операции премьер-министр Хорватии неоднократно предлагал режиму в Киеве именно использовать опыт Хорватии в этой операции «Буря»,
когда было прогнано огромное количество сербского населения из Республики Сербской Краины, и ну, как это практически советовать режим в Киеве, как бороться против собственного населения. И тема, на самом деле, национализма, нацизма, фашизма, она, к сожалению, в этом смысле в Европейском Союзе никуда не уходит, и она все еще активно используется теми странами, которые ее как использовали в период Второй мировой войны, так практически используют в политических целях для каких-то там, ну, чтобы свести счета с своими соседями, так же практически как во Вторую мировую войну. Вот это коротко то, что я хотела сказать сегодня. И в ожидании дискуссии не хотела бы уже больше задерживать наших коллег. Большое спасибо, дорогая Татьяна. Это очень важно было услышать именно по этой проблеме с Хорватией. И вот это касается и исторических моментов, и нынешних моментов. Поэтому это очень важно было для нашей конференции. Теперь я хочу спросить, если наши коллеги из Ирака успели подключиться, я их не вижу онлайн, наверное, они не смогли. Я, как сказала, они мне написали, что их большая проблема с интернетом, и они буквально несколько минут были включены, потом опять у них отключился интернет. Ну, давайте спрошу в концу, если есть кто-то, кто не выступил, а хочет выступить, если присутствует. Если нет, тогда уже проходим к заключению, то есть заключительной дискуссии нашей конференции. Я как вижу, нет у нас еще эти, которые желают выступить, то есть уже выступили. Ну, тогда приходим к заключительной дискуссии, и я прошу уважаемого Александра Гапоненко начать дискуссию, и будем обсудить эти документы. Документы уже опубликованы и здесь в чате на нашей Zoom-платформе конференции, и тоже на телеграм-канале нашем общем, где включены все участники конференции. Уже многие из них поддержали документы и резолюцию и обращение. Тоже в чате у нас есть и выступления многих коллег, и я прошу тоже всех, которые хотят опубликовать, прислать нам либо по электронной почте, либо в нашем общем чате свои доклады. Мы дальше будем, конечно, публиковать. А сейчас я передаю слово уважаемому Александру Гапоненко. Пожалуйста. Еще раз добрый день всех коллег, приветствую, которые присоединились к нам. Но конференция идет уже 5 часов, все устали, я вот пожалуюсь, чтобы отвлечь. Несколько раз порывался уйти попить кофе, переложив всю тяжесть мероприятия на Драгонов, но каждый раз слышал настолько интересное выступление, что оставался на месте. Вот Драгонов пьет кофе, а я не смог этого сделать. Даже тут вот мой друг из Латвии, профессор Родин, ну, думаю, я-то его в другой раз услышу, мы через 2 дня соберемся, он все расскажет. Нет, тоже не смог отойти от компьютера. Это в порядке шутки. А если серьезно, то я бы хотел выделить 3 момента в нашей дискуссии, привлечь ваше внимание к ним. Первое – это то, что академические исследования современного фашизма не ведутся в России, к сожалению. Академическая наука этой темой совершенно не интересуется. И нет финансирования государственного или частного благотворительных фондов этой тематики. Вот все, кто здесь выступал, это
люди, как называют американцы, трапперы, которые охотники, вот эта тема их интересует, они занимаются, но их никто не поддерживает. И выступления, и выводы, которые здесь прозвучали, они крайне интересны. Но это не академические исследования. Чтобы вести академические исследования, необходимо свободное время, сидеть в библиотеке, работать над рукописью год, а то и 2, а то и 3, если это серьезная вещь. Этого нет. Финансирование в России больше некому критиковать. Вот я, хотя в России прожил 2 месяца всего, но вот я буду критиковать ее, как считаю ее своей родиной. Финансирование шло из западных фондов, условно соросовских, людей, которые работали в рамках англосаксонских научных традиций и проповедовали эти ценности, даже не осознавая того, что они это делают. Ну, как ценности, взгляд на те или иные события. И у российского руководства нет объективной картины мира, которую бы представили российские академические ученые. Я обращаю ваше внимание, что после начала спецоперации из совета при президенте, научного совета, были исключены несколько ведущих ученых, руководителей академических институтов, за то, что они, во-первых, давали неверные оценки до того и выступили против операции борьбы с нацизмом после того. Причем выступили, было совместное письмо, которое подписали не только руководители этих институтов российских, но и руководители западной политики консервативной направленности, бывшие руководители спецслужб западных. Знаете, в таком составе подписывать письмо к президенту недопустимо совершенно. Так вот, я призываю, ну, как Папа Римский говорит, городу и миру, я призываю, эти исследования нужно финансировать. Иначе наши усилия останутся на уровне публицистических статей, прекрасных статей, но публицистических, а не академических. Это исследование должно носить систематический характер, и в нем должны участвовать представители разных стран. Вот я вижу, вот все те, кто здесь выступает, они вполне на высоком уровне выступают и могут вести исследования. Я работая над книгами в этой области, я насчитал, по крайней мере, 200 центров англосаксонских, американских и английских, которые ведут исследования проблем фашизма и нацизма. Исторических, теоретических, психологических. Публикуют очень представительные материалы. Я не могу сказать, что это фальсификация, это прекрасные материалы. Они трактовку потом дают им политические, но вот экспертиза у них очень высокая, и они дают эту экспертизу своему руководству. И очень часто англичане, американцы опережают и Россию, и вот демократически настроенные страны в своих действиях именно потому, что у них прекрасная экспертиза, которой нет здесь. К сожалению, это нет. Вторая тема, на которую я хотел бы остановиться, это то, что у нас существует колоссальный пробел в исследовании того, что вот Михаил Родин назвал азиатским фашизмом. Эта тема осталась за пределами интересов европейцев. Ну, может быть, это понятно, англосаксы считают это колониальные страны, что там Китай исследовать. Его нечего исследовать, и так все понятно. А на самом деле такое событие, как Нанкинская резня, о которой наши школьники ничего не знают. Это был колоссальный геноцид китайского народа, который осуществили японские фашисты, другого слова нет. Даже в этом случае это были нацисты, более высокая степень развития фашизма. И это надо исследовать, это надо публиковать, с этим нужно знакомить представителей молодежи, которые этого не знают. Ну вот пример, я написал, я публикуюсь, знаете, в патриотических изданиях, они принимают практически все мои статьи, но я публиковал статью к годовщине победы над фашистской Японией. Совсем недавно отдал в очень уважаемый
экспертный журнал, один из лучших в России. И ее не опубликовали, потому что, мне даже не объяснили почему, ну, слишком радикальная точка зрения. Вот все говорят, милитаризм был в Японии, фашизма не было. А я вот нарушил традиции академические, которые существуют. А знаете, традиции ошибочные. И их нужно разрушать. И нужно говорить о том, что происходило на самом деле, а не то, что будет хорошо воспринимать англосаксы, которые выделяют деньги на гранты. А в России, кстати, существовала до самого последнего времени система оценок абсолютно всех ученых и исследователей и преподавателей, если они публикуются в западных цитируемых журналах. Тогда ты хорошо работаешь, тебя цитируют на Западе, тогда ты получаешь премию, продвижение, тебя переизбирают. Совершенно ошибочная концепция. Сейчас они начали говорить, что министр образования и науки говорит, что мы откажемся от этого. Но это действовало 30 лет. Вот поэтому мы имеем ту ситуацию печальную в общественных науках. И здесь существует проблема, я ее называю необходимость импортозамещения в общественных науках. И, наконец, третье, что мне пришло в голову в ходе прослушивания сегодняшних выступлений. Крайне важно развивать тему современного фашизма, фашизма, который принял электронную форму. Больше уже не опирается на систему концлагерей, а опирается на систему манипулирования нашими ценностями, нашими мозгами и ведущий к трансформации нашей гуманной сущности и в том числе внедрением в человеческую природу, вот смена пола и так далее, и так далее. Коллеги очень хорошо описали эту тему. Просто они акцентировали внимание, я и раньше это знал. Но вот когда мы обращаемся к этой теме, нас начинают называть сторонниками конспирологических теорий. Унизительно так. Вы там конспирологи, что вы пишете? И про прививки от ковида, и про мировое правительство, и про трансгуманизм. Это конспирологи, они недостойны внимания. Знаете, как то, что говорили, фашистов называют антифашистами, антифашистов фашистами. И все запуталось. А эта тема крайне важная, тоже требующая академического исследования и соответствующих серьезных публикаций. Вот это, я могу много еще продолжать, но даю слово своим коллегам, они пусть выскажут свое мнение об услышанном и выскажут согласие, несогласие с услышанным. Спасибо, дорогая. Спасибо вам, уважаемый Александр. Я приглашаю всех желающих, просто можно без очереди, конечно, у нас теперь программы уже нет, но кто хочет выступить, может просто включить микрофон и начать дискуссию. Да, мне попросил коллега из Австрии, Патрик Поппел, немножко раньше он мне прислал сообщение, что хочет еще добавить, поэтому, пожалуйста, Патрик. Да, спасибо. Я хочу говорю от этой тематики, что фашизм, я думаю, есть первые западные идеологии. Да? Социализм и коммунизм началось на Западе, Карл Маркс, и это было важно на Восток. Потом коммунистические революции, октябрь революции России, это была важна идеология восточной страны. И фашизм первый Западная страна. Смотрели на эту ситуацию. Восточный класс. Это много разных идеологических групп. Мистика, это консервативные, царисты торжественств, и патриоты, и разные группы. И на Западе это только один идеология. Это только фашизм и национализм. Интересно, да? Это я думаю, фашизм первый, это идеология западной страны. Да? Это
Это только мой комментарий. Спасибо большое, Патрик. Как я услышала, что вы сказали, связь как-то плохая, но понятно, что вы говорите, что у Запада была такая идеология, и она, конечно, существовала. Мы, как в свое время это мы говорили, старались найти причину вот этого, почему возникла такая идеология. Я считаю, что уважаемый Гапоненко глубоко проник в эту тематику, и в своей книжке он это написал. А сегодня у нас есть, конечно, современный вид фашизма, нацизма. О причинах мы тоже говорили тоже об этой операции Paperclip, которая, по моему мнению, помогла вот распространению дальше такие идеологии и в Америке, и в Северной Америке, и в Центральной Америке. Ну, в общем, понятно, что и в Латинской Америке были преступники, которые делали, готовили разные зло во время Второй мировой войны. Они попали потом и в Латинскую Америку. Есть такие хорваты тоже, которые убежали, были там после Второй мировой войны. Поэтому все это связано, конечно, вот, и очень важно об этом сегодня говорить, особенно, что нам всем понятно, и мы все как участники довольны, потому что вот такая конференция состоялась, потому что она очень нужна дискуссия, нужно общаться между собой о темах, которые являются серьезным проблемой. Спасибо большое. Я приглашаю дальше, кто еще хочет что-то добавить, сказать, начать дискуссию. Пожалуйста, коллеги. Да, уважаемый Валерий Иванов, пожалуйста. Спасибо. Я извиняюсь, несколько отсутствовал, не все сегодня смог расслышать, был занят. Но я, в общем-то, хотел бы прежде всего коллеге Александру Гапоненко обратить одну важную деталь. Вот эта нанкинская резня – это фашизм, правильно. Только суть этого фашизма была не расовая, потому что и китайцы, и японцы, в принципе, одна восточная раса. А вот нацизм там присутствовал именно в таком английском, так сказать, содержательном смысле. Как они там это себя видят. Это такое вот краткое замечание. Почему это я говорю? Видите ли, что мне кажется, нам вот здесь, вот на этой конференции надо было бы как-то отметить и зафиксировать. Понимаете, у нас в резюме этой конференции академическая часть неплохая, теоретическая неплохая, но, понимаете, правильно сказал Александр Гапоненко, что мы не можем заниматься академическими исследованиями, поскольку у нас нет ни времени, ни средств, ни институций, которые нас поддерживали бы. В то время как и у нацистов тоже этого нету. И вообще-то вот я хотел бы основные родовые, как бы сказать, слабости этого явления фашизм здесь, чтобы как-то мы это отразили. Но прежде всего, я сейчас скажу лозунг, который вы поймете его всю абсурдность. Нацисты всех стран, объединяйтесь. Такой лозунг невозможен по существу, поскольку нацизм ничего, кроме нации, которую он, как говорится, исповедует, причем воинственным, различным, насильственным способом, он ничего не может другого себе представить. То есть он богоизбранный, он супермен, он суперчеловек, все остальные как бы унтерменшины. Мы это проходили, Европа проходила в середине 20 века в своем таком самом экзальтированном представлении. Вот. Было все это подавлено. Теперь второй момент. Нацисты очень неумны. Они просто неумные люди. Они опираются на эзотерику, они опираются на языческие
разные реликтовые верования. Почему? Вот это идолопоклонничество, которое в конечном итоге в каждой нацистской среде нацистов рождает своего фюрера, который распоряжается не только жизнями своих, так сказать, адептов, и членов этой организации, но и жизнями других, членов других наций, которых они ненавидят и считают, что их надо экстреминировать или как-то поработить и сделать слугами своей нации. Значит, второй момент у нацистов, первый момент, значит, я объявил, они не могут консолидироваться в государственном межнациональном поле человечества, они не могут представлять никаких умных, гуманных идей, такими, как, скажем, христианство или другие классические традиционные религии. Ну и третий момент, который для нацистов и фашистов, как фашистов и нацистов, как одной из версий этого явления, это финансовые средства. Без этого фашистские движения существовать не могут. Их поддерживает крупный капитал. Транснациональный. Вот они, капитал-то транснациональный, он глобальный, глобалистский, если хотите. А вот играют они на вот этих вот фашистских, нацистских, так сказать, организациях свои политические мелодии, получая нужный для себя результат. Если, конечно, не будут остановлены интернациональными силами прогрессивных, высококультурных, образованных людей, коими является все человечество, а не вот эти вот люди, которые ущербны в своем, я бы сказал, психическом естестве. Вот я хотел бы, чтобы мы как-то в нашем резюмирующем документе, может, я еще не все сказал, но здесь надо думать, а вот как-то обозначить эти вещи, что мы интеллектуальные люди, а высокообразованные, которые не могут терпеть, как бы вам сказать, вот этой вот звериных инстинктов в человеке и борются с ним на основе тех культурных, того культурного наследия, которое нас сделало людьми цивилизованными, гуманными, именно христианских вот этих вот, не христианских, религий традиционных, ну и так далее, и так далее. Мы должны противостоять. Вот это как-то надо нам обозначить, поскольку оставлять вот это зло и смотреть на него так сверху вниз академическими, оно будет там себе копошиться и уничтожать людей, которые им попадутся под руку. Я бы сказал, это немножко такая пассивная позиция, и нам надо как-то ее обозначить, чтобы мы имели какую-то конкретную, так сказать, свою позицию, что мы все-таки немножко не те люди, за которых они нас пытаются считать, и мы, в общем-то, смотрим на них как, ну, извините, звероподобных существ. Вот так я бы сказал. Спасибо вам большое. Можно я позволю себе не согласиться с уважаемым Валерием Ивановым, потому что дело в том, что нацизм, он апеллирует к самому примитивному в человеке, это как бы сознание своего некого превосходства, что там человек хочет осознавать, что я типа чем-то лучше других. И самое смешное, что вот этот лозунг, там, нацисты всех стран, объединяйтесь, как бы это ни было смешно, но, например, еще там несколько лет назад, там, 16 или 17 год, мне сложно сейчас помнить даты, мы участвовали в одном мероприятии 1 мая, там вместе с датской группой Цифра, то есть «Время для мира», мероприятие 1 мая, где, ну, да, не 1 мая проводятся мероприятия, связанные именно с празднованием Дня трудящихся, ну, как бы своеобразно уже переродилось. Там была женщина из датской, так сказать, провинции, где она говорила, да, вот у нас есть такие нацистские там типа дома, где они собираются, и все, и они ездят, они поехали, многие из них поехали воевать на Украину. То есть это было еще там до февраля 22 года, это было намного раньше, тогда, когда велись вот эти бои в Донецкой и Луганской областях. И, как ни странно, датские там фашисты, нацисты, про которые там местные жители знали, что вот они там живут, они поехали туда. То есть что общего между датским нацистом и украинским нацистом? Казалось бы, ничего, потому что тут мы имеем белого, так сказать, датчанина,
Тут мы имеем некого украинца, который непонятно, то ли он славянин, то ли непонятно что. Что у них общего? Общего у них оказалась идеология. Идеология своего некоего превосходства. Я боюсь, что современный нацизм уже, так как он становится прибежищем, точно так же, как мы имеем нацистов, которые там серые волки в Исландии, мы имеем польские нацистские группировки, про которых мы тоже слышали, которых тоже сейчас много воюют на Украине. Нацизм в каком-то смысле, я думаю, что он потерял уже, а может быть, даже не имеет такой, как таковой вот привязки именно к нации, а имеет скорее привязку к идеологии превосходства себя. То есть если ты становишься частью идеологии этой группы и воспринимаешь эту идеологию, там, то есть оно может быть там связано с какими-то языческими ритуалами, еще с чем-то, то тем самым ты присоединяешь себя к некой вот такой вполне даже интернациональной верхушке людей, обладающей такой некой высшей правдой о своем собственном превосходстве над другими людишками. Потому что ну, в любом обществе очень часто можно видеть там типа, о, это там плебс, это люди, там многие там смотрят на бабушек свысока, кто-то еще там смотрит на своих же там соплеменников свысока. И вот такие люди, собираясь вместе, они как раз и формируют этот новый современный фашизм, где они, может быть, даже смотрят свысока не на какие-то конкретные нации, потому что я думаю, что среди вот этих вот украинских нацистов наверняка много людей, которые уехали из России, а именно на приверженцев других, нежели их собственной идеологии. Так что вот тут я думаю, что это та тема, которую еще стоит изучить, потому что факты того, что вместе с украинскими нацистами воюют и датчане, и поляки, и все кто угодно, они есть. И поэтому объединение вот этих вот тенденций, течений, оно есть. И основа этого объединения, ну там нужно какие-то инсайдерские информации, наверное, как-то или каким-то образом это понимать. Но вот оспорить, немножко возразить коллеге я бы хотела. Я хотел бы тоже, значит, прежде всего, я не понял, в чем у нас разница, когда вы говорите, что они свое превосходство перед другими, вы повторили то, что я сказал, я не вижу здесь никакого противоречия. А вот что касается нацизма и объединения их, то давайте идти от определения, что есть нация. Ведь это определение дано четко и ясно в трудах доктора юридических наук Станислао Паоло Манчини, итальянца, в период становления единой Италии, это вторая половина XIX века, ну это как раз Гарибальди, вот эти все Карбонарии и так далее. Так вот, я могу вам сказать, что это в 1873 году вышла работа, которая четко зафиксировала понятие нации. И в этом понятии нации, да, есть понятие истории, язык, этнокультура, но там присутствует еще два понятия, которые, наверное, мало кто, как говорится, понимает или осмысливает в этом определении, а именно территория и экономика. Вот последние две вот эти вещи, определяющие нацию, конечно, очень интересно, но мы прекрасно знаем, что существует нация, которая 2000 лет не имела никакой территории, вы знаете, о ком я говорю, о иудеях, которые имеют свое национальное, как говорится, сознание и все остальное, даже экономику имеют вне, как говорится, территориально, какую мы знаем, что такое мировые деньги. Так вот, я хочу сказать, что если мы будем идти от понятия «нация», то, вы понимаете, я не вижу никакой возможности, вот которую я назвал, академической, я не знаю, какие другие есть, но вот Станислао Паоло Манчини четко и после этого поехало определение нации в тех социополитических отношениях, которые мы имеем до сих пор. До этого было откуда будешь, какой язык, какого вероисповедания и кто твой барин, если это человек зависимый. Из какого герба. Так что, как историк вам это говорю. Так вот, я могу вам сказать, что мы должны все-таки тогда понимать, что в данном случае какого-то, как бы вам сказать, теоретической платформы для единения нацистов не может быть, потому что это самое
националы есть. Вы национал, я национал, Саша вот национал, вот наша уважаемая ведущая национал. Все мы осознаем себя теми или иными националами. Но нацист – это человек, который экзальтированно смотрит на свое происхождение, не понимая абсолютно ничего, и поэтому он не может принять никакого другого. Он может за деньги, может поехать, показать, что он такой вот великий, он сейчас будет всех других там уничтожать, там русских на юго-западе с России, куда-то поедет в Афганистан уничтожать, понимаешь, несчастных этих местных аборигенов и так далее, и так далее. Ему надо утверждаться на крови. Это ихняя сущность, нацистов. А националы, мы все националы, извиняюсь. И вы не откажете от своего, я не откажусь от своего. Спасибо, я сказал. Ну, возможно, но опять-таки определенное объединение их есть каким-то странным образом, и как бы мы ни теоретизировали это все в какие-то теоретические научные установки, помимо теории существует практика, к которой нам тоже нужно иногда обращаться. То есть мы, конечно, согласны с тем, что они ставят себя над всеми, но вот эти вот какие-то их сотрудничества межнациональное тоже есть. И это тот факт, который За деньги, не забывайте, здесь фактор денег. Ну, не всегда, я бы не стала. И причем мировых денег, а не какого-то личного кармана. Можно мне вклиниться в эту дискуссию? Ну, опыт как раз построения новой Европы в 40-е годы говорит о том, что немцы ставили себя во главе всего конгломерата, ниже стояли итальянцы, еще ниже венгры, румыны, болгары, а в самом низу вот славяне, вообще подлежавшие уничтожению евреи и цыгане, то есть выстроили иерархию. И в этой иерархии они сотрудничали, каждый получал какую-то свою выгоду, иногда это деньги, но чаще всего это социальный статус, это возможность грабить кого-то, реализовывать себя как высшую расу. И точно так же в Азии, насколько я знаю, японцы выстраивали иерархии. То вот в этом смысле они объединяются. Но в рамках самого национального какой-то общности немцы никого не допускали. Определяли по крови, это не научно, но у них была своя система отметок. И никого не допускали внутрь вот этой вот системы. Японцы точно так же себя вели. И вот я, Валерия, возражаю, в отношении китайцев. Японцы относились к китайцам как к низшей расе. И вот это проявилось и в Нанкине, и во многих других случаях, применение химического оружия, биологического против них оружия. Потом, когда они осознали, что уничтожить такое большое количество противников невозможно, они нашли коллаборационистов, которые с ними сотрудничали. Это был вот тот Китай, который просто противостоял Красному Китаю и Чан Кайши. Ну, это в порядке дискуссии, это прямо не относится вот к теме нашей конференции. Вернее, это уже мы уходим в очень большие подробности. Дадим слово еще кому-то, да, Драгана? Пару слов, пожалуйста. Да. Алло. Да, пожалуйста, слушаю вас. Не хотел бы, уже очень много сказано о терминологии и о сущности, и академических взглядах на сущность фашизма, на дружбу фашистов и так далее. Я на что бы хотел обратить внимание, может быть, ну, я понимаю, что это не академический посыл, но вот и я об этом уже говорил, что, может быть, не сделать пару дронов и пару гиперзвуковых ракет, опустить эти деньги на подобные конференции, на развитие академической науки, это, может быть, к этому можно отнестись с улыбкой, но если бы это каким-то образом прозвучало в итогах конференции, я думаю, что это актуально и полезно. Это, во-первых. Во-вторых, я бы все-таки хотел бы высказать такую вещь. Может быть, это мой взгляд только из Чехии, но я не услышал об этом ни у представителей академической науки, ни у политиков, что мы идем к фашизму семимильными шагами.
Дело в том, что я, например, очень чувствую приближение экономического кризиса. А как тут не вспомнить, значит, итоги Первой мировой войны, последующее развитие и экономические кризисы конца 20-х и начала 30-х годов. Мы вплотную перед катастрофическим экономическим кризисом, выход из которого – это к фашизму, к централизации управления, которую поддержат все голодные и безработные люди. Вот я как-то не услышал этого на конференции. Может быть, это какое-то только мое мнение. Вот был бы рад услышать еще пару слов вокруг этого. Семимильными шагами идем. Вот я в Чехии это вижу, кожей чувствую, как чешское, нейтральное, демократическое еще недавно общество идет к фашизму. И через пару месяцев начнется развал экономики. Вот я его уже, например, чувствую, потому что я еще и бизнесмен и участвую в некоторых экономических торговых процессах. Спасибо за внимание. Уважаемый Александр, посмотрите мой доклад, я текст представил организаторам, там как раз те аспекты, о которых вы сейчас сказали, именно на это я обращаю внимание. Именно люмпины, именно вот эти вот люди, которые сейчас деклассированы, они и будут, ими и будут пользоваться те лидеры, которые будут формировать фашистские организации в Европе. Ну, спасибо большое. Я хочу сказать тоже, что я вам обращению, которое находится и на нашем веб-сайте, тоже написала, что цель именно этой конференции – собрать интеллектуалов, собрать общественных деятелей, журналистов, чтобы вместе не только вели дискуссию, но и чтобы вместе сделали план дальше работе именно в целью предупредить такие развития ситуации. И я там тоже написала, как что экономический кризис с одной стороны и технологическое развитие, как мы знаем в истории, может привести к большим таким потрясениям. Поэтому вот именно сегодня у нас и прошла эта конференция, чтобы вместе обсуждали. И я, как сказала, мы именно ожидаем от всех участников предложение, как дальше работать. Как я поняла, предложение касается и этого, что надо развивать в академической сфере, вот именно поддерживать академическую сферу в этом направлении. Я тоже согласна к этому полностью. Другое, что я могу сказать еще, как итог этой конференции, я считаю, что нам нужно будет дальше работать, дальше организовать такие конференции. У нас тоже появилась такая идея, много говорили о исламофобии в Европе и в мире вообще. Я считаю, что в будущем надо пригласить тоже коллег из Сирии, из Ирака, из разных мусульманских стран и об этой теме говорить. Тоже цензура в СМИ, это очень, касается, конечно, это наши самые главные темы в возрождении нацизма, фашизма, потому что один из самых известных признаков – это цензура в СМИ. Это сегодня существует, особенно в Европе. Я считаю, что дальше надо уделить внимание этой теме, конечно. И третье, что я заметила, это действие вот таких фондов, как является фонд Сорос, финансирование этих фондов. Это тоже надо исследовать, об этом говорить и найти возможность, как этому противодействовать. Я с уважаемым Споменом Милочич, которая вчера выступала, тоже разговаривала, как она является психологом и глубоко понимает такие проблемы. У нас возникла такая идея сделать программу дерадикализации. И она касается не только вот этой проблемы нацизма, но проблемы и вообще экстремизма, терроризма, исламофобии и тем прочее.
расизма, потому что получается, что многие структуры, многие институты, многие организации, которые якобы занимаются поддержкой демократии, там, права человека, в каком другом виде они занимаются экстремизацией. У нас есть такая проблема, например, на Балканах. Есть много таких гуманитарных организаций, то есть они зарегистрированы как гуманитарные организации, либо религиозные исламские организации, которые именно занимаются экстремизацией. То есть через такие организации они рекрутировали боевиков для исламского государства, их отправляли в Сирию, в Ираке и так дальше. Поэтому я считаю, что нам нужно будет дальше работать, развивать такие программы дерадикализации, потому что это, я считаю, является естественным как подходом противостоять таким ужасным тенденциям, которые существуют сегодня. Драгана, можно мне сказать? Я извиняюсь, что немножко много говорю, но я хотел бы еще очень важную и очень существенную деталь подчеркнуть в дискуссии о фашизме. Дело в том, что вот это определение нации как национальной экономики – это то место, на котором сейчас играет международный финансовый капитал, развивая вот фашистские вот эти нацистские идеи. Дело в том, что деньги, финансы – это не я сказал, это Карл Маркс и еще другие сказали. Это интернациональная сущность, это математика, это совсем другие аспекты, ничего общего не имеющие с национальным. Это тогда, когда в 19 веке развивался государственный национальный социализм, это еще имело какой-то смысл. Сейчас это не имеет. Китай, Индия, Америка, Россия, Англия и так далее, это международный рынок, который никак не имеет национальных признаков. Там чисто идут дивиденды, чистая прибыль, чистые деловые отношения. Но на этом играют те политические негодяи, которые развивают вот эти все вот санкции на почве национального приоритета. Потому что именно Россию гнобят, как националов русских гнобят, русофобию и все прочее. Потому что им запрещено быть русскими, и поэтому мы будем их уничтожать финансово. Не получилось, потому что Россия слишком большая. Я хотел бы, но на этом будут играть сейчас очень серьезно. Спасибо. Да, я согласна с вами в смысле того, что есть эти корпоративные интересы, даже они больше сильные, чем и многие государства, и у них больше и силы, и денег, и возможностей. Именно, можно сказать, и, может быть, и армия больше, чем у каких других государств, например, маленьких европейских государств. Поэтому, да, Евгения, пожалуйста. Я хотела сказать, что, безусловно, есть потребность в проведении таких конференций, потому что есть очень много тем, которые в купе своей формируют нынешнее положение общества, потому что помимо там, фашизма и национализма такого конкретного, о котором мы говорим сегодня, существует еще климатическая повестка, которую тоже начинают называть климафашизмом, потому что вот эта история про глобальное потепление, которая многими учеными оспаривается, это тоже еще та история, которая заставляет экономику искусственно пересаживаться на другие рейсы, то есть заставляет отказываться от долгосрочных контрактов, например, экономической. Это тоже часть вот этого экономического кризиса. Помимо этого есть еще, естественно, экономические составляющие, то есть как бы климатическая тема, экономическая тема. Кстати, вот доклад именно болгарского спикера, не помню сейчас имени, сейчас посмотрим, как его звали, именно про экономическую, да, про экономическую составляющую фашизма. Я думаю, что он очень-очень актуален. Я уже как бы слышала раньше такого рода доклады именно о экономической составляющей Третьего рейха, как она складывалась, как она функционировала. И помимо там больших крупных предприятий, она функционировала достаточно социалистически, потому что национал-социализм все-таки был социализмом. И
в качестве, хочу предложить в качестве спикера. У нас в Дании есть человек, которого зовут Матс Палсви. Он организатор одной из таких альтернативных партий. Он бывший инвестиционный банкир, работал как бы в центральных банках мира и изнутри видел, как вот эта банковская система банкротит страны, как МВФ, как только начинает помогать государству, государство приходит к разрушению банкротства после этого. И на самом деле у него есть своя собственная экономическая, так сказать, альтернативная идея построения, так сказать, экономической части общества. Может быть, это было бы интересно, как пригласить его тоже как одного из спикера на такого рода конференцию, если мы будем затрагивать именно экономическую составляющую. Ну и, естественно, климатическая составляющая, тут, конечно, нужны были более узкие специалисты, но климатическая составляющая, она неразрывно связана с энергетической, потому что именно вот это искусственное, ну, я считаю, это мое личное мнение, то есть не только мое личное, но и многих людей, что вот это искусственное раздувание повестки о глобальном потеплении, хотя на самом деле мы сейчас, скорее всего, стоим на пороге нового ледникового периода, это тоже один из важных элементов, составляющих как энергетический, так и экономический кризис. Да. Спасибо большое, спасибо большое. Тема есть много, и в будущем мы будем, как я сказала, продолжить нашу работу. У нас есть эта телеграм-группа, телеграм-канал, который создан, и в будущем, значит, с этим не заканчиваем нашу работу. В будущем, либо какие идеи у вас будут, можете свободно там написать, обратиться, и будем дальше дискутировать, дальше организоваться, строить планов. У нас уже есть идея в 2023 году организовать следующую конференцию, поэтому, пожалуйста, вот либо какие идеи, они пожелательны, чтобы мы фактически вместе сделали и план нашей работы в 2023 году. Поэтому спасибо большое. Если есть еще участников, которые хотят что-то добавить, сказать, выступить, прокомментировать. Я не вижу, что кто-то... Да, если нет, пожалуйста. Мне кажется, это такие интенсивные 2 дня, что просто нужно Да, понимать. не, уже устали, и я действительно устала. Конечно, мы очень хорошо работали и сегодня, и вчера. Я очень довольна нашим конференцией, надеюсь, вы тоже. Хочу закончить с этим нашими документами. Вопрос можно к вам? Да, Вопрос. да, Вы видите, я сказал, что хотел... Мне вопрос. Вот вы сейчас подготовили документы. Это что? Я видел, куда вы будете направлять их. Скажите, у вас будет где-то опубликовано это или вот эта видеозапись этой конференции? Где это можно будет представить широкой публике, так сказать, у нас в Литве, скажем? Спасибо. Да, пожалуйста, у нас есть веб-сайт конференции antifascism.online. Он на русском и на английском языке доступен. Наша конференция тоже доступна, то есть уже шло, можно было смотреть, пока мы говорили. И видеозапись тоже есть уже на веб-сайте, это antifascism.online. На русском и на английском материалов есть. Мы дальше будем публиковать и доклады, которые вы тоже можете прислать нам, то есть я вас приглашаю нам прислать доклад, мы тоже будем опубликовать. И эти документы, которые мы сегодня как приняли, они тоже будут опубликованы. И обращение, и резолюция, но кроме этого, это главное, они будут направлены на эти адресы, которые мы записали в самих документах, значит, ВОЭН, в Совет Европы, разных общественных организаций, международных учреждений, Европарламент тоже, в СМИ, и, значит, цель наш будет, ну, познакомить общество с нашей работой, и, конечно, СМИ, и дальше продолжим нашу работу. Да, Александр, вы хотели что-то добавить?
Дрэгона, наверное, надо прочитать резолюцию, даже не для участников, они все читали, а для зрителей. Мы в онлайн-эфире находимся. Резолюцию я бы прочитал, если вы не возражаете. Да, конечно, пожалуйста. А потом принимать от участников замечания, которые мы учтем, ну, я думаю, нам доверят это, и включим в резолюцию. В эфире править резолюцию – это непродуктивно. Итак, я зачитываю текст нашей резолюции. Резолюция 6-7 декабря 2022 года состоялась международная конференция, проходившая в формате интернет-трансляции с участием 37 специалистов, занимающихся изучением фашизма из 26 стран, приуроченная к 80-летию годовщины первого антифашистского форума в Югославии, положившего начало формированию широкого антифашистского фронта в этой стране. В своей работе участники конференции опирались на, я не буду зачитывать, это устав ООН и другие международные организации. Участники конференции адресуют резолюцию в форме рекомендаций для проработки и принятия в работе в адрес ООН, Совета Европы, Евросовета, Европарламента, Европейскую комиссию, главам членам государств ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, лидерам европейских политических партий, придерживающихся принципов свободы и демократии, руководству европейских общественных организаций демократической направленности, мировой демократической общественности и гражданскому обществу, мировым общественным организациям, средствам массовой информации Европы и стран ООН. Итак, вот сам текст резолюции. Участники конференции единогласно пришли к следующим выводам. Первое. Возрождение фашизма в Европе в 21 веке, идентично фашизму 20 века, является неоспоримым социологическим фактом. Второе. Исторически социальный феномен фашизма и нацизма возникает как следствие системного экономического кризиса, при условии наличия внешнего финансирования и государственной поддержки со стороны заинтересованных в их развитии правящих элит, нацеленных на подавление этнических меньшин, демократической оппозиции и любых форм инакомыслия. Третье. Активный рост ультранационалистических течений и проявлений фашизма в странах Европы создан искусственно с помощью разрушительной концепции построения этнически чистых обществ. Четвертое. Типичными проявлениями фашизма и неонацизма в современном мире являются: запрет на публичное использование национальных языков общения, изучение начального и среднего образования, получение начального и среднего образования в местах компактного проживания национальных меньшинств или крупных национальных диаспор, проживающих в Европе. Б. Ограничение свободы вероисповедания, свобода мысли и слова, право на гражданство, на высказывание мнения, отличающегося от официальной точки зрения. Искоренение исторической памяти, включая события Второй мировой войны, разрушение материальных памятников культуры, осквернение захоронений. Д. Факты внесудебных расправ, институционального преследования активистов этнических меньшинств и их необоснованные депортации, эксплуатация, прямой грабеж и физическое уничтожение этнических меньшин. Пятый. Возрождение во властных структурах стран Европы сил, откровенно пропагандирующих и использующих идеологию фашизма и неонацизма, дискриминацию значительной части населения по языковому и этническому признаку и принимающих законы, ущемляющих права людей по этническому принципу. Шестое. Основой конфликта на Украине является политика руководства страны, основанная на концепции исключительности украинского этноса, искоренение этничности других народов, проживающих на Украине, активно поддерживаемое США и странами Европы при полном попустительстве ООН и иных международных институтов власти. Седьмое.
Фундаментом общества благополучия и стабильности мировой экономики являются общепризнанные духовные ценности, основанные на любви, добре, благости и взаимном уважении к ближнему, законное право каждой страны приводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, основанную на культуре благожелательности к соседним странам. 8. США, являясь одной из ведущих мировых держав, используя свое обособленное уникальное положение, на протяжении многих лет искусственно генерируют в различных регионах мира внутринациональные противоречия и локальные конфликты с целью получения выгоды в своих собственных интересах. В этой связи участники конференции призывают международные организации, национальное правительство и общественные организации всех стран мира приложить усилия к восстановлению принципов равенства всех этносов в своей деятельности, как это предусмотрено нормами международного права. Призвать политические силы всех стран мира осудить политику партий, организаций и правительств стран Европы, поддерживающих любые виды фашизма, принять меры экономического, социального и политического давления в отношении тех сил, которые поддерживают возрождение фашистских идей и практик. Продолжить научно-исследовательскую и просветительскую работу, проведение мероприятий, направленных на недопущение возрождения фашизма в 21 веке, как главной угрозы для мира и всего человечества. Инициировать общественную гражданскую инициативу по фиксации партий, общественных организаций, лидеров, поддерживающих фашистские идеи и практики в странах Европы. Исследовать предпосылки создания Международного института изучения фашизма. Это вот последняя как раз идея, вот так она сформулирована. Белград, Сербия, 22 год, 12 июня, и подпись: участники международной научной конференции, представители стран участников, и не буду их перечислять. Вот такое предложение, и я думаю, что письменные дополнения к этой резолюции вы можете все посылать либо в чат, либо вот нам на сайт, с тем, чтобы мы могли включить. Некоторые замечания были уже редакционные, конечно, мы их включим, если вы доверяете нам с Драганой эту работу. Да, спасибо большое, уважаемый Александр. Можно мне два момента мне немножко резанули, если позволите, сразу не отходя от кассы. Это прежде всего вы почему-то фиксируете как фашизм как социальное только явление. Я бы сказал, что это политическое явление, не только социальное, это социально-политическое явление, это формулировка. И второй момент. Я не понимаю, почему вот мы сейчас выделяем Украину. А ведь такие преследования в Прибалтике по национальному признаку, когда школы закрываются, когда учителей из школ выгоняют, если он сказал не то слово, не так, понимаете, или что-то обозначил для детишек. Это, знаете, это как-то очень тоже попахивает таким определенным наклонением. Я бы расширил, не выделял бы именно Украину или Украина, Прибалтика и так далее по списку, если вы так. Валерий, пришлите свою редакцию, я содержательно согласен. Ну, напишите это на бумаге. Все, спасибо. Я вот эти два момента. Спасибо, я тоже согласна. Пришлите свободно, если еще есть какие-то предложения, что надо добавить, изменить. Значит, у нас есть общий чат, свободно пришлите, и мы будем дальше это рассматривать и уважать. Ну, да, мы пришли к концу конференции. Я не вижу. Евгения, что вы хотите еще что добавить, да? Нет, просто хотела попрощаться. Спасибо, да, спасибо. Я хотела, что это не Украина только, потому что вот буквально на днях видела видео, где в Швеции русской не дают возможности открыть счет в банке шведском для ее мамы, которая там живет. То есть это фактически русофобия распространяется везде, на всю Европу. Это будет касательно и Америки, и Канады, и Европы, и многих других стран. Начиная с Чайковского и Пушкина. Да. Я согласна полностью.
Еще раз большое спасибо за прекрасную конференцию, очень замечательная инициатива. Надеюсь, что будем продолжать. Ну да, нам надо продолжать. Я хотела на концу поблагодарить всех участников из разных стран. Я очень радуюсь, потому что я очень довольна и радуюсь, потому что у нас было столько много участников, столько разных стран. Будем продолжать нашу работу. Тоже я хотела поблагодарить Александра Гапоненко особенно за помощь и поддержку и совместную работу. Я хотела поблагодарить тоже наших переводчиков, которые вчера работали, у которых тоже была очень сложная работа, потому что связь у нас не всегда была хорошая. И тоже нашу техническую поддержку, которая нам помогла справиться с этими техническими вопросами. Еще раз большое спасибо всем вам. Я очень рада была вас увидеть, услышать. И надеюсь, в 2023 году уже мы продолжим нашу работу, ждем ваших предложений и ждем ваших докладов, чтобы публиковать на нашем сайте. И желаю вам хорошего здоровья и успеха. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Всего хорошего, все коллеги.